Приветствуем вас на нашем канале. Здесь вы найдете самые полезные и интересные книги. Подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить. Приятного прослушивания. Сергей Шейкин. Законы Вселенной. Инструкция к счастливой жизни. Читает Влад Акраперидзе. Введение. Вы можете быть миллионером или домохозяйкой, полицейским или дизайнером интерьеров, министром или духовным наставником. Исповедовать любую религию, иметь какой угодно цвет кожи — все это не важно, если всегда говорите себе: «Я не понимаю, почему это произошло. Я чувствую себя несвободным. Постоянно ощущаю внутренний дискомфорт. Я хочу сделать свою жизнь лучше, но не знаю, как этого достичь». Представьте на мгновение, что всякий раз, оказываясь в сложной ситуации, вы понимаете, почему получилось именно так. Это могут быть токсичные отношения, проблемы с родителями, нелюбимая работа, эмоциональное выгорание, потеря смыслов. Список можно продолжать долго. И когда вы оказываетесь в эпицентре проблемы, вы не впадаете в отчаяние, не начинаете искать виноватых, а спокойно и последовательно решаете все вопросы. Люди стали уважать ваши границы, родители перестали донимать вопросами и контролирующими звонками, а в отношениях воцарилась гармония. Вы, в свою очередь, поняли, как построить карьеру и поднять свой финансовый уровень, а еще осознали, что удовольствие можно получить даже от прогулки. И увидели наконец-то вокруг себя прекрасный мир. Больше не нужно ждать удачного момента, чтобы жить. Вы уже живете. «Но это невозможно», — возразите вы. Да, это действительно так, если и дальше продолжать жить по вашим сегодняшним установкам, надеясь на другой результат. Совершать одни и те же ошибки, сталкиваясь с одними и теми же проблемами, и неустанно спрашивать себя: но почему же это произошло? У каждой ситуации есть 3 причины. Физическая, само событие, в эпицентре которого вы находитесь. Ментальное, убеждение, которое и привело вас к этой ситуации. Энергетическая, та сила, энергия, которая породила это событие. Если не найти все 3 причины проблемы и не исправить их, скорее всего, вы снова и снова будете попадать в одну и ту же ситуацию. Чтобы это изменить, потребуется новая система координат. Книга, которую вы сейчас слушаете, это подробная инструкция по принципам энергетического взаимодействия, которая позволит исполнить свои желания и чувствовать себя свободным. Иметь ту жизнь, которую вы хотите, не страдать из-за этого, не приносить никаких жертв и никогда не жалеть о принятых решениях. Подсознательно все мы стараемся следовать этим принципам, такова наша природа. Мы называем это кармой, эмоциональными установками, убеждениями, воспитанием, культурой, наконец. А я называю это законами Вселенной. Меня зовут Сергей Шейкин. Я готов поделиться с вами открытием, изменившим жизни многих людей по всему миру. Нет, их жизнь не стала лучше. Она стала другой, гармоничной и настоящей. Так случилось, что однажды я открыл в себе экстрасенсорные способности. 10 лет я изучал этот феномен, исследовал магические явления, эзотерику, мистицизм. Я хотел понять, почему вдруг стал чувствовать энергетические взаимодействия и где проходит грань, отделяющая науку от вещей, которые ученые пока объяснить не в силах. Применял эти знания на практике. Консультировал, помогал людям выйти из сложных ситуаций, от проблем в отношениях до расследования убийств. Я расскажу вам эти истории в аудиокниге. Начну с себя. Я уже много лет изучал эзотерику и мистические явления, но в этих знаниях не было никакой систематизации. Словно кусочки пазла, только что вытряхнутые из коробки, они лежали, разбросанные по столу.
И вот однажды я наконец увидел, какую картину из них можно сложить. Как сейчас помню. Я проснулся душной ночью в полумраке квартиры. Сердце колотилось, отбивая бешеный ритм. Питер еще спал, а через шторы пробивался бледный свет луны. «Запиши, а то забудешь», — властно приказывал голос в голове. Странное ощущение. Попробуйте накричать на себя. Прямо сейчас отложите книгу и прикажите себе что-нибудь громко. Неуютно, правда? Вот и у меня было такое же чувство. «Встань сейчас же и запиши», — не унимался голос. Остатки сна и хаотичные мысли смешались в голове. Я чувствовал вдохновение и одновременно необъяснимую тревогу. Это как ждать подарка на Новый год. Волнительно. Вдруг там окажется полная ерунда или то, о чем давно мечтал. Я поднялся и пошел на кухню. Мое сознание буквально сводило меня с ума. Мелькали обрывки детских воспоминаний, какие-то формулы, консультации с клиентами, которые я проводил. Блуждали мысли. Что-то про вибрации клетки, про реализацию энергии, про генно-родовые установки. Вот я увидел одного из клиентов, миллиардера, который жаловался, что его жизнь не имеет смысла. Я почувствовал его страх. Потом женщину. Ее вечно подавлял начальник и не давал раскрыть ее потенциал. И снова ощутил страх. Вот же оно. Я записал слово «страх». Как будто оно было ключом к тайне, которая вот-вот мне откроется. Образы продолжали сыпаться на меня, как фигурки в игре «Тетрис». И я лихорадочно пытался поймать их и ровно уложить. Я заметил, что написал на листке «Закон свободы воли». Первая чакра. Эта чакра, одна из 7, вы послушаете о них позже, связана с выживанием и, в частности, с родителями. Ведь именно они защищают жизнь ребенка. Я снова вспомнил ту женщину, которую подавлял начальник, не давал ей развиваться и пресекал любые инициативы. Она не могла построить карьеру, только выполняла бессмысленные поручения и задерживалась из-за них допоздна. Дома же она бесконечно ссорилась с мужем, придиралась и требовала соответствовать своим ожиданиям. На одной из встреч выяснилось, что с детства моя клиентка боялась не угодить властной матери. Вот она, блокировка свободы воли. И как только женщина отстала от мужа, начальник оказался более снисходительным, доход ее стал выше, а сама она смогла проводить больше времени с семьей без скандалов. «Пиши дальше», — требовал внутренний голос. «Закон притяжения, 2 чакра», — послушно записал я. А что же с тем миллиардером, утратившим смысл жизни? Помню, в его глазах была безысходность. Выглядел он неопрятным и потрепанным. Человек, который мог позволить себе любое удовольствие в этой жизни, никак не мог его испытать. Оказалось, он чувствовал страх перед малейшими радостями жизни и стыд за то, что позволял себе даже базовые вещи — есть, пить, спать. Нарушая закон притяжения, люди не получают того, что действительно хотят. Это была длинная ночь, полная открытий. Чакр всего 7, значит, и законов тоже должно быть 7. Я записал их все, пока внутренний голос наконец не успокоился. Я вышел на балкон и закурил трубку. Тогда мне показалось, что вместе с табачным дымом мое тело покидает и тревога. Белая ночь уступила место дню, троллейбусы вышли по своим маршрутам и, шурша проводами, задали симфонию петербургского рассвета. Это был тот самый момент, который делит жизнь на до и после. Законы Вселенной в ту ночь открылись мне и сложились в систему координат, которая в будущем помогла тысячам людей управлять энергетическими потоками, понимать причины того, что с ними происходит, исправлять ошибки и никогда больше их не совершать. За свою жизнь я провел более 6000 приемов по всему миру, разрешил десятки тысяч сложных ситуаций.
Следуя моей авторской методике о законах Вселенной, мои клиенты налаживали отношения с супругами, родителями и детьми, строили карьеру и увеличивали свой доход, учились заново радоваться жизни, а главное — понимать, как эта жизнь устроена. И теперь я хочу поделиться этой методикой с вами. С момента, когда вы впервые решили послушать эту книгу, и до дня, когда вы будете рассказывать знакомым о десятках полученных озарений, мы пройдем через все откровения и реальные истории моих клиентов. Я объясню, как энергия влияет на события в жизни. Вы увидите причинно-следственные связи, которых не видели раньше. Я дам вам инструменты, которые помогут вам избавиться от страхов, провоцирующих ошибки. Мы изучим простые практики, которые позволят вам освоиться в новой системе координат. Это книга-учебник, которая сделает вашу жизнь другой, гармоничной, наполненной любовью к себе и миру и абсолютным пониманием того, почему на самом деле с вами происходят те или иные события. Глава 0. Прежде чем начать разговор о самих законах Вселенной, я хочу показать вам, на чем они основываются. Не то чтобы они появились из ниоткуда и пришли ко мне в момент озарения. Как и у любого закона, свободы воли, всемирного тяготения или первого закона термодинамики, у них есть истоки и основы. О них мы и поговорим в 0 главе. Вибрации клетки, чакры, генно-родовые установки и феномен блуждающего ума — в этом нет никакой мистики. Это звенья в цепочке понимания, почему ваша жизнь складывается именно так. И как это изменить, если нужно. Чакры и вибрации клетки. Я уже упоминал о чакрах. Это слово у многих на слуху, но что это такое, понимает далеко не каждый. Чакры — это 7 энергоцентров в теле человека, которые определяют объем нашей энергии. Пришел к нам этот термин из индуизма. Тело человека условно можно разделить на 7 зон, которые отражают энергетическое состояние группы внутренних органов и соответствующих сфер жизни. А взаимодействие всех чакр формирует вокруг нас невидимое биополе. Его еще называют аурой. Уверен, об этом вы слышали. Чтобы не углубляться в эзотерику, приведу простое сравнение. Чакры, биополе — это как банковский счет, только в энергетической валюте. Там хранится запас наших сил, которые мы можем либо инвестировать в события и получать приличные дивиденды, либо растрачивать на мелкие хлопоты и при удачном стечении обстоятельств не задолжать банку крупную сумму. Именно эту энергетику чувствуют другие люди. По ней нас оценивают и определяют, нравимся мы им или нет. Точно так же банковский менеджер по сумме на ваших счетах определяет, премиальный вы клиент или нет. И то, насколько состоятельным вы окажетесь, зависит только от вас. Откуда берутся чакры? Можете спросить вы, часто задаюсь этим вопросом и я сам. Этот проверочный вопрос я задаю чакрологам, бионрегетам и всем, кто работает с энергией человека. Обычно слышу такой ответ. Они просто есть. И эти слова меня всегда веселят. Если бы ученые отвечали точно так же на вопросы из физики, мы бы с вами сейчас не писали сообщения в мессенджерах, а отправляли бы друг другу почтовых голубей. Мне пришлось выработать собственную теорию появления чакр и энергии в них. У нее есть достаточно подтверждений, которые приводят ученые уже несколько десятков лет. Магнитное поле биологической клетки вполне серьезно исследуется с научной точки зрения, но природа этого явления до сих пор не раскрыта. Попробуем определить этих людей с микроскопами. В 1940-х годах профессор Йельского университета США Гарольд Сакстон Бурр определил,
Все живые организмы обладают электрическими полями и, как следствие, магнитными полями сложной природы. Они полностью пропадают со смертью. Гарольд Сакстон Бурр, ученый-визионер, профессор Ельской медицинской школы с 1929 года. Изучал энергетические поля животных и растений. Его интересовало, как под их влиянием организуется материя, атомы, молекулы и клетки, по мере роста и развития организмов. Магнитные поля нельзя увидеть, но их можно почувствовать. Это называется магниторецепцией. Так, например, перелетные птицы или морские черепахи ориентируются в пространстве, преодолевая огромные расстояния. Я полагаю, что на локальном уровне отдельного организма взаимодействие этих полей и рождает энергию в чакрах, которая в большой степени определяет в нашем теле внутренние химические процессы. То, что мы обычно говорим друзьям и близким. Я полон сил, или наоборот, нет сил, я как выжатый лимон. Хоть мы и говорим о силах эмоциональных, но именно химические процессы, происходящие в каждой клетке нашего тела, генерируют магнитные поля, которые, в свою очередь, вызывают вибрации. В последнее время понятия «высокие вибрации» и «низкие вибрации» стали весьма популярны, и их используют повсеместно. Материшься — низкие вибрации, молишься — высокие. На самом деле низкие вибрации рождаются не от того, что вы отборно выругались, а от тех чувств, которые спровоцировали вас совершить такое непотребство. Вы испытали стресс, колебания клетки замедлились, и она стала выделять меньше энергии. Соответственно, ваши вибрации стали ниже, а они, в свою очередь, притягивают энергию этого же уровня. С молитвой такой же принцип. Молясь, мы чувствуем благоговение, особое состояние расслабления, при котором происходит выброс эндорфинов, гормонов покоя и умиротворения. Стресс покидает тело, клетки начинают вибрировать быстрее, вот вам и высокие вибрации. Давайте подытожим. Находишься в стрессе — теряешь энергию. Испытываешь радость — получаешь энергию. Звучит просто и логично, согласны? Генно-родовые установки. На вибрацию клетки влияют не только наши поступки. Они всего лишь следствие заложенных в нас убеждений и эффективных форм выживания предков. Их я назвал генно-родовыми установками. Это такой набор эмоциональных реакций, ассоциированных с инстинктами выживания, присущий каждому из нас. Допустим, ваша бабушка в детстве пережила травматический опыт, связанный с голодом. Кусок хлеба делили на 10, и была реальная угроза жизни. Даже если вы выросли в полном достатке и никогда не боялись умереть от голода, с высокой долей вероятности вы будете носителем этого страха. В чем это выражается? Вы станете неосознанно запасаться продуктами на месяц вперед, запихивать в себя остатки ужина, даже если уже наелись, и ни за что не сможете выбросить кусок хлеба. Вы будете переживать больший стресс, оставшись без еды, чем человек без такой наследственности в аналогичных условиях. Если ваш предок попадал в ситуацию, где его жизни или всему, что нажито непосильным трудом, действительно что-то угрожало, но он смог выжить, то эта модель поведения и мышления передастся его потомкам. Особенно это заметно у людей, чьи предки пережили раскулачивание в начале XX века. Сейчас это поколение предпринимателей, которые часто действуют с оглядкой на страх, а вдруг кто-то придет и все отберет. Нельзя вот так в открытую показывать свое богатство. Человек начинает скрывать свои доходы, а при их росте нервничать. Все это сказывается на здоровье и формирует те самые финансовые потолки, в которые часто упираются вполне успешные бизнесмены. В нашем подсознании создается такая прочная связка. Я выжил, поступай так же.
тогда тоже выживешь. Генно-родовые установки не знают, что опасности сейчас нет, и можно не перестраховываться, не запасаться продуктами и не прятать богатство. Но при этом они продолжают влиять на каждого из нас, создавая в голове иллюзии потенциальных опасностей, таких, которые с нами никогда не случатся. Как говорил главный герой мультфильма «Котенок по имени Гав», они меня ждут, эти неприятности. Я пошел. Обычно так действует человек, подчиненный своим генно-родовым установкам. Откуда берутся чакры? Законы Вселенной. Теперь мы сможем дать ответ на вопрос, откуда берутся чакры, которого не знают просветленные чакрологи. На вибрацию клетки влияют несколько факторов. Генно-родовые установки, ГРУ, внешние факторы, ВФ, что вы едите и каким воздухом дышите, и ваш личный опыт, ЛО. Вибрации клетки генерируют магнитное поле, которое мы обычно называем человеческой энергией. Группа же клеток создает единое поле и в конце концов объединяется в чакру. Здесь речь уже идет о группах органов и отдельных областях тела. Энергия чакры определяет наш масштаб мышления. Она как индикатор запаса бензина в автомобиле. В зависимости от того, сколько у нас энергии, рождаются разные мысли. Когда мы валимся с ног от усталости, мы едва ли способны строить планы по спасению мира. От наших мыслей зависят поступки, от поступков — результаты в жизни. Мы уже говорили, что чакры вместе формируют наше биополе или ауру. Мы ощущаем ауру друг друга и идентифицируем ее на уровне чувств. Вы наверняка слышали выражение «человек с плохой энергетикой» и «человек с хорошей энергетикой». Все это про энергию ауры. Но зачем нам тогда 7 чакр, если они объединяются в общее биополе? Что делать с таким многообразием? Дело в том, что у каждой чакры есть своя зона ответственности и своя миссия. А это уже прямая связь с законами Вселенной, ради которых и писалась эта книга. Например, первая чакра отвечает за выживание. Находится она в области копчика. Слышали выражение «найти приключение на свою задницу»? Оно возникло не на пустом месте. Это как раз про первую чакру. Энергетически она призвана найти и отразить события, которые будут угрожать вашей стабильности, тому же богатству, или жизни вообще. Психосоматически к ней относятся органы, связанные с репродукцией и выделительной системой. Когда человек долго находится в стрессе и ему кажется, что его жизни что-то угрожает, у него появляются проблемы с геморроидальными узлами. При этом угроза должна выглядеть как потенциальный риск. И это не страх солдата на войне, когда он сидит в окопе и понимает, что в любую минуту может поймать пулю. А это страх водителя-дальнобойщика, который понимает, что ситуация на дороге гипотетически несет риски. Эдакое ожидание опасности, которое на самом деле может и не наступить. Но это нарушает стабильность нашего состояния. Первая чакра, отвечающая за выживание, меняет свои вибрации, и органы нашего тела, входящие в состав этой чакры, реагируют на это вполне ощутимо физически. Это, к слову, о психосоматике. Нарушается энергообмен между чакрой и внешним миром. Но вернемся к законам Вселенной. Всего таких законов существует 7, как вы уже догадались по количеству чакр в энергетическом поле человека. Соблюдение каждого закона определяет энергообмен между человеком и миром. Первый. Закон свободы воли. Нарушение чужой свободы воли приводит к нарушению вашей. Второй. Закон притяжения. Вы притягиваете в свою жизнь те энергии, которые транслируете. Третий. Закон баланса. Баланс должен быть на 3 уровнях: душа, тело, ум.
4. Закон чувств. Истина лишь то, что вы чувствуете. Ваши мысли — это проекция прошлого опыта на происходящие вокруг события. 5. Закон причины и следствия. У всего в вашей жизни есть причина, а то, что вы сейчас имеете, это следствие причин прошлого. 6. Закон ожидания и реальности. Ожидая любое событие, мы просим Вселенную сформировать тот сценарий, который нам хочется, а не тот, который нам нужен на самом деле. 7. Закон доверия Вселенной. Вселенная всегда заботится о вас и дает вам самое лучшее из того, что вы готовы себе позволить. Механизм работы этих законов прост. Весь секрет в верной реализации энергии, сосредоточенной в той или иной чакре. Следуете законам Вселенной, получаете от нее подарки. Нарушаете, вы получаете ответ в виде неприятностей, которые, как в мультфильме про котенка Гав, всегда ждут. Пара слов о карме и страхе. Вы верите в карму? Даже если ответ отрицательный, она будет влиять на вас так же, как закон всемирного тяготения. Не являясь адептом учения о гравитации, вы неизменно ощущаете на себе ее действие. Если вы вдруг захотите проверить действие закона всемирного тяготения, решив подкинуть вверх кирпич, то он обязательно упадет вам на голову. Ну или рядом, если вы не очень меткий метатель. В случае с кармой энергетический кирпич облетит вокруг планеты, подождет удобного случая и точно так же упадет вам на голову в самый неподходящий момент. А Вселенная, в отличие от нас, всегда бьет очень метко. Карма — это будущие последствия всех наших сегодняшних поступков, причем рассчитанные на долгосрочную перспективу — 10, 15, 20 лет. Как отразятся ваши сегодняшние поступки на вас через 5 лет, а в течение целой жизни? В 6 классе вы поставили однокласснику Ване подножку. Он упал, разбил коленки, не сумел сдержать слез, да к тому же его высмеяли другие дети. Вы довольны собой, одноклассник унижен. Вы забудете об этом случае через день-два, но Ваня запомнит, ведь это повлияет на его самооценку. Возможно, подпортит отношения с девочками. Он пронесет обиду через десятилетия. И вот вы уже взрослый, давно уже окончили институт, вылетели с одной работы, сами ушли с другой, и теперь именно сейчас остро нуждаетесь в деньгах. Вы откликаетесь на вакансию, проходите собеседование, после чего оказывается, что ваш новый начальник — тот самый одноклассник Ваня. Хотя нет, теперь он уже Иван Александрович и никак иначе. У него есть реальная возможность отомстить вам за злосчастную подножку, и если душевная рана прошлых лет еще не затянулась, он ей воспользуется. И хорошо, если он просто лишит вас премии, а может изрядно подпортить вам жизнь. Это и есть карма. В случае с подножкой этот вселенский кирпич вполне очевиден. Он прилетел с той же стороны, куда его много лет назад запустили. Бывает и неочевидная карма. Например, вы подрезали кого-то на дороге из-за плохого настроения. Встали не с той ноги и понеслось. Все не так и все не то. Тот, кого вы подрезали, перенервничал, был вынужден остановиться на перекур и успокоиться. В итоге опоздал на переговоры с заказчиком. По иронии судьбы, этот заказчик — исполнитель вашего проекта. И теперь уже ваши сроки сорваны, договоренности нарушены, а настроение у вас еще хуже, чем было раньше. Не очевидно, правда? Карма часто действует окольными путями. Но нет никаких сомнений, ваш кирпич к вам обязательно вернется. Нам кажется, что мир большой и единый. На самом деле, каждый живет в своем мирке, и все они тесно связаны между собой. И жизнь любого человека
это цепочка испытаний. Можете называть их уроками, выбором, случайностями, как вам удобно. Я из-за своей волевой натуры называю их испытаниями. Это любые события, которые требуют принятия решений, и каждое из них работает по закону кармы, как хорошее, так и плохое. Не обязательно это будет кирпич, который больно вас ударит. Это может быть что-то приятное, что однажды вернется к вам добром. Карма нейтральна, так же, как и гравитация. Но при чем тут страхи и законы Вселенной? Давайте разберем этот вопрос. Например, вам нужно провести публичное выступление. Если вы уверены в том, что это безопасно, вас не высмеют, вам не придется краснеть и запинаться, и вообще вы рассматриваете это как тривиальную задачу, то ваш опыт будет позитивным и даже полезным. Именно сейчас вы можете понять, что вам комфортнее всего обращаться к аудитории в футболке, джинсах и кроссовках, а не в строгом костюме. Вот вам и прирост знаний и опыта. Вы счастливы, слушатели счастливы, вы готовы притягивать позитив и дальше. И никаких кирпичей на кармический счет вы не отправили. А все это стало возможно благодаря вашему осознанию, что публичная речь — это безопасно и не страшно. Но если в прошлом у вас уже случались неудачные выступления, в вас поселился страх. Вы станете бояться, что вас будут невнимательно слушать, и вы не сумеете донести важную мысль. Тогда вы можете нарушить закон свободы воли. Например, заставите всех выключить телефоны или выставите кого-нибудь из зала из-за звонка. Как следствие, ваше выступление только разочарует аудиторию. Страх прошлого негативного опыта заставит вас нарушить один из законов Вселенной в настоящем. Вы будете транслировать негатив, и когда-нибудь он к вам вернется по закону кармы. Выглядит как замкнутый круг, но все же так кажется только на первый взгляд. Мы далеко не всегда можем осознать свой страх и чаще действуем интуитивно. Выставляя вон из зала одного из шумных зрителей, мы едва ли думаем о том, что нас вынудил так поступить давний страх перед публикой. И пока мы не разберемся, чего на самом деле боимся, мы будем снова и снова сталкиваться с ситуациями, спровоцированными одним и тем же страхом. А вот это уже замкнутый круг, который можно разорвать только осознанием и проработкой страхов. Карму, как месть, Вселенная подает холодной. Негативные последствия — наша подсознательная месть самим себе за слабость перед страхом. Страх — это оковы, сдерживающие нашу душу, которая на самом деле хочет раскрыться и засиять. Пока мы ее не освободим, госпожа Карма будет подавать свои блюда раз за разом, отправляя нас на очередной круг испытаний, похожих друг на друга как близнецы. Уверен, у вас нет в запасе много лет, чтобы прорабатывать все страхи. Люди тратят жизни, занимаясь саморазвитием и просветлением, но решают не больше 20% от общего объема задач. Страх имеет истоки, как у дерева есть корни, питающие его. Я определил все корневые страхи, которые приводят к нарушению законов Вселенной, и изобрел методику, позволяющую их деактивировать. Блуждающий ум. Есть еще одно явление, о котором мы должны поговорить прежде, чем приступим к подробному разбору законов Вселенной. Это феномен блуждающего ума. Жизнь начинается в тот момент, когда окружающий мир наконец видится нам безопасным, когда страхи отступают на задний план. Безопасность мира мы определяем по количеству знаний о нем. Чем больше мы знаем о том, что нас окружает, тем шире сама наша жизнь. Мы постоянно ищем закономерности и объяснения событий в нашей жизни. Это абсолютно нормальное желание, связанное с эффектом блуждающего ума. Когда вы ведете автомобиль, остаетесь наедине с собой, сфокусированы на какой-то монотонной задаче, ваш ум начинает блуждать. Он окунается в прошлое и перебирает события, причинившие вам эмоциональный дискомфорт.
перематывает их раз за разом, чтобы найти причины и переиграть сценарии, которые уже давно случились. А вот тогда, полгода назад, нужно было ответить по-другому. Знакомо? Если в прошлом ум не находит причин для беспокойства, то он обращается в будущее. Начинает тревожиться о грядущих событиях и решать еще не возникшие проблемы. Допустим, вы сидите и смотрите не самый интересный на свете сериал, и ваш ум тут же пускается в интеллектуальную прогулку. И вот вы уже в красках представили проваленные переговоры, а они состоятся только через 3 недели. Отчаянно пытаетесь разобраться со всеми негативными последствиями и с ужасом понимаете, что в состоянии справиться только с половиной из них. Еще ничего не случилось, а вы уже провалили дело и успели расстроиться по этому поводу. Наш мозг так устроен, что воображение и реальность он воспринимает совершенно одинаково. И проиграв в голове негативный сценарий, вы вполне по-настоящему взбудоражите всю свою нервную систему. Почему это плохо? Пока ваш ум блуждает, он тратит такой же объем эмоциональной энергии на проживание оторванных от реальности сценариев, какой вы могли бы использовать для борьбы с настоящими трудностями. Вот только когда вы справляетесь с чем-то из реальной жизни, вы получаете взамен энергию в виде результата. А в процессе блуждания ума не получаете вообще ничего. Иллюзорные проблемы равно иллюзорный результат. Наш ум в любом случае будет погружаться в иллюзорные ситуации или проигрывать прошлое. Так уж мы устроены. Отчасти это позволяет нам развиваться и делать прогрессивные выводы. Это не всегда плохо. Но все должно быть в меру. Огромное количество людей проводит в таком блуждании большую часть жизни, и в итоге на что-то реальное у них просто нет сил. Бесконечное самокопание часто путают с саморазвитием. Но наш мозг можно дисциплинировать. Чем больше ум понимает, что происходит вокруг, и видит причинно-следственные связи между А, Б и В, тем меньше ему нужно времени на блуждание. А значит, остается больше энергии на реальные действия и на результат. Какой? Социальный успех, деньги, комфортная жизнь, хорошие отношения и психическое здоровье. Ведь освобождается столько внутреннего ресурса. Всем нам нужна система координат, которая поможет объяснить события, происходящие в самых разных сферах нашей жизни. Она поможет избавиться от вечного блуждания ума и позволит жить здесь и сейчас, а не в неудачах прошлого и неприятностях будущего. Слова «здесь и сейчас» определяют направление нашего внимания. Если вся энергия находится в настоящем моменте, значит, мы можем реализовывать ее для перемен в настоящем. Если же мозг блуждает, то он попросту прожигает эту энергию в прошлом или будущем, тратя ее на беспричинную тревогу. Мне удалось создать такую систему координат, открыть неочевидные, но интуитивно понятные каждому алгоритмы взаимодействия личной энергии и окружающего нас мира. Именно эту систему координат я назвал «законы Вселенной». Теперь пришло время познакомить вас с ней поближе. Я покажу вам, как законы реализуются в жизни каждого из нас, и дам полезные практики по проработке страхов, провоцирующих их нарушение. Поехали. Глава 1. Закон свободы воли. Нарушение чужой свободы воли приводит к нарушению вашей. На курс «Законы Вселенной» пришла Екатерина. Ее дочери было 16 лет. Выпускной класс, пора выбирать будущую профессию и институт. Дочь мечтала стать архитектором, а мама хотела, чтобы она занялась медициной. Очень популярная семейная история, часто перерастающая в драму. Многие из нас выбрали специальность, которую навязали родители, а потом либо заваливали сессию одну за другой, либо никогда не работали по профессии. Постоянные прения между Катей и ее дочерью
частенько переходили во взрывные конфликты. Взаимопонимание в семье пропало. На курсе моя ученица поняла, что желает устроить дочку в медицинский, потому что боится за ее будущее. А вдруг она не сможет найти работу? А если не осилит сложные чертежи? В какой-то момент дочка смирилась с выбором матери и уже готова была ей уступить. Но конфликты стали вспыхивать в другом. Начали портиться отношения с мужем. Он принялся лишать свободы воли уже саму Катю. «Ты не так ставишь тарелки в посудомойку. Почему на моей рубашке неровная складка? Зачем тебе еще один цветок на подоконник, если и так уже ставить некуда?» Как только Катя избавилась от страха, который провоцировал ее нарушать свободу воли своего ребенка, ситуация изменилась к лучшему. Благодарная дочь начала готовиться к поступлению в архитектурный институт, а муж внезапно перестал критиковать. Даже сам купил новый комнатный цветок. В семье наступила долгожданная гармония. Это одна из многочисленных ситуаций, которые происходят в жизни из-за нарушения закона свободы воли. И мотивы вроде бы благородные. Я же хочу как лучше. Если вам кажется, что кто-то в вас нуждается, но не знает об этом, и ему непременно нужно причинить добро, то вы на верном пути нарушения закона. Запомните, пока вас не попросили, пока не дали согласия на участие в чьей-то жизни, вы не имеете права в нее вмешиваться. Закон свободы воли — это энергия первой чакры. В теле она находится у основания позвоночника, там, где копчик, и отвечает за выживание и жизненную стабильность. И закон этот нарушают из мотива добродетели, порожденные личным страхом за выживание, свое или близкого человека. Так Катя боялась за будущее дочери архитектора. Не освоит, не добьется достойной зарплаты, плохо устроится в жизни. Запомните, каждый имеет право на свободу воли. Каждый имеет право быть собой и поступать согласно своим ценностям. Любой может оставаться верным своим принципам и оставаться самим собой. Каждый сам отвечает за принятые решения в своей жизни. Если вы нарушаете чужую свободу воли, любой человек может нарушить вашу. Закон свободы воли можно назвать главным и базовым среди других законов Вселенной. В нем карма действует самым очевидным образом. Прилетает вам бумерангом оттуда же, куда вы его забросили. Ну а нарушаем мы его, конечно, из страхов, тех, что мы унаследовали от предков. И это отражается на нашем поведении. Давайте поговорим об этом подробнее. При подавлении воли все ресурсы мобилизуются на выживание. Человек буквально начинает бороться с окружающими за свое право на жизнь, хотя очевидных причин для этого нет. Просто теперь он реагирует на мир как на источник бесконечной опасности. Везде видит риски и перестает замечать прекрасное. Помните, как в период пандемии коронавируса люди в панике скупали туалетную бумагу и гречневую крупу? Это симптом подавленной воли. При первых признаках опасности такие люди теряют самообладание и совершают массу бессмысленных импульсивных поступков. Они и без того жили в бесконечном страхе, а тут еще благоприятно сложились обстоятельства, и паники есть где развернуться. При отсутствии свободы воли человек попадает в систему координат, выживает сильнейший. Каждый, кто не разделяет их идеи, враг. Его нужно победить или сделать своим союзником, то есть обратить в свою веру. А вера человека, живущего на уровне закона свободы воли, выживание. Коллега на работе пересказывает вам все негативные новости, которые смог найти в интернете. Это подавление вашей воли. Если вы начнете с ним спорить, он с пеной у рта будет доказывать, что вы не правы. Если вы не согласитесь, окажетесь врагом. Согласитесь, получите заряд отвратительного настроения на целый день. Человек всегда ищет объективное обоснование своего страха вместо того, чтобы его побороть. Если мы не можем с чем-то справиться, то ищем причины отнести неудачи в категорию нормы. Проще говоря, смириться и объяснить. Вот мир, он плохой или хороший? Жизнь на самом деле опасна или нет?
Стоит только почитать новости, и сразу как-то страшно жить. Но выгляните в окно, там вроде бы все спокойно. Что если страх стал философией жизни? Что если бояться равно выжить? Бессознательные страхи чаще всего становятся фундаментом, на котором человек выстраивает свое существование. И тогда возникает иллюзия. Избавление от страха подразумевает разрушение всей жизни. Именно этим руководствуются люди, нарушающие закон свободы воли. Они не знают, что такое личные границы, и постоянно стремятся навязать свои страхи другим. Ведь это выглядит благородной миссией. Предупрежден, значит вооружен. Страх не приемлет оценку объективности информации. Чего сильнее боишься, в то и веришь. Расплата за нарушение закона свободы воли всегда приходит от того, кто сильнее нас в этой так называемой энергетической цепочке. Клюй ближнего. Да, мир несправедлив, но он закономерен. Если лишаешь кого-то воли, то потеряешь свою. Способы подавления свободы воли. Нарушить чужую свободу воли можно не только непрошенным советом. Таких способов два – физический и интеллектуальный. Физический. Когда человек, испытывая личный страх, лишает кого-то возможности действовать или самостоятельно принимать решения. Например, родители принимают решения за детей. Или директор компании, опасаясь провала и неудачи, отказывается от инновационного проекта. Боится один человек, а действовать не дает другим. Он физически препятствует чужой свободе воли. Интеллектуальный. Когда человек, основываясь на личном страхе, пытается убедить других в своей правоте. Это любители пересказывать негативные новости и искатели справедливости, на деле находящие лишь несправедливость. Такое нарушение воли направлено на убеждение собеседника в неправоте. При этом действовать он будет не до того момента, пока с ним наконец-то не согласятся, а до тех пор, пока оппонент не проживет все эмоции, что бурлят у него самого. Сюда же можно отнести и привычку бесконечно осуждать. Когда человек нарушает законы свободы воли, ему начинает казаться, что если он не осудит то, что ему не нравится, то ему придется лично с этим столкнуться. Но тут есть одно «но». Когда мы порицаем кого-то, Вселенная принимает это как вызов. Ругаем, значит боимся, а чтобы не бояться, надо пережить. Помните, если вы что-то или кого-то осуждаете, Вселенная поможет вам от этого избавиться бесхитростным способом. Принесет вам это на блюдечке. Получите, распишитесь. Если у вас внезапно возникли странные неприятные события в жизни, просто вспомните, не осуждали ли вы подобного. Что нам дает соблюдение закона свободы воли? А теперь о приятном. Когда мы живем в согласии с законами Вселенной, она одаривает нас множеством подарков. Давайте посмотрим, что мы можем иметь, когда не подавляем свободу воли родных, близких или коллег. Стабильный доход. Человек, соблюдающий закон, всегда имеет твердую финансовую почву под ногами. Есть такая еврейская поговорка: «Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает». Это как раз про тех, кто соблюдает закон свободы воли. Им всегда хватает денег, причем независимо от их уровня доходов. Возможно, вы сталкивались с такими людьми. Они живут богато, и это не за счет десятков кредитов. Как-то им удается получать все, чего они хотят. И в отпуск съездить, и машину обновить, и ребенка в хорошую школу пристроить. Еще и на театр останется. Их жизнь выглядит успешной. Одновременно с этим существуют люди, именно существуют, а не живут, которые имеют солидный доход, но постоянно выживают. Я их называю нищими миллионерами. У них достаточно денег, чтобы жить в удовольствие, но они постоянно экономят на мелочах. Имея внушительные суммы на счетах, они покупают самые некачественные товары. У них всегда полные шкафы
ширпотреба. Эти нищие миллионеры сознательно окружают себя дешевыми вещами, обосновывая это тем, что они просто экономные, и именно благодаря этому они богаты. По моему опыту, у 99% таких людей есть проблемы с эмоциональной зависимостью от родителей, чаще всего от матери. Именно материнская любовь обеспечивает выживание ребенку. Первая чакра, помните? Если есть зависимость от мнения матери, значит воля подавлена и нужно выживать. А если нужно выживать, экономь на всем, откладывай в кубышку, и вообще богатая жизнь – это глупо. Ведь всегда что-то может случиться и срочно нужны будут деньги. Кстати, именно эта категория людей всегда становится жертвой мошенников. Те давят на страх лишиться денег, схема всегда одинаковая. Отдай нам, а то потеряешь. И человек в панике расстается с нажитым. Не устану повторять, мир несправедлив, но закономерен. Если деньги лишают вас свободы воли и держат в страхе, Вселенная быстро вас от них избавит, чтобы вы прожили эту ситуацию и перестали бояться. Люди, соблюдающие закон свободы воли, видят окружающих не как конкурентов в погоне за благополучием, а как союзников для новых достижений. Если весь мир готов тебе помочь, разве нужно постоянно перестраховываться? Уверенность в будущем. Когда соблюдается закон свободы воли, человек не чувствует от жизни никакой угрозы. Наша энергетическая природа сильно отличается от физической. Когда мы ощущаем непрекращающуюся потенциальную опасность, то саботируем будущее. А вот если человек следует закону, то живет в ожидании чего-то нового и прекрасного. Он открыт для этого. У него даже мысли не возникает, что может случиться что-то плохое. А если оно все-таки случается, то понимает, что это обязательно как-то разрешится и выход найдется. Ведь мир ему друг, а не конкурент. Уважение личных границ. Участники моего курса «Законы Вселенной» заметили удивительную закономерность. Как только они проработали страхи, окружающие вдруг стали уважать их границы. Я живу как раньше, но родители внезапно стали интересоваться, комфортно ли мне то или иное, и спрашивать мое мнение. До этого они все решали сами и просто ставили перед фактом. Еще 2 дня назад я должна была следовать их указаниям, а тут вдруг они хотят меня послушать. Это просто магия. Удивительно, как меняется отношение к нам, когда мы избавляемся от страхов. Без сложных ментальных техник, часов изучения психологии и долгих отстаиваний своей позиции. Нет страха, нет нарушения закона, нет причины вторгаться в ваше личное пространство. Это объясняется нашей особой энергетической природой. Нам только кажется, что мы общаемся на уровне интеллекта. На самом же деле мы чувствуем тонкие энергии друг друга и руководствуемся в первую очередь ими. Как мы воспринимаем человека, так к нему и относимся. Если вы соблюдаете закон, никто не сможет нарушить ваши границы. Не получится. Да и сама Вселенная этого не позволит. Люди не будут чувствовать ваш страх и не станут лезть в вашу жизнь. Иммунитет. Тут все просто. Нет постоянной напряженности, нет болезненных психосоматических реакций. Когда мы чувствуем угрозу, в нас поселяется тревога, и со временем она входит в привычку и перестает быть заметной. Волнуют то мировые кризисы, то потенциальные неудачи. Постоянно что-то напрягает, причем то, что напрямую нас не касается. Но мы выстраиваем такую прочную связь со своим тревожным состоянием, что оно уже кажется нормой. Из-за этого наш организм постоянно мобилизован и тратит на это огромное количество энергии. Начинается перерасход сил, и в итоге появляется физическая уязвимость. Когда мы сильно переутомляемся, то заболеваем. Уверен, вам знакома эта ситуация. Пара недель стресса и недосыпа, и вот мы уже где-то умудрились подхватить грипп. Соблюдая закон свободы воли,
вы подсознательно регулируете свои усилия. Вам не нужно оглядываться на потенциально опасные ситуации, которые вас никак не касаются. Нет тревоги, нет нужды напрягать свое тело без причины. Вы экономите силы, получаете желаемый результат и положительные эмоции. А они дают организму необходимый ресурс для защиты тела от заболеваний. Так никакой грипп не страшен. Пусть на вас хоть 10 раз чихнут в метро. Немного про зависимости и пагубные привычки. Зависимости – это тоже нарушение закона свободы воли. Человек приобретает их при длительном или очень сильном подавлении своей воли, когда он и вовсе начинает ее терять. Появляются пагубные привычки. Я говорю именно об опасных зависимостях, которые разрушают социальную жизнь. Наркотики, переизбыток алкоголя, игромания. Все, что лишает человека свободы принимать решения. Ведь тот, кто опьянен хоть водкой, хоть игрой в карты, совершенно утрачивает волю. Человеку практически невозможно выйти из этого состояния, пока он не найдет менее токсичный способ сопротивляться подавлению своей воли. Поэтому в такой ситуации я рекомендую отправить зависимого на лечение, а из его круга общения убрать того, кто его волю постоянно подавляет. Это всегда кто-то близкий и значимый, и именно из-за этого получается замкнутый круг. Даже если зависимый идет на поправку, его снова и снова лишают свободы воли и сбрасывают обратно в пучину забытья. И все повторяется. Он постоянно страдает и ищет альтернативную реальность, где наконец-то сможет принимать решения. Его зависимость — это протест, попытка обрести свободу чувств в несуществующей реальности, в такой, где никто не подавляет его и, более того, не способен пробиться через пелену измененного сознания. Если в вашей семье случилась такая ситуация, и вы имеете дело с зависимым человеком, сначала уберите из его окружения того, кто лишает его свободы воли, а потом начинайте лечить. Иначе все попытки будут тщетны. Отсутствие эмоциональной зависимости от близких. А что подумает мама, если я сделаю вот так? А как воспримет сестра, если я поступлю вот так? Разочарую ли я этим друга, или он сможет мной гордиться? Признавайтесь, задаете себе такие вопросы? Не переживайте. Это абсолютно нормальная реакция, заложенная в нас природой ради выживания. Но общество уже шагнуло вперед. Человек, соблюдающий закон свободы воли, слезает с иглы одобрения. Учитывая, что люди любят использовать манипуляции в общении, а некоторые так и вовсе строят на этом отношения, то зависимость от эмоций близких – опасная штука. Допустим, вы принимаете решение, осознавая, что родителям оно не понравится. Это касается только вашей жизни, но вы все равно оцениваете все через призму их мнения. Каждый шаг в жизни становится болезненным и сложным. Вы испытываете массу противоречий, теряете силы и подрываете свое здоровье. А возможно, и вовсе откажетесь от этого решения, как бы вам ни хотелось обратного. Например, вам нужно переехать в другой город. Вам предложили отличную работу в Питере. Родители за вас беспокоятся, потому что у них есть страх одиночества, провоцирующий их нарушать вашу свободу воли. Они подсознательно подают это в упаковке «переезд в другой город – это опасно, неуютно, затратно, и вообще ты в курсе, сколько преступлений в Питере? По телевизору постоянно показывают криминал». Если вы не нарушаете закон свободы воли, то осознаете, что это их мнение. Родители боятся не за вас, а за себя. Вы должны объяснить им, что будете обязательно к ним приезжать пару раз в месяц, что всегда будете на связи, и все у вас и у них будет хорошо. Вы снимете их страх, которого они сами не осознают. Ситуация разрешится благополучно, вы отправитесь навстречу приключениям в прекрасный Санкт-Петербург, и ничего криминального с вами там не случится.
Но если эмоциональная зависимость от близких все же есть, то решение будет даваться тяжело. Вы станете по 100 раз перестраховываться от всех потенциальных неудач и опасностей, от всех ситуаций, которыми оперируют ваши родители. То, от чего вы не сможете перестраховаться, будете постоянно ощущать как нависшую над вами угрозу. Да, при необходимости пройтись по Петроградской стороне глубокой ночью, вы будете слышать за собой шаги какого-нибудь грабителя из сводки новостей. Еще и его притянете в свою жизнь. На все это будет уходить огромное количество энергии, нервов и ресурсов, которые можно было потратить на что-то более полезное. На месте родителей может быть ваш супруг, друг, брат, любимый педагог, кто угодно, чье мнение для вас очень важно. Переезд, манера одеваться, выбор партнера в отношениях, важная покупка. Абсолютно любое решение могут поставить под сомнение. Если вы эмоционально зависимы от окружающих, то неизбежно испытываете чувство вины за то, что не последовали их советам. Но запомните, собственное мнение и обладание волей – это не роскошь, это базовые потребности любого человека. Без них мы становимся заложниками добродетелей своего окружения, которое почему-то всегда знает, как нам лучше жить. Но этого не знает никто, кроме нас. Вне зависимости от того, по чьей вине мы допускаем ошибки в своей жизни, послушались мы близких или сами наворотили дел, отвечать все равно придется нам. Лучше учиться на своих оплошностях, чем на ошибках, совершенных по чужой воле. От своих косяков мы получаем опыт, от чужих – разочарование. Свобода. Это уже скорее из области философии, предмет дискуссии для седобородых Сократов и умудренных Гегелей. Понять сложно, но так просто ощутить. Вы чувствуете, что ни от кого не зависите и вам ничего не угрожает. Можете делать то, что вам хочется, и не думать о глобальных рисках. Под свободой мы подразумеваем многое: финансовую самостоятельность, отсутствие манипуляций и эмоциональных зависимостей. Соблюдение закона свободы воли дает свободу от влияния других людей. Если вы не испытаете страхов, которые провоцируют нарушение закона, вы переходите из системы координат, где нужно бороться за выживание, в систему, где вы начинаете выбирать то, что вам хочется. Это и есть независимость, когда вы у руля своей жизни, и никто не пытается вырвать штурвал у вас из рук. Вокруг нас постоянно бушует много штормов, но если каждый возьмет свой штурвал и не будет управлять чужими, пройти через бури будет легче. Каждый должен отвечать за свою жизнь и не пытаться исправить других, не имея на то разрешения. 3 врага закона свободы воли. У каждого закона Вселенной есть свои враги, поступки, провоцирующие его нарушения. Если вы перестанете их совершать, вам будет проще соблюдать закон и всегда находиться в безопасности физической и эмоциональной. Страх. Это основная причина нарушения закона. Мы детально изучим страхи в этой главе и посмотрим, откуда они берутся и как с ними бороться. Осуждение. Чем чаще вы предаетесь осуждению, тем выше вероятность перейти красную черту нарушения закона. Мы всегда осуждаем то, чего боимся, а если боимся, нужно это изучить. Однажды Далай-лама сказал: «Страх разрушается знаниями». Эти слова настолько отозвались во мне, что хотелось вскрикнуть «Эврика!». Вселенная хочет видеть бесстрашных людей, полных знаний. Только так мир сможет развиваться. Если вы что-то осуждаете, найдите причины, по которым это имеет право существовать в чужой реальности. Да, именно в чужой. Тот факт, что вы не хотите иметь этого в своем мире, вполне очевиден. Кому-то это нравится, оно имеет право существовать. Для меня это недопустимо, но это чужой выбор, и я его уважаю. Запомните как мантру:
Большой мир не обязан быть таким, каким вы его себе представляете. Таким должен быть только ваш личный мирок. Я уже говорил, что все мы живем в одном мире, но каждый в своем. Если вы осуждаете чужие, они притянутся и ворвутся в ваш. Оно вам надо? Неприятие чужого выбора. Перекликается с осуждением, но имеет немного другой смысл. Если вас терзают внутренние переживания за чужой выбор, значит, вы рискуете нарушить закон. Допустим, ваша дочь выбрала себе в мужья молодого человека, который совсем не соответствует вашим ожиданиям. Вы ждали джентльмена во фраке из интеллигентной семьи, а явился длинноволосый панк в рваной жилетке и с татуировками по всему телу. «Мама, я его люблю и слышать ничего не хочу». И вот мы уже видим весь масштаб развернувшейся драмы. Отчаянные споры, слезы, истерики и, наконец, «Делай, что хочешь, твоя жизнь» и звук громко хлопнувшей двери. Каждый из нас делает тот или иной выбор согласно своим жизненным задачам. Каждый из нас получает свой уникальный опыт. Если вы не принимаете выбор другого человека получить именно его собственный опыт, кто-то обязательно лишит вас возможности самостоятельно принимать решения. Может быть, этот неприглядного вида молодой человек возьмется за ум и станет тем самым желанным джентльменом во фраке. А может быть, дочь с подавленной волей все-таки пойдет на поводу у матери и расстанется с любовью всей жизни. Потом найдет себе того самого джентльмена, который не такой уж и джентльмен, хотя фрак носит. Он оставит после себя потомство и скроется в лондонских туманах, бросив жену с разбитым сердцем и новорожденным чадом. Матери, не принявшей выбор своего ребенка, придется заботиться о внуке, пока дочь еле справляется на 3 работах. Свобода воли матери тоже подавлена, ведь она целыми днями сидит с младенцем на руках, а могла бы ходить по кружкам или путешествовать. Бумеранг всегда прилетает обратно. Таких историй можно привести тысячи. От переезда в другой город и выбора профессии до огромных долгов и лечения наркотической зависимости любимого ребенка. Если вы устраните всех врагов свободы воли, дышать будет легче, а риск нарушить закон Вселенной станет меньше. Это ваш первый этап осознанности. Осознанность приходит не через сотню медитаций, распеваний мантр и бесконечных духовных ретритов. Осознанность — это понимание, каким образом ваша энергия влияет на окружающий мир. Симптомы нарушения закона свободы воли. В повседневной жизни очень сложно понять, следуем мы законам Вселенной или нет. Но мы способны различить симптомы нарушений, чтобы их вылечить. Как с простудой. Насморк, головная боль, в горле першит. Значит, надо хотя бы попить чай с медом и лимоном. Чем быстрее мы исправляемся, тем меньше неприятных последствий получаем. Эдакий поворот не туда. Чем дольше вы движетесь в неверном направлении, тем дольше нужно ехать обратно к развилке, чтобы вернуться на свой путь. Жизнь — это бесконечный процесс получения опыта. Он подразумевает под собой ошибки. Проблема людей не в том, что мы совершаем ошибки, а в том, что мы их не исправляем. И многие бы и рады их исправить, но не знают как. Давайте поговорим о симптомах нарушения закона свободы воли. Так вы сможете понять, есть ли у вас заболевание с нарушением этого фундаментального закона Вселенной. Как поймете, сумеете прервать цепочку неверных поворотов и вернуться на свой жизненный путь. Об этом я тоже расскажу. Слабый иммунитет и проблемы со здоровьем. Это психосоматическая реакция на постоянное чувство опасности. Чью-то волю нарушили, и вы подсознательно чувствуете, что где-то затаилась угроза. Возникает страх, обещающий неизбежные неприятности. Организм мобилизуется в ожидании какой-нибудь пакости от мира, и весь ресурс тратит на защиту от любых внешних событий. Идет перерасход физической энергии, нарушается пищеварение. Вуаля!
иммунитет готов сдаться напору инфекций. Особенно респираторных. Начали часто болеть? Разбирайтесь с законом свободы воли. Вселенная пытается нас изолировать, чтобы мы не натворили больших бед. Зависимость от личных отношений. Это ярче всего проявляется в ситуациях, когда вы просите разрешения сделать вполне обыденные вещи. Например, заходите на кухню и спрашиваете супруга: «Можно я возьму кружку, чтобы чайку попить?» Чашку, которая стоит в шкафу и никак с мужем не связана. Он не претендует на нее. Более того, там еще с десяток других ничем не хуже. Но разрешение зачем-то попросить нужно. Это простой бытовой пример. Есть и более глобальные. Например, при принятии важных личных решений. Допустим, партнер будет только рад, если вы не будете ходить за ним по пятам и спрашивать разрешения взять молоко из холодильника или принять душ. И вот вы решили заняться новым хобби. Вы уже нашли все инструменты и книжки по вышиванию крестиком, набрали целую корзину товаров в интернет-магазине, нашли в плотном графике часок-другой на это занятие и готовы нажать кнопку «Заказать». В своих мечтах вы уже вышили огромную звездную ночь Ван Гога и повесили ее на стенку между дверью и комодом. Но тут приходит мысль: а посоветуюсь-ка я с любимым человеком, он обязательно меня поддержит. Звучит шарканье тапок из кухни в спальню. «Слушай, я тут такое придумала. Очень хочу научиться вышивать крестиком. Такие красивые картины можно делать. Если хорошо пойдет, можно даже продавать. Или хотя бы дарить родственникам. Но почему-то вместо одобрительного «это крутая идея» вы слышите: «тебе заняться нечем. По всей квартире твои нитки валяться будут. А сколько это все стоит? Да и когда? Работа, дом. А детям с уроками помогать». Настроение падает быстрее, чем курс доллара, а уровень обиды взлетает до вершины Эвереста. Кто будет виноват в том, что вы в итоге остались без хобби? Конечно, ваш партнер. Что вы потом сделаете? В ответ запретите ему то, что захочет уже он. Подавите свободу воли по принципу бумеранга. Чем все закончится? Обидами, придирками. Все по сценарию нарушения закона Вселенной. На самом деле, партнер не понимает, как для вас это важно. Допустим, он устал после работы и уединился с книгой в спальне. Его голова занята проблемами уходящего дня, он пытается отвлечься. Тут вы, полное вдохновение, врываетесь в его пространство и начинаете его грузить задачами, с которыми хотите справиться сами, но, требуя одобрения, лишаете его свободы воли. Ведь ситуация в данном случае подразумевает участие. Возможно, потом он будет рад вышитой крестиком картине Ван Гога, но не в эту минуту. Принятие решения, вышивать ли вам крестиком, никак не входит в его планы, даже если от него требуется всего лишь улыбнуться и кивнуть. Если вы не страдаете зависимостью от мнения партнера, все происходит иначе. Вы нашли себе хобби. Без чувства вины и необходимости одобрения сделали заказ в интернет-магазине, освоили пару простеньких вышивок и, наконец, создали эту шедевральную звездную ночь. И муж сказал: «Какая красота! Ты крутая!» По своей воле. Конфликты с родителями или детьми. Здесь я подразумеваю не такие конфликты, которые случаются единожды и вы больше не общаетесь. Именно системные стычки, чаще всего по самым банальным причинам. То деньги не так тратишь, то ложку не так кладешь. Если вы заметили, что к вам придираются родители, посягают на свободу решения и воли, сразу ищите ситуацию с нарушением закона. Дети тоже могут провоцировать конфликты, являясь ограничителем свободы воли. В своей жизни я встречал две категории родителей. Для одних ребенок — это лишение свободы, для других — новая ее степень. Если вы соблюдаете закон свободы воли, чадо не будет ограничивать вашу жизнь. Как-то все сложится само чудным образом, и вы сможете с ним и путешествовать, и по выставкам ходить. Такие родители становятся для ребенка примером жизни,
полной свободы и приключений. Если же присутствует нарушение закона, то дети будут постоянно вас ограничивать, создавать проблемы. Возможно, им даже подарят барабан в тот день, когда у вас приступ сильной мигрени. Даже представлять неприятно, да? Однажды на одном из моих онлайн-марафонов участница Марина пожаловалась, что не может делать духовные практики из-за ребенка. У нее был 5-летний мальчик, который не давал ей ни минуты покоя. Марина не могла найти возможности закрыться в комнате даже на четверть часа для коротенькой медитации. Внезапно в чате ответила другая участница курса. А у меня 5 детей, 1 грудной, работа, муж, собака и 2 кота. И я отлично справляюсь с практиками. Признаться, тут даже я чуть не уронил телефон в кофе. Как? Ради любопытства нашел ее страницу в соцсети. И правда, на фотографиях была большая счастливая семья. Семья, в которой родители соблюдают закон свободы воли, и дети не стремятся привести в исполнение наказания госпожи кармы. Помните, дети относятся к вам так, как вы относитесь к этому миру. Они очень чувствуют все внешние родительские проявления и проецируют их на отношения с ними. Долги, финансовая нестабильность. Это самое серьезное наказание за нарушение этого закона Вселенной. Сильнее всего лишает воли чувство долга. Если у вас накопились финансовые обязательства, денег постоянно не хватает, подумайте, соблюдаете ли вы закон свободы воли. Как показывает опыт моих клиентов и еще десятков тысяч людей, как только причина нарушения устраняется, сразу появляется возможность закрыть долг. Здесь я называю это гнетущее финансовое обязательство. Если вы с энтузиазмом пользуетесь всеми благами кредитной политики банков, это не считается нарушением. Долг, рожденный из необходимости, это знак того, что вы подавили чью-то волю. Здесь всегда идет речь именно о долге, но не обязательно денежном. Возможно, вы загнали кого-то в чувство эмоционального долга за ваш непрошенный добрый поступок. Как правильно давать деньги в долг? Есть классная штука, придуманная еще на заре становления письменности. Называется договор. Если человек его подписывает, соглашается со всеми пунктами, то сам несет ответственность за принятое решение. Это его свобода воли – принимать или не принимать условия договора, даже если они грабительские. Иногда соглашения с банками смахивают на сделку с дьяволом, но люди все-таки их подписывают. Это их воля, и ее стоит уважать как личный опыт. Вы либо даете сумму в долг и сознательно прощаетесь с ней навсегда, либо заключаете договор, лучше всего нотариальный, где строго прописываете все условия сделки. Если вы не подстрахуетесь лишней бумажкой, где все будет прописано, а долг вам не вернут, станете переживать. Этим вы спровоцируете нарушение свободы воли человека, взявшего деньги, а это уже вернется бумерангом в вашу сторону. Так что либо попрощайтесь со всей суммой сразу же, как дали кому-то взаймы, либо обезопасьте себя письменным договором, чтобы не сотрясать биополе переживаниями и не создавать повода для Вселенной буквально вернуть вам должок. Помните фильм «Варвара краса, длинная коса» и протяжный возглас чудо-юдо «Должок!»? Если вы испытываете постоянные финансовые трудности, вам не хватает средств и жизнь проходит от зарплаты до зарплаты, значит закон где-то нарушен. Устраните причины, тогда вы перестанете ждать денег, чтобы жить. Если Вселенная видит, что финансы лишают вас свободы воли, она их у вас заберет. Вне зависимости от уровня дохода, человек может столкнуться с таким симптомом. Кому-то не хватает пары миллионов на закрытие обязательств, а кому-то пары тысяч на еду. В обоих случаях люди испытывают одинаково отвратительное чувство, что у них нет свободы, финансовой, а значит и воли. Окружающие вас подавляют и пытаются подчинить себе. Недавно я отвечал на вопросы своих подписчиков, и одна девушка спросила, что делать,
если никто не пытается меня понять? Все ждут от меня одного, а я-то хочу совсем другого. Уже в самом вопросе изначально есть нарушение свободы воли. Меня никто не хочет понять. То есть это их проблемы, что до них никак не доходит. Значит, я буду принуждать их к этому. Не я стану понятной, а они должны. Я нарушу их свободу и буду требовать понимания. Закономерная реакция – заявлять свои требования на свободу воли автора вопроса. Если вы нарушили закон Вселенной, окружающие будут на это указывать, подавляя вас, требуя быть такими, какими они хотят вас видеть, зеркально тому, чего хотите от них вы. Отсутствие собственного мнения и зависимость от чужого. Одно вытекает из другого. При нарушении закона свободы воли мы нуждаемся в постоянном одобрении. А что может дать большее поощрение, чем полное принятие чужой позиции? Человек без собственного мнения может показаться некоторым очень удобным, чем беззастенчиво пользуется. Точно так немой певец страстно желает выразить себя. И вроде бы хочет спеть, но получается не звук, а что-то труднопонимаемое. Зато его очень ценят любители тишины. Собственное мнение – это результат эмоциональной устойчивости. Когда мы соблюдаем закон свободы воли, она появляется автоматически. Панические атаки и нервные расстройства. Термины из психиатрии очень подробно описывают тревожное состояние при нарушении закона свободы воли. Если вы боретесь с окружающим миром за выживание, нервная система вам за это спасибо не скажет. Это довольно серьезный сигнал, и порой он требует медицинского вмешательства. Но давайте для начала разберемся с законом Вселенной, а потом будем пить таблетки. Потому что без этого знания лечиться можно до бесконечности. Страхи, провоцирующие нарушение закона. Мы подошли к самому интересному – решению проблемы нарушения закона. Весь секрет в бессознательных страхах, которые заставляют нас совершать на первый взгляд безобидные ошибки. Они действуют как инстинкты, но если их проработать, то вполне возможно подчинить себе животную реакцию и не допустить запуска или продолжения цепочки неприятных событий. Давайте для начала обсудим, чего мы на самом деле боимся, а потом перейдем к практике. Ей уже воспользовались тысячи людей по всему миру и смогли избавиться от страхов, провоцирующих нарушение закона свободы воли. Вот их нехитрый перечень. Страх публичного осуждения, страх несоответствия чужим ожиданиям, страх личного осуждения, страх быть исключенным или непринятым обществом, страх потери жизненной стабильности, страх одиночества, страх смерти. Страх публичного осуждения. Начнем с него. Этот страх завещали нам предки как возможность выживания. Какова вероятность того, что публичное осуждение будет угрожать вашей жизни? Сегодня это звучит смешно. Но возьмем, скажем, какого-нибудь предка, жившего во времена революции или репрессий. Тогда это могло действительно стоить свободы и даже жизни. То, что помогло выжить предку, передалось потомку. Это касается каждого из страхов в каждом законе Вселенной, так что у любого из нас точно найдется несколько таких наследств. Итак, страх публичного осуждения пережил время и поколения и трансформировался в установку «а что скажут люди?». Если в детстве вам часто говорили эту фразу родители, бабушки и дедушки, скорее всего, такая генно-родовая установка у вас присутствует, и вы часто оглядываетесь на мнение абстрактных людей. Когда человек является носителем страха, ему постоянно требуется оценивать свои действия с позиции социума. Но будем честны, разве общество может адекватно рассматривать наши поступки? Да и вообще, с чего мы взяли, что людей сильно волнует, как мы выглядим или живем? Пока их это не касается, и мы ничем не мешаем. Попробуйте пофантазировать. Что такого вы можете сделать,
чтобы вас под руки вывели на центральную площадь города и стали публично отчитывать перед всем честным народом. Вероятность такого исхода событий ничтожно мала. А вот влияние страха на нашу жизнь огромно. Он заставляет видеть мир агрессором и нарушать закон свободы воли других людей. Страх публичного осуждения превращает общество в вашем восприятии в инструмент системы наказаний. Если нас кто-то осудил, обидел, подрезал на дороге, значит, это враг и нужно с ним сражаться. Все это происходит в голове, а вот бои мы ведем в реальности. Стоим в очереди в банке, не пропуская вперед хамоватого гражданина, пытаемся протиснуться первым в пробке или спорим с политиком, который вещает с экрана телевизора. Это же нарушение чужой свободы воли. Страх провоцирует нас на это. С другой стороны, когда человек боится общества, он будет пытаться быть для него хорошим. В любой момент может принести себя в жертву ради социума и порицать тех, кто не готов этого делать. Ставить на первое место не свои интересы, не интересы близких, а общество и его благо. Невидимого общества в своей голове, которое обязательно его осудит за неподобающее поведение. Страх несоответствия чужим ожиданиям. Этот страх встречается реже, и он немного перекликается с предыдущим, но имеет другую энергетическую структуру. Он персонализирован. Допустим, вам очень нужно понравиться директору компании, где вы работаете. Руководствуясь этим желанием, вы будете неизбежно пытаться навязать окружающим свой героический образ, который, как водится, бывает далек от истины. И пытаясь соответствовать этому вымышленному персонажу, которым вы себя назначили, вы станете совершать огромное количество необдуманных действий. От меня же этого ждут. По мнению человека, от него ждут героических поступков начальник, муж или жена, любимая тетя, близкий друг или кто-то, кто станет образом значимого лица. Значит, нужно надеть на себя маску героя и изо всех сил соответствовать чужим ожиданиям. Чаще всего эта история проявляется в отношениях. Допустим, некий мужчина придумал себе, что женщины любят вот таких. И если он не будет вот таким, то его обязательно оставят в тоскливом одиночестве. Пытаясь следовать этому образу, он подавляет свою волю и в итоге начинает того же требовать от партнерши. Быть вот такой женщиной. В итоге отношения превращаются в безумную жизнь иллюзий, построенной из кирпичей чужих фантазий. Только вот эти иллюзии требуют реальных жертвоприношений своей истинной личности. Скажу набившую оскомину фразу, но все идет из детства. Закон свободы воли тесно связан с темой взаимоотношений с родителями. Большинство страхов корнями уходит в детство человека. Это начинается с фразы «вот будешь таким, тогда я тебя буду любить». То есть, когда родители требуют от ребенка стать удобным. Такая любовь обеспечивает выживание, это чувствует детская душа. И это первая чакра. И если я их разочарую, могу погибнуть. Это входит в привычку, и вырастая, человек начинает бояться разочаровать других людей. Но взрослый уже понимает, что такое баланс, поэтому добавляется такая установка. Если я должен соответствовать их ожиданиям, значит и они должны соответствовать моим. Вот тут и рождаются подавления воли. Все эти психотравмы от бывших парней и мужей, которые требовали красить волосы в цвет, который вам не нравился, или надевать одежду, в которой вам некомфортно. Люди с таким страхом ломают партнера, требуют от него быть фантазией. И когда иллюзия, наконец, перетирает в пыль истинную личность, партнер теряет интерес и исчезает. Человек остается один на один со своими изменениями и уже не помнит, какой он на самом деле и что ему действительно нравится. Такая вот грустная история. Если вы стали ее героем, проработайте этот страх. Люди с одинаковыми страхами притягиваются, и выйти из этого замкнутого круга можно лишь разобравшись с первопричиной – боязнью несоответствия ожиданиям. Страх личного осуждения.
Этот страх очень перекликается со страхом публичного осуждения, только здесь оно индивидуальное. Энергетическая природа очень схожа с первым страхом, но его следует прорабатывать отдельно. Если вы боитесь, что какой-то конкретный человек вас осудит, значит, вы рискуете нарушить закон свободы воли. Когда мы опасаемся осуждения от родителей, от близкого и любимого человека, то провоцируем их на это действие. Такие провокации требуют защиты и подавления свободы воли, то есть мы сами притягиваем это обстоятельство, а потом усердно с ним боремся. Боитесь, что отец осудит вас за нерациональное расходование денег? Вон вы купили себе новую куртку, хотя у вас уже 3 в шкафу висит. Лучше бы отложила на черный день, не тратила деньги. Любой комментарий на эту тему, даже самый безобидный. Красивая курточка, конечно, но дорогая, наверное. Вызовет поток болезненных чувств и спровоцирует вас нарушить свободу воли родителя. Вы станете спорить, спрашивать себя, а не зря ли вы купили эту злосчастную куртку? А куда вообще отец лезет? Не из его же кошелька. Уберите страх. Триггера не будет, а с ним и потенциальных проблем. Страх быть исключенным или непринятым обществом. Для наших предков изгнание из общества обещало верную смерть. Этот страх они передали нам с кровью. Отсюда наша потребность быть частью какой-то социальной группы. Одиночки не выживают, и хотя нынешние реалии запросто это опровергают, нашему подсознанию об этом, кажется, неизвестно. Представьте, вас исключили из кружка любителей вязания. Не страшно, ведь не очень-то и хотелось, верно? А если вас выгнали из светского круга? Вспомните свои школьные годы. В каждом классе были свои социальные группы. Лучшие, ботаны, лузеры. И тот самый парень на последней парте, который 2 слов связать не может и похож на отшельника. Исключение из лучших – прямая дорога в лузеры. Сейчас, уже будучи взрослыми, вы можете сказать «ну и что?». Хорошо. Маленькие детки, маленькие бедки. А теперь представьте, что на работе вас посадили за отдельный стол в дальнем углу, и коллеги стали холоднее к вам относиться и уже не зовут посмеяться над свежими мемами из интернета. Не очень приятное ощущение. А суть та же, что и в школьные годы. Это и есть тот самый страх. Ваша жизнь никак не меняется, вы просто сидите за другим столом. Зарплата у вас такая же, да и пустые разговоры коллег не отвлекают. Но кошки на душе все-таки скребут. Что же я сделал не так? А на самом деле руководство готовит вас к повышению. Скоро вы вообще переедете на другой этаж. Но об этом вам никто не сообщил. Чувство несправедливости неизбежно начнет вас съедать. В таком состоянии человек чаще всего нарушает закон свободы воли. Страх провоцирует совершать поступки, которые не соответствуют нашим внутренним ценностям. Боясь потерять свое место в обществе, мы начинаем подавлять других, драться за свое место под солнцем. Мир начинает казаться агрессивным, а если он такой, то с ним нужно бороться. Страх потери жизненной стабильности. Под это подойдет многое. Потеря работы, доходов, уровня жизни, любимого смартфона, что угодно. Все, с чем ассоциирована у вас жизненная стабильность. Иногда даже отсутствие любимых хлопьев на полке магазина может спровоцировать этот страх. Человек живет по лекалам из чувств и эмоций, которые сам для себя создает. Некоторые детали мы обозначаем для себя как индикаторы жизненной стабильности. Например, у меня это хлеб и сахар. Спасибо предкам, пережившим послевоенный голод. Если этих продуктов было не найти в доме, раньше я впадал в панику. Сейчас же реагирую спокойно и просто заношу их в список покупок. Для одних таким индикатором может быть полный бак топлива в машине, для других определенная сумма на счете, а для третьих бутылочка другая из шатанев дюпап в запасах. Если наши предки теряли жизненную стабильность, это всегда угрожало их выживанию. Раньше мир не был таким комфортным. Стабильность сводилась к наличию еды хотя бы на неделю и тому радостному факту,
что прямо в эту минуту вас никто не хочет убить или съесть. Сейчас же нам помогает чувствовать твердую почву под ногами целый набор вещей, без которых в принципе можно выжить. Но наше бессознательное воспринимает это как сигнал о риске для жизни. Из-за санкций больше не достать вино из Шатанёв-Дюпап? Как жить дальше? Все пропало. Смешно? А мозг действительно паникует. Ну и, конечно, еще раз смею напомнить о великих битвах за гречку и туалетную бумагу в начале пандемии коронавируса. Если вы носите в себе этот страх, то на отсутствие повседневных вещей реагируйте как на угрозу жизни, а значит, готовы бороться за выживание. С миром, который вообще не в курсе, что отсутствие кукурузных хлопьев поставило под угрозу само ваше существование. Вот здесь и появляется риск нарушить чью-то свободу воли, а потом устранять последствия. Страх одиночества. Здесь имеется в виду то одиночество, которое угрожает нашему выживанию. Это не опасение заскучать от того, что вечером не с кем будет поболтать. Боитесь, что не проживете один? Будете подавлять чужую волю. Люди часто страшатся одиночества, потому что пребывают в иллюзии, что окружающие обеспечивают их выживание. Но вот в чем загвоздка. Они обеспечивают нашу жизнь, являясь только важной его частью, но не выживание. Вы слышали истории о том, как человек оказывался в незнакомом городе без связей, родных и знакомых, а потом героически строил карьеру, потихоньку обрастал новыми друзьями и близкими, и его жизнь становилась лучше прежней. Именно такой человек написал этот текст. 31 декабря 2010 года я в полном одиночестве стоял на заметенной снегом улице Санкт-Петербурга и не знал, как дальше жить и что вообще будет. И будет ли. Любой новый виток нашей судьбы начинается с того, что мы остаемся один на один с собой. Именно так, в полном одиночестве, мы способны принимать самые смелые решения, те, что поменяют жизнь к лучшему. Если мы не боимся одиночества, то на мгновение способны скинуть с себя все кармические путы, которые заставляют нас оглядываться на кропотливо выстроенные социальные связи. Что скажут друзья? Что подумают родители? А как же продавец в магазине возле дома? Он же будет грустить, если я не приду за свежим хлебом. Ведь он всегда так рад меня видеть. Вы у себя один. Бояться одиночества значит бояться себя самого и постоянно с собой бороться. Ведь тот, кого мы страшимся, враг, а его нужно победить. Вот и тратят люди свою жизнь на войну с самим собой и лишь в самом конце пути осознают бесплотность этого занятия. Себя нужно любить, а бороться со страхом. Не наоборот. Если вы не способны выжить в одиночестве, вы заведомо зависимы от окружения, а это нарушение закона свободы воли, а с ним все кармические последствия. В такой ситуации вы не способны построить жизнь такой, какой хотите ее видеть. Страх будет держать вас в ожидании поддержки. Вы не сможете переехать в новый город, о котором мечтаете, путешествовать, завести новых друзей в разных уголках мира, потому что боитесь оказаться на мгновение одиноким. Пока одиночество кажется смертельно опасным, любые новые жизненные условия грозят гибелью. Так считает ваше бессознательное. Страх смерти. Каковы шансы, что вы можете погибнуть прямо сейчас? Ответ на этот вопрос не имеет смысла, потому что при любой вероятности на шум будет бить тревогу и пытаться увести нас от нее. В природе важны две вещи – размножение и выживание. Все, что за рамками этих двух понятий – зона опасности. Вспомните фильмы, где есть сцены с супружескими изменами. Пускай это будет комедия. Герой ползет по карнизу 5-го этажа, спасаясь от праведного гнева разъяренного мужа. На нем классический набор любовника – трусы, галстук и носки. Страсть к размножению побеждает страх смерти. Вам эта сцена кажется страшной? Вы осознаете, что человек может лишиться жизни?
На удивление, смерть в данном контексте выглядит скорее комичной, чем трагичной. А прыгнуть с парашютом — это страшно? Допустим, вы никогда этого не делали. Заядлые парашютисты на этом примере могут просто скептически закатить глаза. Вообразите себе кадр, как тот же герой стоит у выхода из самолета с парашютом за плечами, и он готов выпрыгнуть. Мы неизбежно представим его встревоженным. То есть по карнизу в трусах нормально, а вот парашют выглядит опасной затеей. Таков парадокс нашего мышления. Если для размножения вам нужно переступить через угрозу жизни, вперед, а вот когда цели продолжить род нет, то, ой, что-то я передумал. Если ваш предок рисковал погибнуть в процессе попытки улучшения своей жизни, и это не относилось к категории «выжить» или «продолжить род», то такая область повышения жизненного комфорта будет восприниматься вами как опасная. Саботируй, такую команду даст наш ум. Допустим, ваш прадед был предпринимателем. В революции он столкнулся с тем, что наличие денег и богатства может привести к гибели. Он попал под раскулачивание, и его чуть не расстреляли. Вот вам установка. Деньги равно опасность для жизни. И теперь уже вы, его потомок, спустя целый век никак не можете заработать свой миллион. Мозг постоянно саботирует процесс заработка, ведь для него разбогатеть значит погибнуть. Пока вы боитесь смерти, жизнь не начнется. Вселенная будет держать вас в режиме выживания, ведь вы сами так и не решили для себя, чего хотите. Она будет показывать вам картинки того, чего вы боитесь, и того, чего вы хотите, и давать вам выбор. Далеко не всегда вы сможете отделить зерна от плевел, поэтому люди и выбирают события, которых боятся. А нужно-то всего лишь пережить страх, понять, что он не лишит жизни, и избавиться от страшной картинки. Чтобы проработать страх, его нужно прожить. Но я уверен, что у вас нет ни времени, ни малейшего желания переживать сценарии всех перечисленных ранее страхов в реальной жизни. Здесь на помощь приходит одна замечательная особенность нашего мышления. Мозгу абсолютно не важно, как мы получаем опыт, в реальности или через фантазию. Все воображаемое он проживает как настоящее, поэтому мы, например, испытываем эмоции, смотря фильмы, и переживаем все то же, что и герои в хорошо снятом кино. В проработке страха важна суть, осознать происходящее, сделать нужные выводы и понять ложность закономерности, полученной от предков. Так что дальше вас ждет увлекательная практика. Давайте будем бороться со страхами, чтобы перестать воевать с миром и с собой. Универсальная практика. Избавляемся от страхов, провоцирующих нарушение законов Вселенной. Этой практикой уже воспользовались тысячи людей по всему миру, и они смогли изменить свою реальность к лучшему. Все мои упражнения основаны на визуализации. Для удобства назовем это просто фантазией. Все мы когда-либо рисовали себе картинки в воображении. Верно? Так и работает практика. Я буду просить вас представлять определенные образы и работать с ними. Это совсем не сложно. Страхи, из-за которых мы нарушаем законы Вселенной, тоже фантазия. Как часто то, чего вы боитесь, случается в жизни? Возьму на себя смелость ответить за вас. Редко. Возможно, вам кажется, что вы предотвратили все негативные сценарии, именно поэтому они не воплотились в реальность. Но это верно лишь на 10%. В 90% случаев это тоже иллюзия. Опасения, которые вы испытываете, чаще всего живут только в вашей голове. Никакой настоящей угрозы нет и в помине. Но в этой же самой голове, по соседству со страхами, живут и ваши мысли, которые имеют свойство превращаться в действие. Размышления, подкрепленные иллюзорными страхами, в итоге выливаются в бессмысленные, а иногда и вредные поступки. Все наши мысли — это фантазия. Ведь все, что мы имеем в жизни, когда-то было лишь воображением, а не реальностью. Если мы следуем хорошим фантазиям, желаниям, получаем хорошую жизнь.
Если следуем плохим, то есть страхам, получаем не просто плохую, но даже страшную судьбу. Да, жизнь — это выбор, в какие фантазии нам верить. Ну что, пришла пора выполнить упражнение и избавиться от страхов. Практика лучше всего сработает, если вы будете чувствовать себя максимально комфортно. Условия. Проводится в полном одиночестве. Прогоните кота за дверь, объясните мужу или жене, что вас нельзя отвлекать, скажите детям, что в квартире спрятан клад с конфетами. Пусть ищут. Но в вашей комнате их точно нет. Кстати, спрячьте клад по-настоящему, не обманывайте. И чем дольше детям придется его искать, тем больше времени у вас будет на практику. Создайте пространство для расслабления. Зажгите любимые ароматические свечи, благовония, используйте музыку для медитаций. Я рекомендую Дева Примал. Их мелодии лучше всего помогают расслабиться. Или не включайте ничего, если предпочитаете тишину. Но беруши не помешают. Мало ли, какие звуки вас отвлекут. Практика выполняется лежа. Главное, чтобы было максимально удобно и вы могли расслабиться. Выберите такое место в квартире, где вы ощущаете себя в полной безопасности. Дальше вам понадобится список страхов, которые провоцируют нарушение закона. В данном случае свобода воли. Практика одинакова для всех законов Вселенной. Продублирую их здесь. Страх публичного осуждения, страх несоответствия чужим ожиданиям, страх личного осуждения, страх быть исключенным или непринятым обществом, страх потери жизненной стабильности, страх одиночества, страх смерти. Алгоритм выполнения. К каждому страху мы будем обращаться по очереди, прорабатывая один за другим. Сперва в каждой из них нужно потыкать палочкой, то есть понять, есть ли он у вас вообще или нет. Поэтому так важно пройтись по всему списку, а не брать лишь те страхи, которые, как вам кажется, мешают вам жить. Прочтите первый пункт. Закройте глаза и представьте, что страх публичного осуждения воплотился в вашей жизни. Вообразите, что вы стоите на сцене, а все вокруг вас ругают. Одни освистывают из зала, кто-то ядовито шепчется за кулисами. Ваши близкие, друзья, случайные знакомые. Обратитесь ко всем органам чувств. Что вы слышите в этом зале? Насколько яркий там свет, чем пахнет? Так вы поможете мозгу скорее вжиться в образ. Когда вы представили обстановку, попытайтесь досконально вспомнить все ощущения из момента, когда вы на самом деле боялись публичного осуждения. Обратитесь к детству. Именно там большинство страхов отпечатывается ярче всего. Ваша задача — показать телу, что сейчас оно в тех же условиях. Нам нужно, чтобы оно отреагировало на то, что вас так пугает. Если вы почувствовали дискомфорт, неприятные эмоции, а в руках, ногах или позвоночнике появились зажимы, значит, этот страх у вас есть, и его нужно прорабатывать. Об этом дальше. И делать это следует до тех пор, пока такая визуализация не будет вызывать у вас ничего, кроме равнодушия. Но и осуждают меня все вокруг. Что они сделают? Это адекватная реакция на страх публичного осуждения и цель данной практики. Иногда проработка одного страха может занимать до нескольких дней. Это нормально, если вдруг не получится сразу. Если в процессе выполнения упражнения вы понимаете, что силы закончились, примитесь за практику снова, но уже завтра. Если же у вас с первого раза не возникло никакой реакции на страх, значит все в порядке, его у вас нет. Переходите к следующему пункту из списка. Проработка страха. Первое. Зажгите свечи, благовония, включите расслабляющую музыку. Второе. Расположитесь удобно на кровати и закройте глаза. Третье.
ощутите страх в теле. Можете снова погрузить себя в ситуацию, где вы напрямую с ним сталкиваетесь. Не стесняйтесь ярко фантазировать. 4. Определите, где и как в теле локализуется этот страх, где он живет. Вы можете прийти к ответу на уровне мысли. Например, это ощущение у меня в желудке, тянущий холодок. Или почувствовать, как напряглась шея и оказались зажаты плечи. А может быть, вы с силой подвернули пальцы ног. Прислушайтесь к себе и найдите место, где обитает ваш страх. 5. Если вам кажется, что он везде, спросите себя, где в теле источник этого страха. Откуда он начинается, где его эпицентр. Даже если он волнами расползается по всему организму, у него наверняка есть источник. 6. Дальше визуализируйте страх и представьте, как он может выглядеть. Как сгусток энергии, некая субстанция или даже предмет. Доверьтесь своей фантазии. Он может принимать какой угодно образ, будь то шаровая молния или стальной кубик. 7. Спросите себя, от кого из предков вам досталась эта генно-родовая установка. Не погружайтесь в долгие размышления. Первая мысль всегда самая верная. 8. После задайте вопрос, зачем вашему предку нужен был этот страх, как он помог ему выжить. 9. Через образы представьте, как этот страх влияет на вашу жизнь. Спойлер – плохо. Но нужно выяснить, к каким именно ощутимым последствиям он привел. Расслабьтесь. Пусть эти образы сами приходят вам в голову. 10. Если у вас появилось понимание, что этот страх вам только вредит, вытаскивайте его из тела и отправляйте в землю. Возьмите эту шаровую молнию, кубик, сгусток субстанции и представьте, как вы бросаете это на землю. Оно уходит глубоко, где-то там соединяется с центром Земли и перерабатывается. Как ветки перемалываются в дробилке для древесины. Раз, и вот остались одни безвредные щепки. Все. Страх проработан. 11. Иногда наш мозг с нами играет и подкидывает иллюзию. Этот страх нам нужен. Как правило, одна установка часто цепляет другую. Тогда перейдите на нижний уровень и постарайтесь зацепить уже этот побочный страх. Определите его в теле, визуализируйте и отправьте в землю вместе с основным. Пусть перерабатывается. 12. Теперь поблагодарите предков за возможность получить такой опыт и закончите проработку этого страха. 13. Отдохните и переходите к следующему пункту из списка. И так до тех пор, пока все страхи не закончатся. Если у вас никак не получается визуализировать страх, ответы на вопросы из практики можно получать на уровне мысли. Совсем не обязательно представлять, как, например, шаровая молния мечется где-то по вашему желудку. Просто спросите себя, в какой части тела я этого боюсь. И ответ придет словами без образа. Допустим, в сердце. Следующий вопрос. Что это? В ответ – гвоздь. Дальше сознание разгонится, и вам будет легко представить, как вы вынимаете этот гвоздь из области груди. По завершении упражнения, выполнение которого может тянуться не один день, и проработки всех страхов, вы почувствуете облегчение, физическое и эмоциональное. А после поймете, откуда растут ноги неприятностей в вашей жизни. Все это происходит одномоментно, напоминает озарение и обычно называется инсайтом. Помните, что осознать результат практики чуть ли не важнее самой практики. Теперь, когда мы знаем, как поступать со страхами, провоцирующими нарушение законов Вселенной, мы двигаемся дальше. Нас ждет закон притяжения, исполнение желаний, удовольствия, получение от жизни того,
чего вам так хочется. Встретимся в следующей главе. Глава 2. Закон притяжения. Вы притягиваете в свою жизнь те энергии, которые транслируете. Общество значительно приблизилось к пониманию этого закона. О нем написаны книги, сняты фильмы, а всевозможных курсов и тренингов по исполнению желаний и вовсе не счесть. Не стихают дискуссии на тему силы мысли. Мысль материальна, визуализируйте, вам наверняка знакомы эти установки. И эффективности намерения. Все вышеперечисленное укладывается в простое объяснение закона притяжения. Подобное притягивает подобное, минус всегда притягивает минус, плюс всегда притягивает плюс. Да, математический закон с привычным минус на минус дает плюс здесь не работает. В вашу жизнь притягивается то, что вы чувствуете. Допустим, вы попали в цепочку положительных эмоций. Приятные и позитивные события будут происходить до той поры, пока вы ощущаете их таковыми. Как только положительные моменты начнут казаться вам чем-то неприятным, Вселенная сразу поменяет вектор и принесет в вашу жизнь негатив. В зависимости от того, какие эмоции мы испытываем по отношению к тому или иному событию, в жизнь притягивается то, что сильнее всего резонирует. Каждый из нас ежедневно запускает в пространство намерение, независимо от того, осознаем мы это или нет. Это и есть наши чувства. Если мы испытываем благодарность, Вселенная будет давать нам больше поводов для этого. Если мы испытываем недовольство, то, вы поняли. Ничего хорошего к такому чувству не притянется. Наша задача состоит в том, чтобы научиться позволять себе именно то, чего хочется. Нам только кажется, что мы хотим чего-то конкретного. Машину, квартиру, одежду, отдых на красивом пляже. На самом деле мы хотим прожить определенный спектр чувств. Владеть энергией вещей, а не самими вещами. Недостаточно получить то, что хочешь. Нужно еще и прожить чувство, которое дает нам эта вещь. Мы притягиваем к себе события, людей, вещи, обстоятельства, которым энергетически соответствуем. Когда человек заявляет о желании, он не может рассчитывать на его исполнение одномоментно. Но он попадает в такие обстоятельства, которые позволят ему сгенерировать нужную энергию для реализации. Вселенная дает возможности, а как уж вы их используете, зависит только от вас. Чаще всего эти события похожи на испытания, в процессе которых человек обретает знания, избавляется от страхов и становится лучшей версией себя. Такой, которая энергетически соответствует желанию. Однажды в соцсети мне задали вопрос: а как притянуть в свою жизнь настоящего мужчину? Мой ответ был достаточно лаконичен: стать настоящей женщиной. А уж что именно девушка закладывает в эти понятия, знает только она сама. Один из принципов закона притяжения — принцип соответствия. Но бывают такие удивительные случаи, когда человек по всем параметрам вроде бы и соответствует, но в его жизни все-таки не появляется желаемого. Это связано с нарушением закона притяжения. И, как вам уже известно из первой главы, происходит это всегда из-за страха. Вот список фобий, которые провоцируют нарушение закона притяжения. Страх осуждения за получение удовольствия, страх пострадать из-за удовольствия, установка «отказ от желаемого в пользу нужного», установка «реализация в своей жизни чужих желаний», страх быть отвергнутым из-за удовольствий. Каждая из этих генно-родовых установок также унаследована нами от предков. Эти страхи обеспечили им выживание, значит, и вам они должны гипотетически пригодиться. По факту же, каждый из них ограничивает ваше позволение и приводит к тому, что вы не понимаете, зачем тратить силы на работу и вообще развиваться. Когда человек нарушает закон притяжения, он много работает,
но не позволяет себе удовольствия. Удовольствие — это плата нашему телу за усилия. А если постоянно нельзя? А если я себе позволю, а меня за это осудят? А имею ли я право так хорошо жить? Огромное количество людей задаются этими вопросами, чем перекрывают себе позволение. Захочет ли тогда ваше тело действовать, а ум — думать? Человек всегда оправдывает свои опасения позволить себе что-либо экономией, рационализмом, совестью. Однажды в интернете я увидел забавный скриншот переписки, видимо, между родственниками. Вот примерное содержание одного из высказываний, весьма распространенное в обществе. «Ты что, рожать совсем не планируешь? Хочешь жить только в свое удовольствие?» Знакомо же, да? Представьте себе, достаточно много людей и правда считают, что жить в свое удовольствие, не жертвуя собой, это эгоизм. Это значит быть бессовестным. Где же тут эгоизм? Почему обязательно нужно положить свою жизнь на алтарь каких-либо социальных стереотипов, чужих установок? Задумайтесь, как часто, жертвуя своим удовольствием, вы действительно приносите пользу окружающим? Жертва — это удобное оправдание слабости, порожденной страхом. И не обязательно речь должна идти о глобальных решениях, как, например, надо рожать. Мелочи тоже считаются. Разве от того, что вы бросите все дела и 15 минут отдохнете за чашкой кофе, мир рухнет? Нет. И да, мир состоит из маленьких удовольствий. Если вы можете сегодня насладиться чашечкой капучино, значит завтра сможете получить удовольствие от нового автомобиля. Ваш ум направит все свои усилия на его обретение. Соблюдение закона притяжения открывает перед вами новый мир. Мир наслаждения всем, что вы уже имеете. Нам только кажется, что для удовольствия нам нужно что-то новое. На самом же деле мы должны научиться получать его от всего, что у нас уже есть. Кстати, это и есть состояние благодарности за то, что ты уже имеешь. Все, что мы имеем в жизни, создано для удовольствия. Что нам дает соблюдение закона притяжения? Первое. Стабильное получение любых удовольствий. Здесь все просто. Если вы притягиваете в свою жизнь именно то, что хотите, то все события, люди и обстоятельства будут приносить вам радость, а трудности выглядеть как возможность для развития. Никакого чувства вины, невыполненного долга, эгоизма или других противоречивых эмоций. Второе. Быстрое исполнение желаний. Когда человек соблюдает закон притяжения, он не только обретает то, о чем мечтал, но еще и получает максимум удовольствия от произошедшего. Чаще всего мы имеем все ресурсы для реализации своего желания, но мозг саботирует его исполнение. Это происходит из-за боязни последствий. А вдруг я это потеряю? А если меня осудят? А вдруг я получу не то, о чем мечтал? Когда такого страха нет, ум будет каждый раз направлять вас в сторону желаемой цели, тем самым приближая к ней. Третье. Наслаждение жизнью. Иначе для чего мы все родились? Наслаждаться жизнью или страдать – это выбор, не более. Если вы несчастны в маленькой квартире, то в огромном доме счастливее вы не станете. Секрет не в том, что вы имеете, а в том, сколько удовольствия от этого получаете. Сейчас в вашей жизни есть все то, о чем вы мечтали ранее. А если чего-то нет, значит, не мечтали об этом. Или получили то, на что хватило энергии, чтобы притянуть. Четвертое. Получение желаемого. Когда человек нарушает закон притяжения, он чаще получает не то, что хочет, а то, что ему дают или хотят для него. Например, вы любите ванильное мороженое, а позволить его себе не можете. Близкие уверяют,
что клубничное намного лучше, вкуснее и полезнее, и постоянно его вам покупают. И вот мороженое вы, конечно, съели, но ожидаемого удовольствия не получили. Представьте, что ваши желания всегда исполняются. Тот самый любимый цвет и размер, как в случае ослика И.А. с горшочком, который подарил ему Винни-Пух. И жизнь сразу выходит на новый уровень. Больше не нужно объяснять всем, что вы любите именно ванильное мороженое, и слушать, что клубничное вкуснее, тоже не придется. Вы просто идете и получаете желаемое. 5. Отсутствие чувства вины за то, что вы имеете. Никакого привкуса сожаления после дорогих покупок и оглядок на свое окружение и близких. Четкое понимание того, что каждый имеет ровно столько, сколько может себе позволить. Нет чувства вины, равно есть наслаждение тем, что уже имеешь. А если мы получили от этого полноценные позитивные эмоции, значит, сгенерировали нужную энергию для покорения новых высот. 6. Получение любых ресурсов, которые вам нужны для самореализации. Встречали ли вы людей, которые словно по взмаху волшебной палочки получают деньги, обзаводятся полезными связями, им постоянно подворачиваются возможности? Это как раз те, кто соблюдает закон притяжения, и они всегда точно знают, что им нужно, а главное, чувствуют, где это взять. Готовы присоединиться к таким людям? 3 врага закона притяжения. 1. Иллюзии. Чаще всего мы не получаем желаемого, потому что сами не знаем, чего конкретно хотим. Ведь чтобы захотеть что-то, нужно приложить усилия. Здесь нужна воля. Именно поэтому соблюдение 2 закона практически невозможно без следования 1 – закону свободы воли. Если человек питает иллюзии на тему своего желания, то оно никогда не исполнится. Просто не сможет притянуться в жизнь. Чем реальнее ваше представление о том, чего вы хотите, тем больше вероятность это получить. Если какой-нибудь человек желает разбогатеть и убежден, что деньги сами падают на голову обеспеченным людям, то притянуть в свою жизнь что-то материальное через такую иллюзию будет трудно. Ведь он фактически заявляет Вселенной: «Мне нужно, чтобы на голову упала пачка денег, можно в валюте, а лучше 2, или даже мешок. Ведь у всех так происходит, чем я хуже? Тогда я куплю себе машину и буду доволен». Как думаете, когда же такая ситуация сможет воплотиться в реальность в его жизненном пространстве? Думаю, вы догадались, но я все же скажу. Никогда. Чем больше человек питает иллюзий по поводу своей мечты, тем меньше у него шансов ее реализовать. Не всегда иллюзии – результат наших собственных заблуждений. Бывает, что нам их внушают. Приведу простой пример. Реклама недвижимости. Человек едет в метро и видит плакат: «Квартира за 3,5 миллиона рублей». Картинка красивая, берег озера, метро чуть ли не у подъезда и даже швейцар, открывающий двери. Конечно, это сделано для привлечения внимания. Либо 3,5 миллиона стоимость студии в 11 квадратных метров, либо там нет никакой отделки и нужен ремонт с уровня бетонных стен. В такой рекламе всегда много подводных камней. Но человек в метро, разглядывающий красивую картинку, не думает об этом. Вы удивитесь, но люди вообще редко анализируют, какие у них есть объективные возможности, чтобы это желание реализовать. Может быть, у человека в кармане дырка и пара тысяч рублей до зарплаты, а сумма на плакате кажется недоступной. А может, он прикидывает, под какой процент ему дадут ипотеку. В любом случае, здесь есть 2 пути. Либо он создает намерение «хочу квартиру с картинки за эту сумму», либо сразу отказывается от своего желания, потому что ресурсов здесь и сейчас нет. И в первом случае намерение будет заведомо ложным, потому что квартира на картинке на самом деле стоит 10 миллионов, с учетом ремонта, процентов по кредиту и тому подобное.
а хочет он ее за 3,5 в соответствии с информацией на плакате. И он никак не сможет претворить такой сценарий в жизни, потому что изначально хочет иллюзию. Таких воздушных замков в нашей жизни огромное количество, буквально на каждом шагу. Люди часто мечтают о красивой и богатой жизни, пытаются ее заполучить, считают, что жить станет легче. Деньги всего лишь помогают справиться с некоторыми сложностями. Видит человек на улице Rolls-Royce и думает: вот было бы у меня много денег, купил бы такую. Но не знает, что, имея только лишь необходимую сумму, так просто эту машину не купить. На них стоит очередь на несколько лет вперед. И редко кто задумывается, сколько стоит содержать такой автомобиль, где какая-нибудь небольшая деталь обойдется в цену крыла от Боинга. А еще налог. И во дворе такую не припаркуешь. Нужен гараж. Вот и получается, что намерение сразу становится иллюзией, а значит, никогда не притянется. Чем больше вы знаете о том, чего хотите, тем быстрее это окажется в вашей жизни. Второе. Чужие желания. Люди очень часто хотят то, что имеют другие. Не потому, что им на самом деле этого хочется, а потому, что они хотят быть похожими на других. Вот если у меня будет такая сумка, как у начальницы, то меня станут так же уважать. В этом случае закон притяжения не работает. Каждому подходят лишь свои истинные желания. Именно поэтому все мы хотим разного. Когда стремимся реализовать в своей жизни чужие потребности, чтобы быть не хуже, чтобы уважали так же и так далее, то притягиваем к себе чужие энергии. Они не приносят нам полноценного удовольствия, а только создают заботы. Нет наслаждения от реализации желания, значит, энергия потрачена зря. Нам важно не получить конкретную вещь, а испытать чувство удовольствия и полной удовлетворенности. Именно эта энергия способна дать нам новые силы на реализацию других желаний. Только исполнение наших желаний способно сгенерировать эту энергию внутри нас. Третье. Протест. Вот я получу это, и тогда вы поймете, что я не хуже вас, а даже лучше. Люди иногда пользуются такой мотивацией при достижении целей. Любые желания из точки протеста реализуются болезненно и оставляют после себя чувство вины и разочарования. Все, что вы притягиваете в свою жизнь, имеет энергию того мотива, который вы закладывали. Если речь идет о вещах для самоутверждения, доказательства своей ценности и всего, что ориентировано на общество, а не на вас самих, это принесет разочарование. Не сделает вас счастливее и даже не заставит общество лучше относиться к вам. Нет, но будет каждый раз напоминать вам о том состоянии, в котором вы были изначально. Отсюда и нарушение закона притяжения, потому что по итогу чувства будут отвратительные, и вы попросту не захотите притягивать в свою жизнь ничего нового. Симптомы нарушения закона притяжения. Желания перестают исполняться. Вроде бы понимаешь, что хочешь, но постоянно получаешь не то, либо не получаешь вовсе. Представьте, вот вы пошли на кухню заварить себе чай, а получился кофе. И так раз за разом. Вы кладете в чашку пакетик с байховым и цейлонским чаем, заливаете кипятком, а итог всегда один – кофе. Раздражает, правда? А если добавить масштаба и захотеть, например, автомобиль, а получить велосипед? Или захотеть поездку на Гоа, а на работе выдали путевку на Минводы? Нет, в Минводах тоже хорошо, конечно. Да и кофе не отрава. Но вы-то хотели выпить чай и полететь на Гоа. В какой-то момент желание делать что-либо вообще пропадает. И тогда обстоятельства сложатся так, что придется выживать. Да, мы, люди, прилагаем усилия в двух случаях. Если чего-то хотим или если вынуждены. Действуя по собственному желанию, мы получаем удовольствие от самого процесса. А если от нужды, думаю, вы сами понимаете, какой спектр эмоций при этом нас настигает.
Если наши мечты утрачивают смысл, остается только нужда. В какой-то момент все, чего мы желали, становится вынужденной необходимостью. Нужно поехать в отпуск. Сил ни на что не осталось. Нужно купить новую машину. Старая сломалась. Нужно заказать красивое платье. На работе корпоратив, на который совсем не хочется идти, но нужно. Удовольствие становится задачами, которые отравляют жизнь. Отпуск превращается в не самый приятный квест. Покупка машины — в решение бюрократических проблем, а выбор платья становится нудным и утомительным занятием. Еще и на празднике на него опрокинут коктейль. Если вы слушаете это и узнаете свою жизнь, скорее спешите исправить нарушение закона притяжения. Вы все равно получите то, чего вы хотите. Весь вопрос в том, что это будет для вас. Радость или нужда? Ничего не хочется. Еще я называю это отсутствием желания чего-либо достигать. Если получение того, чего хотелось, не приносит никаких чувств и эмоций, то зачем прилагать усилия? Наш мозг не любит разбираться в причинах случившегося, и он просто станет саботировать любую деятельность. Если вы ничего не хотите, значит, не позволяете себе получать то, что вам на самом деле нужно. Если вас не мотивирует покупка новых вещей, новые знакомства или достижения, значит, вы продолжительное время не награждали себя за победы исполнением своих желаний. Проблемы в личных и интимных отношениях. Кому понравится общаться с вечно недовольным человеком? Кстати, это одна из главных причин одиночества. Отношения между людьми изначально ориентированы на обмен энергией. А кто захочет обмениваться с тем, кто не готов ее принять? Дай мне то, не знаю что. Но я это не возьму, потому что не знаю почему. Обычно так выглядит общение с тем, кто нарушил закон притяжения. И явно не случайно, если в вашей жизни появился такой человек, значит, вы его притянули. А если притянули, где-то нарушаете закон и вы сами. Что же до интимной части жизни, второй закон связан со второй чакрой. Она отвечает за получение удовольствия и за сексуальную энергию. И здесь есть прямая зависимость. Чем меньше вы наслаждаетесь жизнью, тем меньше у вас сексуальной энергии. В какой-то момент ее становится так мало, что интимные отношения становятся возможны только для продолжения рода, потому что нужно. Это уже не радость, а нужда. Но даже это получается не всегда. Депрессивные расстройства и подавленность. Очевидно, что появляются они не только из-за нарушения закона, но часто являются симптомом. Если человек ничего не хочет, он ничего не делает, следовательно, не генерирует энергию, и тогда он попадает в зону риска выживания. Возникает чувство ненужности и бесполезности. Собственно, именно это часто приводит к депрессивным расстройствам, подавленности и апатии. Тут я должен оговориться, что глубокая депрессия – это повод обратиться к психотерапевту. Здесь нужна помощь профессионала. Берегите себя. Исполнение желаний. Неотъемлемая часть закона притяжения – исполнение желаний. Да, мечты способны становиться реальностью самым неведомым образом. Главное знать, как работает механизм намерения. Он состоит из ваших чувств и точного понимания, что вы хотите. Чтобы притянуть в жизнь желаемое, нужно понимать, что вы на самом деле ощущаете от объекта мечтаний, какие эмоции он у вас вызывает. Сейчас поясню. Прикоснитесь к тому, чего вы хотите. Возьмите автомобиль на тест-драйв, поезжайте в тот район города, где хотите купить квартиру, или рассматривайте картинки островов, куда вы мечтаете отправиться в отпуск. Спросите себя, что вы чувствуете? Те ли это эмоции, которые вы так хотите прожить? Откликается ли сердце учащенным стуком? Расплываются ли губы в улыбке?
Если ответ положительный, соберите максимум информации об объекте и составьте план из 2-3 шагов, которые уже сейчас могут приблизить вас к обретению мечты. Очень важный момент. Анализируйте не только чувства в момент получения желаемого, но и то, что вы можете испытать после этого. Если вдруг у вас проснулись чувства вины, страх или другие негативные ощущения, велика вероятность, что вам не удастся притянуть нужное. Если желание действительно ваше и вы готовы его принять, тогда вы будете испытывать вдохновение и удовольствие на всех этапах визуализации, от достижения до момента наслаждения результатами. Вселенная не слышит наших мыслей, она слышит только наши чувства. Мы притягиваем в свою жизнь только то, что чувствуем. Хотите исполнить желание? Проживите его и проверьте на практике. Совпадают ли ваши ощущения с тем, чего вы хотите? Совпадают? Действуйте. Нет? Ищите другую мечту. Скорее всего, она окажется лучше, чем то, что вы себе придумали. Страхи, провоцирующие нарушение закона притяжения. Как я уже упоминал ранее, таких страхов всего 5. Страх осуждения за получение удовольствия, страх пострадать из-за удовольствия, установка «отказ от желаемого в пользу нужного», установка «реализация в своей жизни чужих желаний», страх быть отвергнутым из-за удовольствий. Страх осуждения за удовольствие. Первый и один из основных страхов, который заставляет людей получать только то, что преподнесет жизнь. Как правило, от них можно услышать «а что люди скажут?». Большинство из нас неосознанно оглядываются на друзей и родственников, опасаясь, что своим счастьем могут их оскорбить. Люди чаще всего боятся зависти и поэтому ограничивают себя во многом. Фактически, это мало на кого из нас реально может повлиять, но человеку свойственно завидовать. Почему же мы инстинктивно так этого боимся? Причем настолько, что готовы отказаться от желаемого, лишь бы никто не узнал. Осуждение за удовольствие действительно могло привести к гибели человека в прошлом. А если это опасно, значит нужно сделать все, чтобы этого избежать. Скорее всего, эта установка укоренилась в головах наших предков в период с 1917 по 1960-е годы. Исторические потрясения исключали получение удовольствия. То революции, то голод, то войны, то снова голод. Не до наслаждений. А если человек идет по улице довольный или всем показывает, как он радуется жизни, это подозрительно, аморально и вообще неправильно. Он должен жертвовать собой ради тех, кто страдает и выживает. Так появилось целое поколение людей, которые заняли позицию выживания, потому что она казалась им более безопасной. А безопасно – это хорошо. Значит, нужно передать этот опыт потомкам. Те, кто сможет избавиться от этого страха, станут неуязвимыми к чужой зависти и больше не будут оглядываться на чужое мнение. Страх пострадать из-за удовольствия. Он вытекает из первого страха как следствие. Допустим, вы хотите новую сумку, но боитесь, что ее украдут. С такой мотивацией у вас не появится новой сумки. Но разве наш мозг осознает, почему именно этого он боится? Скорее он скажет вам: это слишком дорого, но вот куда мы пойдем с этим Луи Виттон? Зачем нам такая машина? У нас же дороги плохие. Или ну куда ты это наденешь? Да, наш мозг иногда похож на ворчливую старушку с манией контроля. И все эти внутренние вопросы — оправдание страха пострадать из-за удовольствия. Вся жизнь — это риск, но это не повод отказывать себе в исполнении тех желаний, которые нам доступны уже сейчас. Эта генно-родовая установка прочно засела в людях в период раскулачивания. Времена были непростые. Человек просто идет по улице и улыбается, например, погода хорошая, солнышко светит и птички поют.
Сосед смотрит из-за забора на эту беззаботно улыбающуюся физиономию и думает: надо бы написать донос. Чего такой довольный? Наверняка украл что-то. А революционной комиссии разбираться некогда. Не глядя, сошлют в Сибирь. Вот и научились люди ходить хмурыми, а удовольствие свое показывает только в узком кругу самых близких. В мире считают, что русские всегда недовольные и насупленные. Это правда. Такая уж у нас история. Если человек боится негативных последствий своего желания, он сделает все возможное, чтобы оно не исполнилось. Обратите внимание, что здесь я имею в виду активное действие. Он подсознательно будет препятствовать обретению желаемого, даже если оно упадет ему в руки. Установка «отказ от желаемого в пользу нужного». Представьте, вы имеете все ресурсы на исполнение своей мечты, но ваш ум говорит, что это нерационально и требует потратить деньги на что-то более важное. И если вы поддадитесь этой манипуляции и согласитесь на меньшее, то цепочка закона притяжения будет разрушена. Цепочка — это последовательность, в которой вы раз за разом получаете то, чего хотите, до первого неверного выбора в пользу отказа от желания. Если вы зарабатывали деньги на новое пальто, но в итоге решили переклеить обои в гостиной, а пальто мечты купить потом, то это потом никогда не наступит. Вы так и будете с трудом зарабатывать на нужные вещи, а желания останутся желаниями и никогда не воплотятся. Нужное никогда не заканчивается, а вот мечты имеют срок годности. Ведь мечты — это энергия, которая нам нужна здесь и сейчас для развития и роста. Но не бойтесь, что тогда вы будете в пальто, но останетесь без новых обоев. Вы сможете направить ту энергию, которую получите от реализации желания, на такие нужные виниловые рулоны. Поэтому это и называется цепочкой закона притяжения. Установка «реализация в своей жизни чужих желаний». Это значит, что вы мечтаете о чем-то, что есть у других. Не потому, что вам этого действительно хочется, а потому, что вы не хотите быть хуже других. Такой мотив приводит к одноразовым желаниям и наполнению вашей жизни чужими событиями и испытаниями. Когда вы достигаете не своих целей, Вселенная не дает за них энергию. В какой-то момент человек перестает понимать, чего хочет сам, и возникает чувство, что исполнение любого желания решает ту или иную проблему, но не приносит никакой радости. Страх быть отвергнутым из-за удовольствий. Допустим, вы любите картофель фри, но всегда заказываете фуагра, потому что так принято в обществе, которое вас окружает. Вы любите Рамштайн, но вынуждены слушать оперы Верди и Пуччини, потому что ваш партнер считает тяжелый рок музыкой для отсталых. Слушая любимую группу, вы рискуете остаться без партнера, а уплетая картошку фри, пасть в глазах окружения. Вы, наверное, сейчас улыбаетесь от излишнего драматизма ситуации, но такое встречается повсеместно. Очевидно, что это иллюзия, но она очень сильно влияет на принимаемые нами решения и лишает большого количества удовольствий. В итоге человек перестает понимать, чего ему вообще хочется от жизни, и становится вечно недовольным. Потому что и картошку нельзя, и фуагра уже опротивило. Мы разобрали все страхи, которые провоцируют нарушение закона притяжения. Как видите, это очень приятный закон, соблюдение которого, не побоюсь этого выражения, делает жизнь прекрасной. Поэтому избавляйтесь от этих страхов и установок, чтобы ваши желания исполнялись должным образом. Практика. Практика избавления аналогична той, что мы уже делали в предыдущей главе. Только на сей раз список страхов будет такой. Страх осуждения за получение удовольствия, страх пострадать из-за удовольствия, установка «отказ от желаемого в пользу нужного», установка «реализация в своей жизни чужих желаний», страх быть отвергнутым
из-за удовольствий. А дальше нас ждет закон баланса. Делайте практику и встретимся в следующей главе. Глава 3. Закон баланса. Баланс рождается при наличии связи между тремя телами – физическим, ментальным и духовным. Одна моя клиентка Светлана с головой окунулась в духовное развитие. Чтение мантр, ретриты, медитация, йога, правильное питание. Окунулась не от хорошей жизни. Когда стресс накрывает как цунами, только тогда мы почему-то задумываемся о душе. Светлана выгорела от работы. Классическая история любого карьериста, когда уже можешь себе позволить что угодно, но радости от этого нет никакой. Я помню, как покупала себе новый «Мерседес», о котором давно мечтала. Машина была обвязана большим красным бантом, с потолка сыпались конфетти, а радостные менеджеры салона поздравляли меня, хлопали, даже ключи вынесли на специальной подушечке. А я стояла посреди этого праздника жизни и не была его частью. Я ничего не чувствовала. Вообще. После этого случая Света бросила работу, огромную квартиру в центре, новенькую машину, светские приемы и фуршеты и пустилась в духовные поиски. Перепробовав всевозможные практики, от распития аюаски с шаманами в джунглях Перу до йоги на Бали, счастья и гармонии она так и не нашла. Деньги стали заканчиваться, а с помощью медитации пополнить банковский счет невозможно. Теперь Света выгорела уже от духовного развития. Как такое вообще возможно, спросите вы? Возможно, если нет в жизни баланса. Причина ее выгорания была в том, что она постоянно боялась чего-то не успеть. Любую задачу штурмовала так, будто от этого зависел исход какой-то известной только ей одной войны. Сотни дедлайнов в ежедневнике, бесконечные совещания с командами разработчиков и решение задач до глубокой ночи. Из офиса бегом домой, из дома бегом в офис. Бесконечная спешка и никакой личной жизни. На нее просто не оставалось времени. В тот момент это казалось нормой, словно и не было другого сценария. С духовными поисками случилось то же самое. С утра до вечера медитация, йога, питание по времени и чтение развивающей литературы. Опять до глубокой ночи, опять бегом, бесконечные перелеты от одного места силы к другому, плотный график духовного развития, в котором не осталось времени на жизнь. Когда мы проработали страх не успеть жить, в сердце Светланы воцарилась гармония. Она вернулась на работу, продолжила заниматься йогой, обрела любовь. Как сказала она сама, мне кажется, я подчинила себе время. Теперь все успеваю, даже иногда могу позволить себе сидеть с чашечкой кофе и просто смотреть в окно, ни о чем не думая. Только избавившись от страха и объединив развитие духовное, интеллектуальное и физическое, Света наконец смогла действительно пойти вперед. В жизнь вернулся баланс, а с ним и смысл. Закон баланса менее известен, чем два предыдущих. Подсознательно его соблюдают лишь около 30% людей. Чаще всего с ним сталкиваются предприниматели, вынужденные выполнять огромное количество разноплановых задач. Если вы хотите решить проблему с тайм-менеджментом, то научитесь соблюдать этот закон. Он заменит любое планирование и тщетные попытки распределить свое время. Люди, соблюдающие закон баланса, все успевают. У всех нас есть только 24 часа в сутках, но некоторые используют это время эффективнее других. Оттого кажется, что они живут на какой-то другой планете с совершенно иным таймингом. Занимаются спортом, воспитывают детей, ведут бизнес, ходят по ресторанам, по вечерам читают книги, а по выходным пишут картины маслом. В то время как другие, только поднявшись с кровати, не успевают моргнуть, и вот уже пора ужинать и спать. Какой тут спорт, какие картины? Весь секрет в нашем восприятии времени. Когда ум переходит в состояние блуждания и тревожится по какому-то поводу, человек теряет связь с реальностью
погружается в свои мысли и утрачивает ощущение здесь и сейчас. Некоторые по много лет пребывают в таком состоянии, а потом внезапно приходят в себя. А годы-то уже пролетели, их не вернуть. Да и на мечты ресурса не осталось. Быт медленно забирает все свободное время, а жизнь похожа на старую игру электроника, где волк из мультфильма «Ну погоди» ловит в корзину падающие яйца. Каждое такое яйцо — это задача, которую нужно решить. Скорость жизни увеличивается, задач становится все больше, и в конце концов уже не понимаешь, за что хвататься. Яйца падают мимо корзинки и бьются. Уникальность нашего ума состоит в том, что при большом числе задач мышление способно оптимизироваться. И отличие людей успешных от менее успешных лишь в том, что первые умеют находить самые короткие пути из точки А в точку Б, то есть к своей цели, и рационально расходовать энергию. Чтобы быстро реагировать на переменчивый мир, нужно быть в состоянии баланса. Жизнь как самокат. Поймал равновесие, тогда поехал. Еще это называется состоянием потока. Люди отправляются в далекие ашрамы, проводят месяцы в медитациях, где ищут причину потери жизненного баланса. Вам это не нужно. Достаточно понимать третий закон Вселенной и соблюдать его. 3 тела человека. Начнем с того, что каждый из нас состоит из 3 тел. Физического, собственно, само наше тело с кожей, органами, волосами, зубами. Ментального — это ум, все наши убеждения, знания и когнитивные способности. И 3-го тела — духовного. Для него есть и другие названия — биополе, аура, душа. Развитие начинается в тот момент, когда мы находим баланс на всех 3 уровнях. Если этого не происходит, человек постоянно приспосабливается к обстоятельствам. Либо вы управляете своей жизнью, либо она управляет вами. Вспомните закон притяжения. Все события мы создаем сами, а значит и распоряжаться ими нам же. Жизненный баланс рождается только при наличии полноценной связи между 3 телами — физическим, ментальным и духовным. Развитие человека также должно идти одновременно на 3 уровнях — физическом, ментальном и духовном. Если вы получаете много знаний, ментальное тело, но не применяете их на практике, физическое тело, то развития не будет. И наоборот, если вы активно действуете, но не имеете достаточного количества информации, то результат труда будет нулевым. Если вы владеете нужными знаниями, ментальное тело, применяете их, физическое тело, но ничего не чувствуете, духовное тело, то в какой-то момент вы придете к выводу о том, что жизнь пуста и бессмысленна. Удивительная штука. Если мы не ощущаем сердцем результата своего труда, если внутри нас ничего не отзывается, не наступает то самое чувство удовлетворения, «я молодец, я сделал нечто важное», то в какой-то момент пропадает мотивация к действию. Дофаминовая цепочка разрывается, и то, что раньше вдохновляло нас и побуждало вставать с кровати по утрам, становится обязательством. Дофамин – гормон и нейромедиатор, который производится эндокринными клетками головного мозга. Вырабатывается, когда мы чувствуем радость и удовлетворенность. Примечание автора. А что, если это произойдет тогда, когда вы только-только начали реализовывать задуманное? А если вы с десяток лет создавали империю и в какой-то момент перегорели? На вас свалится лавина обязательств и попросту перекроет вам кислород. Многие люди, живущие согласно первым 2 законам Вселенной, способны зарабатывать много денег. Те, кто познал закон притяжения, богатеют, чтобы получать удовольствие. Те, кто соблюдает закон свободы воли, чтобы обеспечить свое выживание. Но что, если все удовольствия познаны, а выживать нет необходимости? Что дальше? Где искать реализацию? А вот нигде. Очень похоже на кризис среднего возраста, правда?
В этой главе мы будем много говорить о деньгах и самореализации, ведь третий закон Вселенной в большей степени отражается на этих сферах жизни. Он связан с третьей чакрой, которая отвечает за коммуникации с внешним миром. При соблюдении закона баланса человек приближается к своему предназначению создать нечто такое, что останется в вечности. Неуловимый смысл жизни, который мы так отчаянно ищем с детства и до момента смерти, начинается с этого закона. Мы по отдельности рассмотрим каждое из трех тел, чтобы вы поняли, где именно закрепился ваш жизненный дисбаланс, если таковой у вас есть. Человек может считать, что у него проблемы с телом, а на самом деле с душой. Или он может думать, что у него что-то не то с количеством компетенций, а на самом деле тело его физически слабое, поэтому оно не готово пропускать через себя много эмоциональных импульсов. Применение любого знания – это психосоматическая нагрузка. Когда мы думаем, наше тело напрягается. Нет, конечно, если вы будете нагружать себя только физически и нарастите стальные мышцы, это тоже будет нарушением баланса. Ваше тело перебросит все ресурсы на силовые нагрузки, тогда как ум перестанет быть пластичным и открытым новым знаниям. Все должно быть в равновесии. Рассмотрим причины нарушения закона баланса в каждом теле. Физическое тело. В моей практике была такая история. На консультации передо мной сидел собственник крупного бизнеса, солидный мужчина. Строгий костюм и галстук, лакированные туфли, золотые часы. Он рассказывал, с какими трудностями сталкивается его фирма. И, слушая его, я не находил тому никаких объективных причин. Ни он сам, ни его ключевые сотрудники тоже не улавливали никакой логики. Отчего же все катится под откос? И когда все земные версии неудач были отметены, владелец бизнеса обратился ко мне, экстрасенсу. К слову, по факту лишь 5% случаев из моей практики в итоге имеют какую-то мистическую основу. Обычно все сводится к нарушению законов Вселенной. Я заметил, что все причины неудач в фирме происходят из-за руководителя. То документы не подпишет вовремя, то поругается с заказчиком, то уволит не того человека. Со стороны действительно похоже на мистическое стечение обстоятельств, ведь на самом деле он был отличным управленцем. А неверное решение всегда принимал ближе к концу дня. Что же это за потусторонние силы такие, которые норовят подпортить жизнь в этой компании только ближе к закату? Это было странно. Консультацию мы проводили тоже вечером, и я заметил, как клиент порой меняет позу, как будто стараясь снять нагрузку с ног. Знаете что, Павел? Давайте так. Походите-ка вы неделю на работу в кроссовках. Что? — опешил он. Он был человеком старой закалки, глубоко убежденный в том, что солидный вид — причина, по которой его уважают партнеры и слушаются подчиненные. Просто попробуйте. Если ничего не изменится, я верну вам стоимость моей консультации в двойном объеме. С сомнением он все же согласился. А через неделю позвонил мне в полном восторге. «Сергей, это просто чудо какое-то. Оказывается, туфли и правда были для меня слишком неудобными. Как только я пришел в кроссовках, в этот же день заметил, что и кресло в моем кабинете жутко некомфортное. А стол? Я же постоянно задевал коленкой ящик. Зато дорогой, солидный, с мрамором, но такой неудобный. Оказалось, что проблема решается просто и банально. Туфли так сильно сжали владельцу бизнеса, что приводили его в раздражение. Со временем он смирился с неудобной обувью и перестал придавать этому значение. Как и с неудобным, но дорогим и внушительным креслом, и таким же столом. Он годами нарушал закон баланса. Раздражение приходило ближе к вечеру, когда кровообращение в ногах ухудшалось, и неправильные решения каждый раз приводили его к неприятностям, а компанию — к убыткам. В кабинете сделали перестановку и обставили его комфортной мебелью, а всем сотрудникам отныне разрешалось носить свободную и удобную одежду.
Прошло всего пара месяцев, и оборот бизнеса увеличился в 7 раз. Баланс на уровне тела теряется из-за неудобной одежды, обуви, мебели и всего, что создает вам дискомфорт. Сюда же относятся любые болезни, которые нет времени лечить, и слабый организм. Если физически вы чувствуете себя без сил, если вам некомфортно в собственном теле, лишний вес, постоянно напряженные плечи и тому подобное, то удержать баланс будет невозможно. При интеллектуальных нагрузках мы забываем о своем теле. Вспомните, когда мы читаем, оно иногда затекает и даже может онеметь. Если книга интересна, и мы полностью погружены в текст. Мы начинаем менять позу, крутиться на диване или разминаться автоматически. Когда мы сильно чем-либо увлечены, то перестаем контролировать состояние физического тела. Что бы такого ни происходило, позаботьтесь о себе, обеспечьте себя комфортом. Иначе дофаминовая цепочка быстро разрушится, и пропадет желание продолжать то, чем вы занимаетесь. Ментальное тело. Ментальное тело — это ваш ум и все, о чем вы думаете ежедневно. Нарушить баланс на этом уровне очень просто. Достаточно получить какую-то ненужную вам информацию, которая вас взволнует, и все, баланс потерян. Представьте, вы решаете важную рабочую задачу. Вам даже пришла в голову классная идея, и вдруг коллега зачитывает вам какую-то новость из интернета. Она вас совершенно не касается, но на эмоциональном уровне все-таки задевает. И вот вы уже забыли о своей классной идее. Это и есть нарушение закона баланса. Наш жизненный путь состоит из поступков. Поступки же рождаются из мыслей. Если вы думаете о своей жизни, то действуйте в сторону ее улучшения. Если же ваш ум занят чужими событиями, проблемами, лишней для вас информацией, ваша жизнь встанет на паузу. Чужие убеждения. Это первый фактор, провоцирующий нарушение закона баланса на уровне ума. Когда вы руководствуетесь не своими убеждениями, возникает дискомфорт. Допустим, начальник вам сказал, что за столом нужно сидеть исключительно с прямой спиной. Такой прямой, как будто швабру проглотил. И теперь, вместо того, чтобы погрузиться в работу, вы все время думаете о ровной спине, а не о деле. В какой-то момент чужие убеждения, чаще всего ложные, ведь еще непонятно, что важнее — сидеть час так, будто швабру проглотил, или выполнить рабочую задачу за 10 минут, пусть и скрючившись, становятся частью жизни и только мешают достигать целей. И ладно, если бы речь всегда шла о таких мелочах, как прямая осанка. То, что правильно для других, для вас может быть бесконечным источником неудобств, которые мешают жить комфортно и соблюдать жизненный баланс. Хорошо. Пусть ровная осанка важна для здоровья, и вечно сидеть скрючившись все-таки не на пользу вашей спине. Но возьмем бизнесмена из нашей истории. Он носил строгий костюм, неудобные туфли и удушающий галстук только потому, что так надо для успешного ведения дел, в чем его когда-то убедил. Для каждого человека существует свое «правильно», которое помогает соблюдать жизненный баланс и жить комфортно. Родовые установки. Второй фактор — это родовые установки. Это то правильно, которое вы унаследовали от родителей, в процессе воспитания или же бессознательно перенимая привычки взрослых. Пить чай горячим или холодным, заправлять кровать так, а не иначе и тому подобное. Мы редко заостряем внимание на всех этих мелочах, но, возможно, следуя привычкам родителей, вы лишаете себя жизненного баланса. Проанализируйте свой быт. Вдруг окажется, что вам на самом деле не нравится разбавлять чай холодной водой. Все это влияет на ощущение равновесия. Правильно
Это когда вы выполняете действия так, как вам удобно и комфортно, а не так, как вам когда-то показали. Страхи. Третий фактор – страхи. О них мы еще подробно поговорим дальше. Я дам вам список всех страхов, провоцирующих нарушение закона баланса. Духовное тело. Третье тело – духовное или энергетическое. Биополе, аура или душа. Называйте, как вам комфортнее. На этом уровне из состояния баланса выводит вовлеченность в чужие энергии и агрессивная внешняя среда. Вовлеченность в чужие энергии – это ситуация, когда кто-то рядом с вами делится плохими новостями, переживаниями, транслирует негативные эмоции. Например, вы стоите в очереди на кассу магазина, настроение у вас хорошее, и вдруг человек, стоящий перед вами, закатывает скандал с продавцом, с криками и ненормативной лексикой. Если вы как-то отреагируете на ситуацию, вступите в спор, то утратите баланс. А если проигнорируете, понимая, что происходящее вас никак не касается, тогда ваше равновесие останется при вас. Никогда не стоит примерять на себя чужие неприятные ситуации. То, что происходит в жизни других, это последствия их мыслей, чувств и поступков. Это их выбор. Агрессивная внешняя среда – это ситуация, когда вокруг вас образуется общество с эмоциональным уклоном в негатив. Например, коллеги на работе постоянно обсуждают проблемы, неприятные социальные события, пересказывают драматичные истории и всячески сгущают тучи. В такой обстановке очень легко потерять баланс. Сначала вы на уровне чувств ощутите тревогу. Это значит, что вы поймали энергию низких вибраций, а следом начнете сами думать о чужих проблемах. Думать о чужих проблемах не равно решать их. И справляться со своими трудностями через чужие тоже не получится. Уж точно не у себя в голове. 3 врага закона баланса. Лишние вещи. Если в вашей квартире склад из ненужных вещей, которыми вы пользовались всего пару раз, то баланса в жизни достичь будет очень сложно. В 2010 году группа ученых изучала семейные пары Лос-Анджелеса, в которых оба родителя работали и имели хотя бы одного ребенка школьного возраста. Выяснилось, что у женщин, которые признавали, что их дом набит хламом, и понимали, что все это нужно убрать, уровень кортизола постепенно увеличивался в течение дня. Кортизол – гормон, образующийся в коре надпочечников во время стресса. Причем достаточный уровень стресса наблюдался уже с утра, когда человек, по идее, должен быть доволен жизнью после ночного сна. У тех же, кто совершенно не переживал из-за бардака, в большинстве своем это были мужчины, уровень кортизола, наоборот, снижался к вечеру. Оказалось, что беспорядок каждый воспринимает по-своему. Специалисты предполагают, что это связано с тем, что уборка жилья обычно ложится на плечи жены, и делать это приходится после трудового дня. А те мужчины, которые все же занимаются работой по дому, обычно не тратят на наведение чистоты так много времени, как их супруги. Далеко не всех участников раздражала обувь, разбросанная в прихожей, или горы журналов на кофейном столике. Но женщины больше мужчин жаловались на обилие вещей, и уровень стресса у них оставался высоким. Ученые стали размышлять, почему же в этом случае отмечается такой сильный эмоциональный отклик. Они связали это с тем, что в обществе давно закреплено понятие дома как место, куда мы приходим отдохнуть и набраться сил. Но если жить посреди завалов из ненужных вещей, эти ожидания не оправдываются. Очень сложно расслабиться в течение дня, когда вечером вас ожидает беспорядок, требующий, чтобы его разобрали. Лишние вещи приводят к неразберихе, а та, в свою очередь, приводит к стрессу. И вот мы уже лишились жизненного баланса. Логика достаточно проста. Лишние люди.
У каждого есть в жизни школьная подруга, жалующаяся на своего мужа, коллега, без устали пересказывающая криминальную сводку района, или назойливый сосед, жаждущий поделиться слухами про жильцов дома. Все, что вам неинтересно и заставляет вас терпеть общение из вежливости, выводит вас из равновесия. Вы имеете право не слушать то, что вам не нужно. Вы имеете право не разговаривать с теми, кого не хотите слушать. Это может показаться неприличным, зато будет честным. Просто постарайтесь выйти из ситуации как можно вежливее, например, сославшись на неотложные дела. Лишние мысли. Очевидно, что проблема нехватки пресной воды в странах Африки очень важна. Но можете ли вы ее решить, думая о ней в Нижнем Новгороде? Одно дело, если с этим связана ваша работа. Вы ученый или изобретатель, который придумывает устройство, способное собирать концентрат воды из воздуха. Или вы меценат, спонсирующий такие исследования и разработки. В остальных случаях вы просто отвлекаетесь от реальных задач и теряете жизненные силы. В умеренной дозировке размышления над глобальными вопросами человечества, не касающимися нашей жизни напрямую, бывают полезными. Но когда в вашей голове роятся мысли о причинах распада Югославии, статистика вспышки чумы во Франции в средние века и методы размножения кенгуру в неволе, размышлениям о собственной жизни не остается места. Симптомы нарушения закона баланса. Нет ощущения жизненной стабильности. Этот симптом отличается от состояния при нарушении закона свободы воли. Если там человек тревожится о стабильности по независящим от него причинам, то при нарушении закона баланса он боится, что без его действий жизнь рухнет не только его, но и окружающих. Поэтому нужно работать 7 дней в неделю без сна и отдыха, иначе солнце завтра не встанет. А лучше вообще не ложиться, чтобы все проконтролировать. Так жизнь превращается в бесконечную череду обязательств и борьбу с трудностями. Комфортное и плавное развитие в такой ситуации невозможно, а нагрузка становится только больше. С такой позиции человеку даже не приходит в голову, что процессы как-то можно оптимизировать. Часть рабочих задач делегировать помощнику, доверить выгул собаки уже взрослому сыну, позволить супруге отогнать машину на шиномонтаж. Человеку кажется, что он отвечает абсолютно за все в этом мире, и кроме него никто не справится. Даже в вопросах контроля за дневным светилом, которое без его чуткого руководства может и опоздать. Конфликты с окружением. Проблемы с карьерным ростом. Природа сказала: все люди одинаковые, все вокруг точно такие же, как и ты сам. Она подкинула нам такое убеждение, чтобы мы считали, что окружающие мыслят одинаково, иначе человечество уничтожило бы себя как вид. Если кто-то нарушает закон баланса, то он начинает подталкивать к этому остальных. Вот я работаю сутками, а вы, лентяи, не хотите. Для вас стараюсь, неблагодарные. Неизбежно возникают конфликты, когда человек, не умеющий отдыхать, заставляет других работать 24/7 или постоянно ему помогать и терпеть его истерики из-за усталости. В отношениях это заметнее всего, когда один партнер обвиняет другого. «Я ради тебя стараюсь, жертвую всем, почему-то и с друзьями не встречаюсь, и на рыбалке давно не был. Да я на работе упахиваюсь, как конь, и все для тебя, а ты не ценишь». Деятельность, при которой вы кладете себя на жертвенный алтарь ради кого-то, бесполезное приношение. Самое бессмысленное, что может сделать один человек ради другого, погибнуть. Конечно, речь не идет о спасении из горящего дома и других проявлениях героизма. Отсутствие признания ваших успехов. Если кто-то строил дом, а в процессе разрушил 2 соседних, он не молодец с золотыми руками, а человек, создавший неприятности. Тот, кто нарушает закон баланса,
всегда убежден, что действует правильно, благородно и на пользу другим. Чем тяжелее его работа, тем более благодатной он ее считает. Чем больше он страдает в процессе, тем якобы больше пользы приносит. Фактически, он причиняет одни неприятности и вызывает негативные эмоции у окружающих, которые никогда не оценят его достижений. Если вы чувствуете, что ваши усилия пропадают напрасно, хотя вы выворачиваетесь наизнанку, то вы нарушаете закон баланса и многое разрушаете, пытаясь что-то создать. Спросите себя, находятся ли в гармонии три ваших тела: физическое, ментальное и духовное. Нервные расстройства и панические атаки. Это очевидное следствие постоянного напряжения и чувства непомерной ответственности перед другими. Панические атаки и неврозы могут возникать от непроходящего страха за свои поступки. Что-то я сделал не так, недостаточно, плохо. Надо вернуться и все переделать. А то мало ли что. Берегите себя. А если расстройство глубокое мешает вам жить, обратитесь к специалисту. Проблемы с пищеварением, расстройство пищевого поведения. Закон баланса регулирует взаимодействие энергии третьей чакры. Когда человек не следует этому закону, ему необходимы постоянные пищевые компенсации. На работу и самореализацию расходуются тонны эмоциональной энергии, а потребляется физическое. Съесть бургер на ходу, а потом пельмени с майонезом ближе к полуночи. Появляются проблемы с лишним весом. Можно попробовать заменить еду медитацией, но лучше всего соблюдать закон баланса. Гнетущие финансовые обязательства. А как я зарплату всем выплачу, если не буду работать до утра? А кушать мы на что будем, если я позволю себе отдых? Эти фразы прямо указывают на нарушение закона баланса. Человек, сам того не замечая, набирает обязательств, которые начинают его угнетать. Причем либо он на самом деле берет на себя намного больше, чем в состоянии вывести, либо считает невыносимыми уже имеющиеся долги, с которыми он мог бы довольно быстро разобраться, находясь в состоянии равновесия. Страхи, провоцирующие нарушение закона баланса. Их всего 5. Страх непризнания, страх чего-то не успеть, страх быть отвергнутым обществом, страх потерпеть неудачу, страх предательства. Страх непризнания. Когда человек боится, что его карьерные или личные достижения не признают, он фокусируется на том, чтобы всем доказывать свою ценность. Жизнь превращается в бесконечные поиски тех, кто поставит оценку за труды, и в тотальный трудоголизм. Обычно трудоголиками становятся еще в детстве, когда родители демонстрируют свою любовь к ребенку только за какие-то достижения. «Петя, принесешь 5 по математике, будешь самым лучшим на свете, и на выходных мы пойдем в зоопарк». А Петя принес 3. Нет, родители его не били и не ругали особо, просто мама не разговаривала с ним за ужином, а отец отказался почитать вместе книжку про динозавров перед сном. Так формируется убеждение. Если мой успех признают, тогда и только тогда меня будут любить. Взрослый Петя даже представить не сможет, что его можно любить просто так, а не за 5. Из таких детей вырастают безумные карьеристы, которые думают, что другим от них нужны только деньги и достижения. Сам страх заставляет требовать от окружающих заботы, внимания и любви за любые успехи, часто напрямую с этими окружающими даже не связанными. Страх чего-то не успеть. Если вы превратили свою жизнь в гонку, то вы заранее уже проиграли. В жизни всегда найдется кто-то быстрее, лучше и успешнее, и это нормально. Победив на одной трассе, вы, не снижая скорости, попадаете на более сложную, и так до бесконечности. Вот сейчас все сделаю и начну жить.
Вот сейчас доведу доход до 100 тысяч, миллиона, 10 миллионов и начну жить. Не начнете. Солнце никогда не торопится, и ему как-то удается 4 с лишним миллиарда лет показываться из-за горизонта. И стоять на рассвете перед окном не надо, чтобы в этом убедиться. Пока вы боитесь чего-то не успеть, то теряете контроль над одним из 3 тел – физическим, ментальным или духовным. И чем выше скорость вашей гонки, тем сложнее управлять балансом жизни. Страх быть отвергнутым обществом. Многие теряются и тонут в собственной жизни, боясь утратить авторитет, влияние, тем самым нарушают баланс одного из тел. Чаще всего забывают о душе. Почему-то нам, людям, проще всего забить именно на нее. В итоге век прожит, карьерных достижений много, и для всех человек был хорошим и успешным, а своей жизни даже не видел. Помните, что наша жизнь — это родные и близкие, а все остальные люди — лишь временные персонажи на пути бесконечных перерождений. Мы не можем подарить наш успех всему миру, конечно, если вы не гений своего времени, как Никола Тесла или Альберт Эйнштейн. Поэтому не стоит бояться того, что мир нас, безуспешных, отвергнет. Миру, по сути, на нас наплевать, в отличие от близких, которым мы нужны счастливыми, здоровыми и сбалансированными. Страх потерпеть неудачу. Этот страх тоже родом из детства. Дети, которых часто ругали за неудачи, вырастают правильными и очень трудолюбивыми. Они готовы сутками напролет добиваться лучшего результата, полностью забывая о своем теле, потребностях и близких людях. Пропустить обед – легко. Снова не попасть на утренник к дочери в детский сад – не впервой. 8-я чашка кофе за день – но работать-то как-то надо. Лишь бы достичь цели, лишь бы не провалиться. В итоге такие достижения заканчиваются болезнями, конфликтами и постоянными внутренними противоречиями. Страх предательства. Этот страх связан с постоянным контролем. Если я не буду много работать, то потеряю авторитет, а враги или конкуренты тут как тут воспользуются моей слабостью. Когда человек опасается предательства, ему необходимо работать без перерыва, решать нескончаемые трудности и совсем нельзя притормозить. Он перестает жить своей жизнью, постоянно оглядывается по сторонам и везде ожидает подвоха. Практика. Таковы основные страхи, провоцирующие нарушение закона баланса. Практика их проработки аналогична той, которую мы уже делали в главе 1. Другим будет лишь список генно-родовых установок. Страх непризнания, страх что-то не успеть, страх быть отвергнутым обществом, страх потерпеть неудачу, страх предательства. Но в этой главе у вас будут еще 2 дополнительных упражнения. Лишние вещи. Первое. Возьмите листок бумаги и ручку. Второе. Пройдитесь по своему жилищу и составьте список всех вещей, которые кажутся вам лишними. Как правило, если вы не пользовались чем-то больше года, такой предмет смело можно причислять к ненужным. Третье. Избавьтесь от всего лишнего. Продайте, выбросите, подарите тому, кому это пригодится больше, чем вам. Да, мы все любим уподобляться Плюшкиным и накапливать хлам. Но вы почувствуете себя свободнее, когда избавитесь от лишних вещей. Даже дышать станет легче. Четвертое. Сделали? Поздравляю. Вы освободили в своей жизни место для чего-то нового и прекрасного. Теперь ему есть куда прийти. Природа не терпит пустоты. Следующая практика значительно сложнее. Она подойдет людям с большим опытом визуализации и работы с подсознанием. Если вдруг не получилось с первого раза, попробуйте снова.
Рано или поздно это упражнение принесет свои плоды. Лишние люди. Первое. Возьмите листок бумаги и ручку. Второе. Закройте глаза и попросите себя увидеть людей, которые вносят дисбаланс в вашу жизнь. Ответ может прийти на уровне мысли. Ага, Маша, так и знал. Либо вы просто увидите какого-то конкретного человека. Третье. Попросите разум показать вам образами, что нужно сделать, чтобы эти люди не вносили дисбаланс в вашу жизнь. Ответ может также прийти как на уровне мысли, так и на уровне картинки. Возможно, кого-то вы захотите исключить из своей жизни. С кем-то нужно поговорить по душам. Кому-то вернуть то, что вы задолжали много лет назад. Кого-то простить. К каждому такому человеку свой подход. Четвертое. Составьте план гармонизации отношений со всеми этими людьми и следуйте ему. Имя и напротив инструкция, что нужно сделать, чтобы устранить дисбаланс. Пятое. Действуйте. Это сложное упражнение, но вытащив из подсознания всех людей, нарушающих ваше равновесие, и поняв, как это исправить, вы вернете гармонию в свою жизнь. Мы поговорили о законе баланса, а дальше нас ждет закон чувств. Готовьте свои сердца. Скоро им откроется новый мир. Глава 4. Закон чувств. Истинно лишь то, что мы чувствуем. Если человек постоянно сфокусирован только на своих мыслях, жизнь превращается в бесконечную тревогу. Тревога — это язык ума, чувство — язык души. Работа одной из моих клиенток, Оксаны, была связана с переводом документов с румынского языка на иврит. Она переводила архивы нацистских концлагерей для подтверждения зверств, которые там совершались. Это было нужно для узников, которые выжили в этих страшных лагерях смерти и теперь претендовали на материальную компенсацию от стран-агрессоров Второй мировой войны. Порядок работы был такой. Сперва Оксана переводила записи, а потом к ней приходили сами люди, пережившие все эти события. Они беседовали с ней и подтверждали то, что было задокументировано в архивах. Вроде бы типичная бюрократическая процедура, но с совершенно особым контекстом. Оксане было очень тяжело на этой работе. По ее словам, она даже хотела несколько раз уволиться. Постоянное перечитывание картин человеческих зверств создавало чудовищную нагрузку на психику. Каждый раз, когда ко мне приходили эти старички, а я знала, что с ними творили нацисты, мне было безумно их жаль, вплоть до того, что тряслись коленки, а сердце кололо. Все внутри сжималось, и я проникалась бесконечным сочувствием. Но где взять столько ресурса, чтобы вот так сопереживать каждому, кто приходит в мой кабинет? Это невыносимо. Все эти люди, сегодняшние глубокие старики, попали в концлагеря еще детьми. Читая в подробностях, как ребенок страдает в подобном месте, даже самый бесчувственный человек испытает боль. А потом еще нужно встретиться с ним вживую, выслушать из первых уст ужасающие рассказы об издевательствах, все зафиксировать. Тут даже бессрочный абонемент к психотерапевту не поможет. Но решение нашлось. Когда Оксана начала соблюдать закон чувств, перед ней открылась совсем иная картина происходящего. Она увидела, что перед ней сидит не страдающий ребенок, а старик, проживший долгую жизнь со своими заботами здесь и сейчас. Она увидела этих жертв концлагерей в настоящем времени. «Девушка, а можно нам чуть побыстрее закончить эту процедуру, а то у меня еще теннис сегодня, боюсь опоздать», заявил Оксане солидного вида 90-летний мужчина. Человек, который в детстве пережил бесконечный ужас, в глубокой старости не утратил любовь к жизни. Игра в теннис, а не зверство нацистов, были его сегодняшним днем.
Я перестала видеть в них страдающих от пыток детей. Передо мной теперь сидели люди, которые, вопреки всем испытаниям судьбы, продолжают жить. Жить и показывать пример того, как, пройдя любые трудности, можно сохранить оптимизм. Я перестала их жалеть, начала восхищаться их стойкостью. Сострадание сменилось вдохновением. Перестала думать и начала чувствовать. Следуя за разумом, Оксана видела те картины, которые он рисовал ей на основе документов. Ум всегда смотрел в прошлое, а сильные эмоции застилали густым туманом настоящее. Здесь нет места страданию, а там было наслаждение жизнью. Как только Оксана позволила себе чувствовать, боль растворилась. Работа начала приносить вдохновение. А мучение? Оно осталось в прошлом, на страницах архивов концлагерей. Соблюдение закона чувств открывает мир заново. Представьте, что вы живете своей обычной жизнью. И в один прекрасный день выходите на улицу, а там птички поют, солнце как-то ярче светит, прохожие улыбаются, и вообще все вокруг оказывается наполненным радостью. Нет, для этого вовсе не обязательно становиться диснеевской принцессой, и уж точно не нужно принимать ничего запрещенного. Достаточно начать соблюдать закон чувств, прекратить ставить в приоритет свои мысли, бесконечно пытаться понять этот мир. Это все равно недостижимо, его можно только почувствовать. Все мы живем в одном большом мире, но каждый в своем маленьком мирке. Не успели вы понять одного человека, как на пути возникает новый, а следом еще один. И чем больше примиряешься к людям, тем меньше остается понимания. Невозможно подобрать ключи ко всем, кого вы встречаете в жизни. Стольких ключей или отмычек попросту нет ни у одного из нас. Все попытки выглядят тщетными, человеческая суть слишком переменчивой, и в итоге мы приходим к тому, что пытаемся открыть других через призму самих себя. И здесь нас уже поддерживает природа с ее базовыми установками. Все люди одинаковые, все думают так же, как и ты. Главное, не поубивайте друг друга. Но шутка в том, что мы уже несколько ушли от животных основ и стали размышлять гораздо сложнее, чем первые Homo sapiens. Сегодня мы все думаем по-разному, и это окончательно запутывает все наши старания понять других людей. Мы все думаем по-разному, но чувствуем одинаково. Если бы люди больше доверяли своим чувствам, а не мыслям, жить стало бы проще. Мысли — это всего лишь оценка происходящего через призму прошлого. Выглядит это примерно так же, как пытаться смотреть современный фильм HD-качества на стареньком черно-белом телевизоре. Кино вы, конечно, увидите и сюжет поймете, но испытаете ли всю полноту эмоций? Скорее всего, нет. Усложним задачу. Вот вы посмотрели фильм на старом ТВ, а другой человек на современном. И вам обоим дали задание по мотивам просмотренного нарисовать цветной комикс. Как думаете, много будет различий между вашими работами? Истинно лишь то, что мы ощущаем. Сначала мы чувствуем, и только потом думаем. Мысли — это продукт наших впечатлений. Сперва мы считываем энергию пространства, а потом в закромах прошлого опыта начинаем искать похожие ощущения. Некоторые называют это интуицией, а кто-то просто говорит «я так чувствую» или даже «печенкой чую». Эмоция быстрее мысли. Наша душа заранее знает верное решение и то, что нам требуется пережить в той или иной ситуации. Если вы опираетесь лишь на мысли и игнорируете чувства, ум будет искать самый легкий путь. И он никогда не ведет к нужной цели. Например, вы решили купить квартиру. Давно пора обновить жилплощадь, ведь вы достойны большего, чем 33 квадратных метра в хрущевке. Да и чуйка говорит, что время пришло. Вы прицениваетесь к рынку недвижимости и находите два варианта. Дешевле и прямо сейчас, а второй дороже, сложнее и дольше. И вас почему-то больше привлекает именно второй вариант. Кажется лучше и комфортнее.
Если вы доверитесь уму, он сразу выберет первую квартиру. Наш мозг всегда отдает предпочтение самому быстрому пути к достижению цели. Напрягаться он не любит. Хочешь квартиру? Вот тебе квартира. Бери и переезжай хоть завтра. О чем еще думать? Если вы доверитесь чувствам, то, вероятнее всего, выберете второй вариант, то есть тот, который вам больше нравится. И пусть он выглядит сложнее в исполнении, но вы всеми фибрами души ощущаете, что это то, что вам нужно, и тянетесь именно к этой квартире. Когда мы принимаем решение, исходя из своего ума, мы всегда соглашаемся на меньшее. Мозг берет власть над нами в момент, когда мы перестаем доверять своей интуиции. И тем самым мы нарушаем четвертый закон Вселенной. Чувство — это бесконечный источник самой мощной энергии. Все, что создано чувствами, остается в вечности. Великие художники, музыканты, писатели, поэты, политики и вообще все люди, оставившие след в истории, действовали исходя из своих чувств. Раньше я часто задумывался, почему одни картины с виду совершенно обычные стоят миллионы долларов, а другие с более сложной техникой исполнения всего пару сотен. Тот же Казимир Малевич с его черным квадратом. Это ли искусство? Вы можете сказать, что это все маркетинг или давно укоренившийся способ отмывания денег для нечистых на руку бизнесменов, но разве я смогу так продвинуть свои детские каракули? Весь секрет в энергии, которую вложил автор в свое произведение. Импульс чувств, который он смог передать в нем. Тот самый, который люди, зрители, читатели, слушатели способны ощутить на себе и через столетия. Любой ценитель искусства скажет вам, что оригинал отличается особой энергетикой, и рассматривать того же Малевича, стоя перед самой картиной, совсем не то же самое, что разглядывать репродукцию в журнале. На глянцевых страницах это и правда всего лишь черный квадрат. Чем глубже и ярче вы способны чувствовать, тем больший след в истории вы оставите. В истории вашей семьи, города или целого мира это не так важно. То, что вы чувствуете, и есть ваша жизнь. Когда вы зимним вечером вспоминаете о прошедшем отпуске, вы всегда вызываете в памяти ощущения, а не факты. Восторг от красивого заката, а уж красный он был или оранжевый, какая разница? Радость от теплого песка под босыми ступнями. Ракушки там были? Неважно. Главное, тогда вам было хорошо. Мы редко помним свои мысли, но очень легко воспроизводим эмоции. И чем сильнее мы способны чувствовать, тем ярче эти воспоминания. Именно благодаря им жизнь кажется нам насыщеннее и ярче. Представьте, что вы способны чувствовать в 100, в 1000 раз сильнее. Насколько интереснее станет ваша история. Чем больше вы способны понимать чувства, свои и чужие, тем больше опыта получает ваша душа, а значит, она способна вобрать в себя больше энергии, переработать и следом отдать ее в этот мир. Когда вы начинаете реализовывать потенциал, события вокруг вас образуются моментально, и люди становятся лояльнее. Они тянутся к вам, прислушиваются к мнению и стараются заполучить ваше внимание. Когда человек ощущает по-настоящему, мир вокруг преображается. Все становится понятным и безопасным. Только так мы способны транслировать свою суть этому миру, а он ждет от нас этой уникальной энергии. Через поступки, слова, гениальные идеи, творчество или обычные разговоры по душам на кухне. Что нам дает соблюдение закона чувств? Осознанность. Для вас станет очевидным, почему другие люди транслируют те или иные эмоции, а значит, вы сможете быстрее находить с ними общий язык. Например, ваш ребенок пришел из школы в плохом настроении. Говорит, что из-за учебы, мол, математичка сегодня на всех ругалась без повода. Но вы чувствуете, что это не так. Родительский инстинкт сильнее разума. И вам не нужно каких-то объяснений, чтобы обнять его и спросить, что случилось на самом деле. Оказывается, его на переменке поколотил Иванов из параллельного класса. А что насчет коллег,
подчиненных? Что, если вы будете интуитивно понимать, что на самом деле имеет в виду человек, который уже 20 минут стоит перед вами и пытается объясниться? У редких людей есть дар передавать словами то, что бурлит у них внутри. Именно поэтому понимание на уровне чувств позволит вам адекватно реагировать на их действия. Проживание любых чувств без вреда для физического тела и нервной системы. Когда мы испытываем сильную эмоцию, наш организм реагирует на нее психосоматически, через тело. Затекает шея, мы сжимаем кулаки до побелевших костяшек, ощущаем дискомфорт в животе или наоборот, что-то приятное вроде пресловутых бабочек. И если мы осознаем, почему мы ощущаем именно это чувство и как мы поведем себя дальше, то тело быстро расслабляется. А зачем напрягаться, когда и так все понятно? Но если мы раз за разом игнорируем свои эмоции, они станут копиться и сплетаться во все больший клубок напряжения, до тех пор, пока наше тело не подаст сигнал СОС. Например, вы тяжело заболеете, защемите нервы, получите травму, подвернете ногу на ровном месте. А больное тело сразу помещает нас в зону риска нарушения закона баланса. Одно тащит за собой другое. Жизнь в моменте здесь и сейчас. Это преимущество очень важно в борьбе с феноменом блуждающего ума. Наши мысли всегда про прошлое или будущее, тогда как чувства всегда про настоящее. Только находясь в текущем моменте, мы способны принимать разумные решения и жить саму жизнь. Если вы постоянно пребываете мыслями в прошлом или будущем, то у вас не остается сил на принятие решений в настоящем. Чувство — наш спасательный круг, когда мы попадаем в шторм мыслей. Прошлое не исправить. Будущее рождается здесь и сейчас, но оно всегда где-то там. Тратить свою энергию на беспрерывное проживание ушедших или несуществующих событий равнозначно тому, чтобы пропускать 5000-е купюры через шредер. Представьте, что вы делаете именно это. Неприятное ощущение, правда? Так же и с энергией. Вы сильнее чувствуете этот мир. Вы заметите, наконец, что на улице светит солнце, будете улыбаться простым вещам, наслаждаться уединением. Вам не нужно никакого великого события, чтобы в душе разлилось приятное тепло. Идет еще один день прекрасной жизни. Этого достаточно для радости. Вспомните свое детство, как вас удивляли и восхищали простые мелочи. Первый снег, молодая зелень весной, бабочка, мартовские ручьи, по которым так здорово пускать кораблик. И все возможно, и вся жизнь впереди. Хотели бы вернуть себе эти ощущения? Соблюдение закона чувств позволяет также ярко воспринимать этот мир, будто вы ребенок. На самом деле все дети живут в первую очередь чувствами. У них еще нет достаточного опыта, чтобы оценивать происходящее с точки зрения интеллекта. Им все в новинку, все вызывает интерес и восторг. Детские эмоции сильнее мыслей. С годами мы начинаем больше думать и меньше чувствовать. Мысли приводят к тревогам, постоянным стрессам и эмоциональным нагрузкам. Взрослый мир требует думать головой, но забывая при этом, что жить-то нужно сердцем. Об этом я и хочу вам напомнить. Чем больше вы способны почувствовать, тем больше в вашей жизни самой жизни. 3 врага закона чувств. Непрожитые обиды. Когда мы не можем распознать причину какого-то возникшего у нас чувства, нам нужно найти виноватого. Это же проще всего. Так и возникает обида. Запомните, виноват не тот, кто обидел, а тот, кто обиделся. Недаром это возвратный глагол, который оканчивается на постфикс «ся», сокращение от слова «себя». Обидеться значит обидеть себя. Расстроиться — расстроить себя. Разозлиться — разозлить себя и так далее. И каждый человек виноват в том, что он довел до ситуации, где его обидели. Такая вот крайняя точка негативного взаимодействия.
Если мы начинаем считать, что все кругом виноваты в наших болезненных переживаниях, значит, мы примерили на себя уютную роль жертвы. А с этим симптомом стоит вернуться к первому закону Вселенной – закону свободы воли. Когда человек не осознает причин и истоков своих негативных чувств, окружающий мир начинает казаться враждебным. Чем больше таких обид, тем больше опасностей грозит извне. А зачем продолжать впитывать энергии этого мира, если он так враждебно к нам настроен? Больше всего жизненной энергии мы получаем именно из чувств. Эмоции побуждают нас жить. Вечно обиженный человек сам отказывается от энергии и в итоге превращается в энерговампира. Он все чаще ищет поводы, чтобы обвинить в чем-нибудь окружающих, вызвать у них чувства и покормиться ими. Наверное, каждый хоть раз в жизни сталкивался с такой энергопийцей. Они мастера по сотворению негатива буквально из воздуха. Когда мир кажется нам враждебным и неприятным, включается мыслительный процесс, который, по идее, должен вывести нас из шторма негативных чувств. И если мы понимаем, что в этой буре виноваты все вокруг, а сами мы просто шли мимо, в итоге мы упремся в чувственный тупик, и со временем вокруг не останется никого и ничего, кроме негатива, даже когда шторм закончится. Предательство. Если так случилось, что вас предали, то ваши чувства сразу закроются. Здесь идет обратный процесс, в отличие от обиды. Что я такого сделал, чтобы меня предали? Чем я это заслужил? Причем здесь-то вина лежит явно на предателе. Но мы неизменно задаемся такими вопросами, когда нам больно. И чаще всего находим неверные ответы на них. Включается режим «я недостоин чувств, потому что меня предали». Что ж, недостоин, значит, и энергии не получишь. Так рассуждает Вселенная. Если вас предали, это не значит, что вы плохой. Это значит, что вы называли хорошим того, кто этого не заслуживает. Вы не должны закрывать свое сердце и отказываться от доверия людям. Разочарование. Разочарование – процесс обесценивания чувств, которые нам доступны. Где-то всегда трава зеленее, но это же не значит, что нам нужно считать бесцветной ту, на которой мы стоим сейчас. Мы получаем именно то, что хотели. Разочарование приходит в тот момент, когда мы оказываемся неспособны прочувствовать полученное. Представьте, вы пришли в ресторан, бронировали столик за месяц и заказали себе стейк, о котором давно мечтали. И вот вам принесли тарелку, на ней дымящийся сочный кусок мяса. А у вас внезапно отказали вкусовые и обонятельные рецепторы. Не понюхать, не поесть, на вкус как солома. Думаете ли вы в этот момент: это ужасно, я больше никогда не буду заказывать стейки? Наверное, некоторые, кто перенес коронавирус, сейчас вспомнит это мучительное отсутствие вкуса и запаха. Неужели вы разучились наслаждаться едой сейчас, когда ощущения восстановились? А что насчет разочарования в любви? Это проходили все. Никогда больше ни с кем не пойду на свидание. К черту этих мужиков, женщин, никакой любви, баста. Но дело в том, что, запрещая себе впускать одно чувство, мы блокируем и другие тоже. Невозможно, как драматично говорят подростки, превратить свое сердце в камень и по-прежнему умиляться видео с котятами и тепло обнимать маму. Поэтому со временем мы снова начинаем ходить на свидания, ведь жить без вкуса довольно трудно. Симптомы нарушения закона чувств. Кажется, что ваши чувства никому не нужны. Наши эмоциональные проявления напрямую связаны с энергией нашей души, с тем самым естеством, с нами настоящими. Представьте себе душу, которая никому не нужна. Сразу рисуется картинка, как какой-то тоскливый образ под маской человека слоняется по осенним улочкам и мокнет под дождем. В окнах горит свет, люди в тепле садятся ужинать, смеются, в их квартирах уют. А одинокая душа шагает по мокрому асфальту, и навстречу ей попадаются только серые и хмурые прохожие. В лужу толкнут,
даже не заметит. Сядет грустная ненужная душа на скамейку, промокшая, продрогшая, и внезапно к ней подбежит такой же одинокий и всеми брошенный щенок и лизнет душе руку, и сразу появляется ощущение жизни. Если вы сейчас сравнили себя с такой душой, вам обязательно нужно сделать практику, чтобы привести в равновесие закон чувств. Да, именно так ощущает себя человек, когда его переживания, как ему кажется, никому не нужны. Он прячет их за ворохом мыслей и каждый раз пытается придумать повод, зачем же он нужен другим. На самом деле рядом с каждой такой душой обязательно бегает тот самый щенок, и для каждого есть свой уютный дом. Но чтобы все это увидеть, нужно избавиться от страхов, провоцирующих нарушение четвертого закона Вселенной. Невозможность понимать чувства других. Здесь все просто. Если вы не способны проживать свои чувства, то чужие тем более не сможете понять. Невозможно узнать аромат апельсина, если вы никогда его не ели. Эмоциональная слепота и глухота приводят к большим сложностям в общении, особенно с близкими. Это влечет за собой частые конфликты. Чем роднее нам человек, тем больше понимания мы ждем от него. Ведь кто, как не он, должен нас чувствовать? Но если этого не происходит, ум быстро наполнит пустоту непонимания догадками, обвинениями и необоснованными придирками. Отсутствие ярких эмоций и притупленное восприятие событий. Все будто во сне. И вроде бы что-то происходит, жизнь не стоит на месте, но ничего не чувствуется. Проносится мимо, как скоростной поезд. Завтрак, обед, ужин, сон, работа, дом, работа. И вспомнить нечего. Когда закон чувств не соблюдается, жизнь скорее напоминает существование блеклое, безвкусное, лишенное эмоций. На самом деле это не так. И мир по-прежнему прекрасен, и он готов делиться с нами самым ярким, что у него есть. Просто нужно настроить четвертый закон Вселенной. Ощущение, что вас все бросили. Этот симптом с подвохом. На самом деле не нас, а это мы всех бросили. Если человек уснул на вечеринке, она закончилась только для него. Если мы перестаем чувствовать окружающий мир, начинает казаться, что он выбросил нас на берег из океана событий, и мы ему больше не нужны. Но у нас есть все возможности снова оказаться на гребне волны. Утрата смысла жизни. Вообще весь смысл жизни сводится к 3 последовательным действиям: прожить максимум эмоций, пропустить их через себя и выразить в новом виде. Как вы это сделаете, абсолютно неважно. Будете ли писать картины, или руководить заводом, петь или воспитывать детей, то, что дает вам большее количество ощущений здесь и сейчас, и есть ваш смысл жизни. А если вы ничего не чувствуете, ум сделает простой вывод. Мир тлен. Мы все рано или поздно умрем. Тогда зачем вообще что-то делать? Вспомните, проходили ли вы через такие кризисные периоды? Потребность проживать болезненные чувства и тяжелые эмоции. Это симптом любителей драм и триллеров, видеороликов с катастрофами и нескончаемых бесед о страшных заболеваниях и криминальных сводках. Когда нет возможности проживать позитивные эмоции, человек начинает искать негативные, чтобы хоть как-то генерировать энергию. Здесь вопрос в ее качестве и результатах поступков, основанных на проживании таких ощущений. Не так важно, чем вы кормите свое тело, как то, какими чувствами вы кормите свою душу. Чувства и ум. Если мы прогоняем события через призму ощущений, то воспринимаем вполне однозначно. Оно радостное или печальное, оно нас раздражает или вдохновляет. Нет никакой вариативности, мы совершенно точно понимаем, как относимся к этому происшествию. Но и никакой логики тут тоже нет.
Мысли всегда основаны на каком-то выводе и объяснимы. Чувство — это готовое заключение, не имеющее логического обоснования. Оно просто возникает у нас внутри. Чувства всегда истинны и однозначны. Все самые важные решения в жизни мы принимаем именно душой. Разум всегда запаздывает и либо подкрепляет чувства аргументами, либо становится в оппозицию. Весь наш мир находится в бесконечной неопределенности. Его невозможно понять или просчитать, только почувствовать. Новое событие вызывает волну вариативности. Ум включается в процесс принятия решения, толком не осознав, что происходит. Перебирает все похожие моменты из прошлого, рисует цепочки развития событий по каждому выдуманному сценарию. Расходуется очень много энергии, а выводы могут оказаться неверными. Если вы изначально осознали свои чувства, а потом уже начали думать, то вариантов становится значительно меньше, и скорость принятия решений увеличивается. А значит, мы быстрее достигаем результата. Страхи, провоцирующие нарушение закона чувств. Таких страхов всего 6. Страх, что предадут наши чувства, страх осуждения за проявление эмоций, страх быть непонятым, страх быть отвергнутым из-за проявления чувств, страх оказаться ненужным, страх быть использованным теми, кому вы доверились. Страх, что предадут наши чувства. Когда человек боится, что его сердце предадут, он полностью перестает что-либо чувствовать от греха подальше. У большинства людей предательство ассоциируется со смертью. Так оно велико. Глубокие переживания, любовь вызывают у нас эмоциональный отклик, который подпитывается физически, всем организмом. Мы ощущаем силу и молодость, вдохновение, способность свернуть горы. Предательство же резко перекрывает этот поток чувств, и тело тоже вынуждено отреагировать, как правило, болезнью. Вам известен закон притяжения. Если человек имеет подобный страх, то раз за разом он будет попадать в ситуации, когда его чувства предают. Несколько таких случаев, и вот уже мысли начинают управлять человеком, эмоции уходят на задний план. А ум всячески избегает любого источника опасности для организма. Страх осуждения за проявление чувств. Когда мы испытываем глубокие и сильные чувства, раскрывается наша истинная природа. Если она подвергнется осуждению, человек начнет разрушать себя, далеко спрячет свое «я» и будет очень уязвим к любой критике. Отсутствие этого страха позволяет в любой форме выражать свои чувства, а значит, быть полноценной личностью. И признать, наконец, что троюродная бабушка по линии сводного брата вашего кузена, которая на каждом семейном празднике лезет к вам с поцелуями, вам неприятно. Если вы не боитесь осуждения, вы найдете способ вежливо донести до нее, что предпочитаете просто пожать ей руку, не погружаясь в мысли, что же об этом подумают родственники. Вам неприятно, и вы имеете на это право. Эмоции фактически станут неуязвимыми для любого осуждения. Люди, не имеющие этого страха, действуют так, как они себя ощущают, и добиваются того, чего хотели. Чувства всегда находят признание, когда выражены человеком в полной мере и в правильной форме. Надо лишь позволить себе это. Страх быть непонятым. Мы часто опасаемся, что нас сочтут глупыми, но почему-то никогда не боимся показаться ненастоящими. Этот страх помогал нашим предкам выживать в периоды сложных исторических событий, революций, войн, волнений. Непонимание могло привести к гибели. Случайно брошенная двусмысленная фраза, и вот уже кто-то строчит на прадеда донос или вызывает на дуэль. Это приводит к тому, что человек пытается заменить чувства мыслями, выдавая второе за первое, и в итоге все равно оказывается непонятым. Потому что нет способа провести такую трансформацию и сохранить нужные смыслы. Раз за разом человек проживает и множит этот страх.
и все больше избегает чувств. А с ними возможность быть настоящим. Страх быть отвергнутым из-за проявления чувств. У многих людей этот страх родом из детства. Когда ребенок проявляет эмоции, родителям часто нет до этого дела. Они заняты тем, что обеспечивают его выживание. Обычно в таких семьях часто звучит фраза: «Ты головой когда думать будешь? Тебе все хихоньки-хахоньки, мозги-то где?» Детские чувства проявляются по-разному. Ребенок может увлечься творчеством и вдохновенно рисовать домики и машинки, или просто требовать к себе внимания. «Посмотри, что я сделал!» И если он натыкается на стену из неприятия и агрессии, подключается страх и полностью глушит такие проявления. А потом этот ребенок становится взрослым. Он понимает, что теперь среда безопасна, что уже можно, но все равно не проявляет чувств, пока не избавится от страха. Страх оказаться ненужным. Этот страх – замкнутый круг. Человек боится, что его чувства никому не нужны, поэтому никогда их не показывает. Как итог, они и правда никому не нужны. Очень здорово иметь богатый внутренний мир, но если ты туда никого не пускаешь, никто о нем и не узнает, и не сможет оценить. Можно писать замечательные стихи, складывать их в стол и сокрушаться, что никто не ценит гениального поэта. Догадываетесь, в чем тут подвох? Боясь оказаться ненужным, человек создает все условия, чтобы это действительно произошло. Как следствие, он лишь утверждается в этом страхе. Чаще всего такая установка появляется из-за обид на окружающих. Страх быть использованным теми, кому вы доверились. Чем больше мы открываемся и доверяем людям, тем сильнее способны проживать чувства вместе с ними. Если есть такой страх, то обязательно появятся те, кто докажет, что вашим доверием пользуются. Вы наивны и вообще ставите себя в уязвимое положение. То же самое происходит и с вашими чувствами. Душу используют как хотят. Звучит более чем неприятно, верно? Как итог, отсутствие любых переживаний и эмоций, чтобы не ранили. Когда вы проработаете этот страх, вы сможете выражать свои чувства полноценно, не опасаясь, что кто-то ими воспользуется. Практика. Таковы основные страхи, провоцирующие нарушение закона чувств. Практика их проработки аналогична той, которую мы уже делали в главе 1. Другим будет лишь список генно-родовых установок. Страх того, что предадут наши чувства, страх осуждения за проявление эмоций, страх быть непонятым, страх быть отвергнутым из-за проявления чувств, страх оказаться ненужным, страх быть использованным теми, кому вы доверились. В этой главе у вас будут еще 2 дополнительных упражнения, которые помогут вам с комфортом проживать чувства. Испытать положительные чувства. В течение дня, сталкиваясь с любым приятным событием, представляйте себе, как энергия этого момента наполняет область сердца. Ощутите ее максимально, проживите ее. Визуализируйте. Возможно, это будут теплые солнечные лучи, согревающие ваше сердце, или какая-то энергия. Может быть, ласковые морские волны. А вдруг для вас это одуванчики или ромашки? Фантазируйте. Вы наверняка подберете идеальный для вас образ радости, который вас наполняет и разливается по всему телу. Почувствуйте ее в разных частях организма. Насладитесь ей. Это и называется полнота чувств. Часто мы, сталкиваясь с чем-то радостным, стремительно пробегаем мимо, не успевая даже толком заметить, что случилось. Это упражнение поможет вам всецело прожить это светлое чувство. Прожить негативные чувства. Когда же вы сталкиваетесь с неприятным событием, представьте, как его энергия наполняет область сердца. Подберите подходящий образ. Ледяная вода, тень, лава. Это может быть что угодно. Эта энергия соединяется с вашими негативными эмоциями, страхами
и переживаниями, находящимися в теле. Их можно представить как светящиеся темные шарики. Этот поток энергии вбирает в себя весь негатив из прошлого и будущего. А теперь вообразите, будто ваша грудная клетка распахивается, и вся собранная внутри темнота покидает ваше тело, вытекает, а может быть даже превращается в стаю ворон и улетает прочь, если вам ближе такой образ. Главное — выгнать негатив. Это упражнение поможет вам освободиться от плохих переживаний. Теперь, когда нам открылся мир чувств и эмоций, двигаемся дальше, к закону причины и следствия, 5-му закону Вселенной. Глава 5. Закон причины и следствия. У всего в жизни есть причина, а то, что вы сейчас имеете, это следствие причин, берущих начало из прошлого. Есть одна удивительная история, которая ярко иллюстрирует работу закона причины и следствия. Она больше литературная и наверняка вымышленная. Не стоит воспринимать ее как документальный факт. Тем не менее, такие жизненные ситуации происходят часто. В конце XIX века один шотландский фермер как-то возвращался домой через болотистую местность. Внезапно в стороне он услышал крики о помощи. Бросившись на зов, он увидел молодого парня, которого засасывала болотная жижа. Тот увяз в ней уже по пояс. Парень пытался выкарабкаться из трясины, но каждое его движение только погружало его все глубже и сулило скорую гибель. Фермер, не растерявшись, срубил толстую ветку и протянул ее утопающему. Парень крепко за нее ухватился и выбрался на твердую землю. Его колотила дрожь, он долго не мог унять слезы, но главное, он был спасен. «Пойдем ко мне в дом», — предложил фермер. «Тебе надо успокоиться, высушить одежду и согреться». «Нет, нет», — тот покачал головой. «Меня ждет отец. Он очень волнуется. Наверное, думает, куда это я запропастился». И парень ушел. Утром фермер увидел, что к его дому подъехал автомобиль. Чудо инженерной мысли по тем временам. Из него вышел богато одетый джентльмен и спросил: «Это вы вчера спасли жизнь моему сыну?» «Да, я», — ответил фермер. «Сколько я вам должен?» «Не обижайте меня, господин. Вы мне ничего не должны, потому что я поступил так, как должен был поступить нормальный человек. Я не могу оставить ваш поступок без награды. Мой сын мне очень дорог. Назовите любую сумму», — настаивал посетитель. «Спасибо, мне правда ничего не нужно. До свидания». Фермер повернулся, чтобы уйти. Но тут из дома выскочил мальчишка, фермерский сын. «Это ваш ребенок?» — спросил богатый гость. «Да». «Давайте поступим так. Я возьму вашего сына с собой в Лондон и оплачу его образование. Если он столь же благороден, как его отец, то ни вы, ни я не будем жалеть об этом решении». Сын фермера с успехом окончил медицинский университет. Прошли годы, и вскоре он стал известен всему миру как человек, открывший пенициллин. Его звали Александр Флеминг. Перед началом Первой мировой войны в одну из лондонских клиник поступил сын того самого джентльмена с тяжелой формой пневмонии. Что спасло его жизнь на этот раз? Правильно, пенициллин, открытый Александром Флемингом. Богатым джентльменом, давшим образование Флемингу, был Рэндольф Черчилль, а его сына звали Уинстон Черчилль, который позже стал премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании. Как говорил Уинстон Черчилль, сделанное тобой к тебе же и вернется. Вот такая история. Чувствуете связь между причиной и следствием? Мы уже разобрали 4 закона Вселенной и подошли к своеобразному экватору. Следующие 3 закона будут в большей степени относиться к верхним энергиям, к мыслям. Тут стоит пояснить, какие существуют энергии. Первые 3 закона — свободы воли, притяжения и баланса — связаны с поступками. Это нижние энергии. Закон чувств
своеобразный мостик между разумом и чувствами. А последующие 3 – причины и следствия, ожидания и реальности, доверие Вселенной – связаны непосредственно с мыслями, а не с действиями. Закон причины и следствия помогает нам разобраться в последствиях наших поступков. Они всегда не случайны, хоть порой и кажется, что вокруг нас сплошной бардак, состоящий из одних происшествий. Иногда жизнь набирает такие обороты, что уже перестаешь понимать, кто все эти люди, которые сидят у тебя на кухне, и почему кот лает, как собака. Хаос имеет свойство нарастать. Скажу банальную, но все же фундаментальную вещь. Ничего в нашей жизни не происходит просто так. Все закономерно. Любое событие имеет свою обоснованную причину, и загвоздка лишь в том, видим мы эту логику или нет. Закономерности не всегда лежат на поверхности. Часто мы их просто не видим, и как итог, нетривиальные поступки иногда приводят к очень непредсказуемым последствиям. Представим ситуацию. Одним промозглым осенним вечером вы захотели выпить чаю, но дома не оказалось сахара. Куда деваться? Придется идти в магазин, несмотря на поздний час. И вот вы вышли из подъезда и вдруг встретили соседа, ему тоже что-то понадобилось купить. В очереди на кассу и на обратном пути к дому вы обсудили с ним происходящее в экономике. Просто так, без задней мысли. Соседа впечатлили ваши знания. И вот через 2 года вы генеральный директор успешной фирмы. Не заметили связи? Сосед порекомендовал вас своему другу, который давно искал хорошего управленца, и вы идеально подошли на эту роль. Вы вывели компанию из кризиса, и ваш доход стал эквивалентен 7-значной цифре. Конечно, вы подумаете, я такой молодец, так старался, и все получилось. Не без этого. Но вместе с тем вы талантливо соблюдали закон притяжения, и каждый раз, когда у вас возникало какое-либо желание, вы не придумывали отговорки, а действовали. Когда тем памятным осенним вечером вам захотелось сладкого чая, вы пошли в магазин. Хотя так лень было одеваться, брать зонтик и выходить в полумрак дворов, в дождь и слякоть. Но благодаря этому вы построили карьеру. Если вы проанализируете самые важные события в своей жизни, окажется, что они родились из очень банальных причин. Настолько обыденных, что в них сложно поверить. Когда мы сталкиваемся с большими жизненными трудностями, нам кажется, что им предшествовал целый список не менее внушительных причин. И чем ужаснее проблема, тем сложнее ее фундамент из не менее страшных факторов, которые к ней привели. И все это кажется неразрешимым, глобальным, как будто против вас ополчились все космические силы. Возникает стресс, пропадает мотивация решать проблему. На самом деле причина всегда одна, и часто она оказывается настолько простой, что человеку трудно в нее не просто поверить, а хотя бы допустить эту мысль, как в примере с сахаром и карьерой. Будучи экстрасенсом, я нахожу те самые причины проблем в жизни человека. Так уж получилось, что причинно-следственные связи – это мой профиль. Знаете, есть такие специалисты, которые по одному взгляду или звуку могут понять, где в механизме находится неисправность. Автомеханик может просто послушать звук двигателя и предположить, в чем причина поломки. Я такой же автомеханик, только ремонтирую человеческие жизни. Послушаю 15 минут, и сразу становится понятно, какой закон нарушен и в чем причина поломки. В 10% случаев требуется глубокий и подробный разбор, в остальных 90% сразу все понятно. Говорю это не для хвастовства. Что если вы точно так же способны понимать причины событий, возникающих в вашей жизни? Одномоментно, без длительных размышлений и лишних переживаний, как по щелчку пальцев. Раз — и осознали, где неполадки. Достаточно соблюдать закон причины и следствия и знать его основные принципы. И я вас этому научу. Любые события в нашей жизни являются следствием какой-то конкретной причины. Причины и следствия далеко не всегда связаны поверхностной логикой. Любое событие имеет энергетическую природу, чувственный импульс. Сначала рождается энергия, потом событие. Изначально мы формируем энергию с помощью своих чувств
а уже потом к ней притягиваются события. Например, вы ощущаете вину за что-то. В процессе проживания этого чувства рождается энергия, которая ложится в основу ближайших событий. Чем дольше вы вынашиваете вину, тем больше энергии дает проживание этого опыта, и тем длиннее будет цепочка будущих событий. Соответственно, все, что в скором времени произойдет, принесет именно те чувства, из которых вы это создали. Проще говоря, у вас появится больше поводов, чтобы чувствовать себя виноватым. Главное, что вы получаете от соблюдения пятого закона Вселенной, осознание точных причин возникновения событий в вашей жизни. Это экономит огромное количество энергии, времени и сил. Есть два этапа создания событий. Первый этап – бессознательный, второй этап – сознательный. Ум. Изначально любые события зарождаются на бессознательном уровне. Человек формирует намерение посредством чувств. Намерение формирует энергию. К этой энергии притягивается событие. Ум воспринимает только событие и его итог, не принимая в расчет этап бессознательного. Когда мы пытаемся найти причину на уровне ума, то попадаем в ловушку, потому что работаем только с последствием. Погружаясь в анализ происходящего, мы можем до бесконечности гадать, переворачивать факты в попытках понять, как же так вышло. Времени и сил на это уходит очень много. Обращаясь к области бессознательного, мы быстро находим негативный мотив, создавший ту самую плохую энергию, из которой и родилось событие, нас не устраивающее. А если вы еще научитесь замечать и понимать положительные мотивы, то разгадаете алхимию своего духа. Найдете полезные намерения и энергии, следуя которым сможете постоянно получать положительный результат. Подобное к подобному, как мы помним из закона притяжения. Чувства и энергии, создающие события. Негативные чувства. Зависть. Любые поступки из зависти порождают длинную цепочку неудач. Человек, идущий на поводу этого чувства, действует не потому, что он хочет что-то получить, а из желания доказать правообладание. Ага, мой друг Петя купил новую машину. Мне тоже нужно. Не потому, что мне действительно пора поменять свой седан на что-то покруче, а потому что так сделал Петя. Чем я хуже? Я имею право? Имеешь, говорит Вселенная и дает ему это право, но не новую машину. Человек, действуя из зависти, каждый раз получает возможность, но не может ее реализовать. Ведь его цель – доказать правообладание, а то, что ему дали шанс это получить, таковым и является. И вот так все становится похожим на сплошную череду неудач, хотя с точки зрения самого запроса ко Вселенной человек раз за разом добивается своей цели. Вселенная дает ему право заполучить то, чему он так завидует, но он этим никогда не пользуется. Обиды. Любые поступки, совершенные от обиды, порождают неудовлетворенность. Жизнь приобретает постоянное послевкусие «не-до». Недостаточно хорошо, недостаточно красиво, недостаточно интересно, недовкусно, недорадостно. Все окрашивается в оттенок этого «не-до». Представьте себе обиженного ребенка. Ему предлагают десятки разных конфет на выбор, аттракционы, игрушки. Родители чуть ли не танцы с бубнами вокруг него устраивают. Но он все отвергает и не хочет брать, потому что обиделся. Думаете, люди взрослеют? Человек, действующий из обиды, не принимает от Вселенной никакие возможности и всегда считает их недостаточными, не теми, что ему надо. Все будет продолжаться до тех пор, пока этот ребенок не изгонит из себя обиду и не перестанет отворачиваться от всех даров Вселенной, которые из-за чувства обиды кажутся ему какими-то не такими. Ненависть. События, опирающиеся на ненависть, всегда приводят к негативному результату. Это чувство всегда деструктивное и разрушительное. Все, что создает человек, даже самое полезное и хорошее, в итоге приводит к разрушениям, неприятностям,
и болезненным последствиям. Когда ненависть является причиной, все ведет к одному – страданию. Жажда мести. События, рожденные из чувства мести, всегда ведут к потерям. Я всем отомщу, стану самым успешным, красивым, умным, богатым и не буду с вами общаться. Вы еще пожалеете, что такого, как я, потеряли. Человек никогда таким не станет. Ни успешным, ни красивым, ни умным, ни богатым. Желание отомстить – это болото, в котором тонут любые усилия и намерения. Всякое событие, созданное из этого чувства, ведет к потере сил и ресурсов и не дает взамен ничего. Положительные чувства. Благодарность. События, рожденные из этого чувства, всегда ведут к благополучному исходу. Даже если итог ваших действий не совпал с ожиданиями, но вы действовали из благодарности, вы все равно получите то, что желаете. Поступки, совершенные из этого чувства, превращают любые неудачи в новые возможности. Если вы благодарны этому миру за пути, открытые перед вами, то любые ваши действия принесут благо вам и окружающим. Даже самые маленькие. Вот вы приготовили завтрак, дали добрый совет или опубликовали в соцсети видео со своей собачкой. Если и такую мелочь делать из благодарности. Вкусная еда, спасибо. Помог другу, спасибо за такую возможность. У меня самая классная на свете собака, спасибо. Это породит цепочку положительных чувств, а за ними события. Чем дольше вы находитесь в этом состоянии, тем длительнее и масштабнее будет череда положительных вещей, которые с вами произойдут. Поддерживайте в себе чувство благодарности. Всегда можно найти то, за что вы готовы сказать миру спасибо. И тогда Вселенная будет подкидывать вам больше поводов для переживания этого опыта снова и снова. Мечта. Если вы действуете, исходя из своей мечты, если вы создаете события, которые ведут вас к исполнению заветного желания, это всегда приводит к получению удовольствия от результата. Любого, даже негативного. Если вы упали по пути к мечте, но держитесь за чувства, то вопреки всему вы идете по дороге к своему изумрудному городу. Вы сумеете насладиться даже падением, а потом подняться и пойти дальше. Ведь что такое разбитая коленка в сравнении с вашей огромной сияющей мечтой? Так вы не остановитесь на достигнутом и сохраните огромное количество энергии, которую могли потратить на оплакивание неудачи. Много удовольствия от процесса равно масса энергии, равно быстрое достижение результата. Любовь. Все, что создано из этого чувства, дает положительные эмоции. Здесь я имею в виду именно любовь как глобальное понятие, а не продукт отношений двух людей. Когда человек по-настоящему испытывает чувство любви, все события дают положительные эмоции. Вы любите своего ребенка. Множество его обычных и ничем не примечательных поступков приносит вам счастье. Пусть его рисунок состоит из сплошных каракулей, первые шаги неловкие, но все это создано из любви, а значит, дарит только самые светлые эмоции. Вдохновение. Любое событие, рожденное вдохновением, генерирует огромное количество энергии. Чем чаще вы воодушевленно действуете, тем больше в вашей жизни появляется событийных батареек, которые восполняют энергию в периоды ее нехватки. Например, вы вдохновились чужим стартапом и на этом чувстве создали свой бизнес. Посетили галерею, написали картину. Каждый раз, когда вы будете взаимодействовать с вдохновением, вы будете получать энергию для новых свершений. Недаром говорят, что человек может быть окрылен вдохновением. Это именно то чувство, которое имеет силу поднять вас и отнести на ту высоту, которую вы хотите взять. 3 врага закона причины и следствия. Страх. Ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад. Александр Сергеевич Пушкин. Когда ребенок боится, он инстинктивно закрывает глаза, уши и прячется под одеялом. Я в домике. Помните?
Думаете, мы взрослеем? Когда мы испытываем страх, готовы сколько угодно закрывать глаза на объективные причины ситуации. Строки великого классика отлично описывают нашу реакцию на страх. Мы готовы обманывать себя сколь угодно долго, пока чего-то боимся, лишь бы не столкнуться лицом к лицу с истинными причинами случившегося. Все мы хоть раз лгали себе, чтобы избежать неприятных вопросов. Вспомните, было ли такое в вашей истории? Когда человек лжет себе, он теряет логическую связь между событиями и, соответственно, утрачивает контроль над своей жизнью. Ведь пока мы отсиживаемся в домике, события продолжают происходить, но мы уже к ним слепы. Иллюзии. Когда нам не хватает какой-то объективной информации, наш ум готов очень быстро дорисовать картинку. Он не терпит недособранных пазлов, и при отсутствии нескольких деталек с удовольствием дополняет сюжет сам, но не всегда удачно. Чем больше у человека иллюзий по поводу его жизни и событий, происходящих вокруг, тем чаще он нарушает закон причины и следствия. Потому что иллюзии выбиваются из логической цепочки. Такова их природа. Заблуждение всегда разрушается знанием. Этот процесс не всегда приятный, и жить в иллюзиях может быть здорово, но это не по-настоящему. Это ложная структура с нулевой энергией. Она не позволит вам ничего создать. Не придумывайте этот мир, а идите и смотрите на него. Возможно, с этого и начнется ваша новая увлекательная жизнь. Догматизм. Если вы верите в то, что Земля плоская, то не сможете совершить кругосветное путешествие. Дойдете до края света и свалитесь на Луну. Конечно, я иронизирую. Всем известно, что Земля на самом деле квадратная, держится на 3 слонах, а те — на спине огромного бегемота, который летит сквозь бесконечный космос. Шутка. Если физические явления мы еще как-то можем проверить, и мало у кого остались сомнения в том, что наша планета имеет форму шара, то социальные догмы проверить значительно сложнее. Например, некий мужчина убежден, что женщина с красной помадой сексуально раскрепощена. Он находит такую и приглашает ее на свидание. А она на самом деле консервативна, причем настолько, что на встрече практически не смотрит в глаза. Какое уж тут раскрепощение. Но у мужчины в голове есть железная логическая связка. Она даже не смотрит мне в глаза, но помада-то красная. Значит, я что-то не так делаю. Значит, я плохой или ей не нравлюсь. Может быть, я вообще ей противен. Думаю, догадываетесь, какая цепочка событий может дальше развернуться. Очевидно, с такой мотивацией мужчина сделает все возможное, чтобы доказать, что он то, что ей надо, и в итоге только отпугнет женщину. Таких догм у каждого из нас огромное количество. Ложные убеждения, которых мы нахватались из статей в соцсетях, от всезнающих родственников, из неумолкающего телевизора с дешевыми сериалами. Человек, существующий в системе координат чьих-то догм и мнений, никогда не сможет выстроить собственную жизнь. Он будет строить чужую и пребывать в ней постоянно несчастным и лишним. Свою жизнь мы способны построить исключительно исходя из личного опыта и своих убеждений. Симптомы нарушения закона причины и следствия. Результат всегда не соответствует ожиданиям. Вот вы наливаете в стакан апельсиновый сок, а там оказывается виски. На пачке написано «апельсиновый сок», а в стакане все равно виски. Если в такой ситуации можно подумать, что кто-то из друзей подшутил и решил сделать ваше утро значительно добрее и ярче, то вообще в жизни мы редко о таком задумываемся. И откуда здесь это взялось? Мы упорно наливаем сок, продолжаем получать виски и думаем, что так, наверное, и должно быть. А потом не понимаем, почему полицейские вдруг арестовали за езду в нетрезвом виде, ведь пили-то мы апельсиновый сок. Когда нарушен закон причины и следствия, человек не осознает того момента, когда все внезапно свернуло не туда. Все делаете правильно, но выходит как всегда.
События рождаются из энергии. Если вы каждый раз действуете, исходя из одной и той же энергии, пусть и всякий раз новым образом, события, конечно, тоже будут новые. Но итог такой же. Альберт Эйнштейн говорил: бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результатов. С законами Вселенной все еще сложнее. Бессмысленно продолжать действовать, опираясь на одно и то же чувство, и ожидать, что суть происходящих с вами событий поменяется. Очень сложно изменить жизнь. Когда по квартире разбросаны вещи, трудно приняться за уборку. Чем дольше позволять разрастаться беспорядку и давать ему добираться до самых укромных уголков, даже за диван и на антресоли, тем сложнее остановить его рост и взяться, наконец, за тряпку и пылесос. Когда причины и следствия событий не ясны, жизнь превращается в тотальный хаос. Чем дальше, тем сильнее кажется, что ничего уже не исправить. Но помните, все можно привести в порядок, пока мы живы и над нами нет нескольких метров земли. Постоянные неудачи. Это следствие вышеописанного симптома, но я выношу его в отдельную категорию. Этот сигнал очевиднее остальных. Если вы не понимаете, откуда растут ноги у событий в вашей жизни, но четко видите, что все движется куда-то не туда, если каждый раз вы наливаете сока в стакане почему-то виски, и вы считаете это нормальным, неудачи становятся вашим верным спутником. Одно за другим. Как будто специально. Это явный симптом нарушения 5-го закона Вселенной. Сложности с финансовым ростом. Количество денег масштабируется согласно количеству вашей энергии и знаний, причем энергия всегда масштабируется быстрее. Это связано с 4-м законом Вселенной. Сначала мы чувствуем, а потом понимаем. Сначала получаем энергию, а потом знания, которые помогают ее реализовать. Когда масштабируется энергия, то же происходит и с проблемами, порожденными генородовыми установками. Если закон причины и следствия нарушен, расти финансово не представляется возможным. Количество денег может увеличиваться, но как снежный ком будут накапливаться обязательства, счета, непредвиденные траты, все, что заставит ваш денежный поток стремительно утекать. Страхи, провоцирующие нарушение закона причины и следствия. 6 страхов запускают нарушение 5-го закона Вселенной, а именно страх совершить ошибку, страх быть обвиненным в неправоте, страх чего-то не успеть, страх получить негативный результат, страх признать и начать исправлять ошибку, страх начать все сначала. Страх совершить ошибку. Попытки все делать правильно всегда приводят к одному и тому же результату. Что получилось, то получилось. Боясь совершить ошибку, мы пытаемся повторить чужой порядок действий. Если мы возьмем 5 человек, дадим им один и тот же рецепт борща, все приготовят его по-разному. У кого-то будет наваристее, у кого-то получится пожиже, у одного вкуснее, у другого пересоленный. При этом тот, кто приготовил хуже по заданному алгоритму, вполне мог сотворить кулинарный шедевр, если бы воспользовался собственным рецептом. Когда мы опираемся на готовые решения, то нарушаем закон причины и следствия. Тот, кто не боится совершить ошибки, поступает так, как ему удобно. Но если в человеке засел страх оступиться, он будет избегать получения нового опыта и привлечет в свою жизнь чужие события. Последствия на выходе будут, прямо скажем, непонятные. Совершать ошибки нормально. Это часть нашего пути. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, как говорил Теодор Рузвельт. Страх быть обвиненным в неправоте. Боясь осуждения за свой неправильный порядок действий, человек начинает подстраиваться под окружающий мир. Последствия его ждут такие же, как и от первого страха. Здесь тоже об уникальности нашего собственного опыта, который необходим нам для развития. Да, мы можем оказаться неправы. И что с того?
А знаете, как часто ошибаются те, кто обвиняет нас в этом? Не стоит прогибаться под изменчивый мир, как пел когда-то Андрей Макаревич. Страх чего-то не успеть. Этот страх сильнее, чем тот, что мы рассматривали в главе про закон баланса. Не успеть родить детей, построить дом или посадить дерево. Не успеть открыть лекарство от рака, не увидеть правнуков, не объездить весь мир. Если вы боитесь не достичь самых больших, смыслообразующих целей всей вашей жизни, то обязательно нарушите закон. Но они никуда от вас не денутся, поверьте. Страх получить негативный результат. Он похож на первый страх ошибиться. Но если в том случае мы ждем непогрешимости от всего процесса достижения цели, то здесь мы все-таки действуем, даже готовы оступиться, но не готовы потерпеть неудачу. Неся в себе генно-родовую установку, мы панически боимся получить негативный результат. Вероятно, кому-то из предков это спасало жизнь, но вас только спровоцирует к нарушению закона Вселенной. Страх признать и начать исправлять ошибку. Когда человек признает свои ошибки прежде всего перед самим собой, он начинает понимать связь причины и следствия событий в его жизни. Он для этого открыт. Да, я ошибся. Я несовершенен. Давай подумаем, как это исправить. Если же не готов, то человек бьет себя в грудь и пытается убедить и себя, и окружающих в том, что все сделал правильно. Он так и будет бегать по замкнутому кругу из неясных событий. Признаваться в совершенных ошибках действительно страшно. На это уходит много энергии и сил. Но в конечном итоге такое признание играет нам только на руку и приносит свои плоды. Страх начать все сначала. Иногда, чтобы исправить ошибку, нужно вернуться на несколько шагов назад. Когда человек боится этого, страшится оказаться в точке, с которой начал, он, не осознавая неверность действий, продолжает их совершать. В нем живет надежда, что все как-то само выровняется. Как итог, он нарушает закон причины и следствия, начинает считать причиной происходящего не исходную ошибку, а последние свои действия. Это как начать строить дом на болоте, а потом удивляться поехавшим стенам и пошедшей в крив и в кось крыше. Забыть, что фундамент построен на зыбкой почве. И дело как раз в этом, а не в самих стенах и крыше. Не стоит ее бесконечно латать и перекладывать. Почва от этого не перестанет быть болотистой. Всю жизнь мы метафорически строим огромный дом и забываем, что иногда стоит вернуться назад и проверить фундамент. Практика. Таковы основные страхи, провоцирующие нарушение закона причины и следствия. Практика их проработки аналогична той, которую мы уже делали в главе 1. Другим будет лишь список генно-родовых установок. Страх совершить ошибку, страх быть обвиненным в неправоте, страх чего-то не успеть, страх получить негативный результат, страх признать и начать исправлять ошибку, страх начать все сначала. А мы продолжаем. Дальше нас ждет закон ожидания и реальности. И да, вы правильно сейчас вспомнили все мемы из интернета с подписями «Ожидание, выс, реальность». Речь как раз об этом. Глава 6. Закон ожидания и реальности. Строя ожидания о событии, мы просим Вселенную сформировать жизненный сценарий, который нам хочется, а не тот, который нам нужен. Андрей с самой юности мечтает о спортивном автомобиле. Позволить он его себе не может, но всю жизнь копит, во всем себя ограничивает. Отказывается от отношений и лишает себя удовольствий во имя мечты. Звучит так же страшно, как жертвоприношение ради жизни, правда? И вот Андрей уже пожилой. Ему наконец-то удалось накопить денег на желанный автомобиль. Он приходит в роскошный салон, получает ключи. Выезжает на сияющем Феррари на дорогу и осознает страшное. Сиденье неудобное, педали не так хорошо нажимаются.
да и повредить ее как-то страшно. Поэтому выжимать газ в пол, как он мечтал, не станет. В итоге мужчина понимает, что его старенькие «Жигули» значительно лучше и комфортнее. Не в глобальном смысле, но лично для него – да. Всю жизнь он стремился к ложным ожиданиям, а в итоге получил разочарование. О законе ожидания и реальности слышали многие. Некоторые даже неосознанно его соблюдают. Начну сразу с основного его принципа. Строя ожидания о любом событии, мы просим Вселенную сформировать тот жизненный сценарий, который нам хочется, а не тот, который на самом деле нам нужен. Когда участники моего курса слышат эту фразу во время лекции, сразу возникает закономерный вопрос. Это что значит? Ничего не планировать? Конечно, планировать, но не требовать точного исполнения. Иногда Вселенная готовит нам нечто большее и лучшее, чем мы себе придумали. При этом приходит к нам это лучшее через неожиданные события. Когда человек нарушает закон ожидания и реальности, он всеми силами противодействует получению этого щедрого вселенского дара, сопротивляется ему. Если событие неожиданное, значит, может быть опасным. Так считает наш ум. Ведь отклонение от любых мечтаний – это риск не получить запланированного. А у нашего мозга уже все разложено по полочкам. Что, когда мы получим, и как нам потом этим распорядиться. Если вы опираетесь на свои ожидания при принятии решений, то рискуете потерпеть фиаско. Вот вы придумали, что завтра на улице будет солнечная погода. Вы отправитесь на природу с друзьями и будете жарить шашлыки. С вечера вы уже предвкушаете это событие. Утром просыпаетесь, а за окном стеной льет дождь. Если вы соблюдаете шестой закон Вселенной, то быстро примите нужные решения, которые сохранят ваши планы в силе. Позвоните приятелям, забронируйте столик в летнем кафе с кавказской кухней и все-таки насладитесь шашлыками, просто в иной форме. Если же в вас живет страх, провоцирующий нарушение закона, то вы скатитесь в разочарование вместо действий и будете весь день скорбно смотреть в окно, проклиная эту дурацкую небесную канцелярию и метеорологов вместе с ними. Чувствуете разницу между этими двумя вариантами? Какой вам больше нравится? На самом деле наша задача – рассматривать любые события как возможность получить желаемое. Умение подстраиваться под обстоятельства позволяет нам управлять своей реальностью. Однажды в интернете я наткнулся на забавное высказывание. Если бы Вселенная исполняла все мои желания, то сейчас я бы была директором зоопарка, ела одни только конфеты и целыми днями смотрела мультики. Да, наши мечты переменчивы, особенно на большой временной дистанции. На этапе реализации желания превращаются в ожидания. Ожидание — это спектр чувств, которые мы хотим пережить с получением желаемого объекта. Фактически, мы ждем чувств, а не машину, квартиру, вечеринку, смешную собаку или яркое путешествие. Мы жаждем эмоций от этих событий и вещей, а ум придумывает конкретные условия, которые должны сложиться, чтобы мы эти эмоции пережили. Чем сильнее ум, тем детальнее он продумывает план достижения цели, и тем выше вероятность, что вы получите разочарование от реальности. Мы строим ожидания, опираясь исключительно на старый опыт. Реальность рождается из новых действий, энергий и событий. Попытка сформировать новую реальность через призму старого опыта приводит к разочарованию. Когда мы строим свои планы и стремимся к конкретному сценарию исполнения задуманного, то получаем старый опыт и просто закрываем наши потребности. Потребность — это то, что нам нужно, а не то, чего мы хотим на самом деле. В данном случае любое желание становится необходимостью. Когда мы закрываем потребность необходимости, испытываем облегчение, а не радость вперемешку с удовольствием. Банальный пример.
Поесть — это необходимость. Без еды мы не можем существовать. Провести ланч в компании друзей за столиком любимого ресторана — это желание. Необходимость вы можете удовлетворить, сообразив себе бутерброд на кухне, не вылезая из домашних треников. Удовольствие же требует больших усилий, но несет и больший возврат энергии. Когда мы живем реальностью, а не ожиданиями, то получаем новый опыт и удовлетворение своего желания. Именно этот неизвестный нам ранее опыт дает то самое волшебное вдохновение и большое количество сил. Он развивает нашу жизнь, делает ее интересной и насыщенной. Перевод жизни из режима ожидания в режим реальности делает ее понятной, простой и управляемой. Когда мы живем надеждами, то примеряем на себя роль Бога. Она предполагает ответственность за все, что происходит вокруг нас. Не только за саму нашу жизнь, но и за все косвенные события, частью которых мы становимся. За дождь на улице, опаздывающее такси или пробку по дороге в аэропорт. Нет, не мы создали эти обстоятельства, но мы их часть, потому что взаимодействуем с их энергиями. Если дождь не входил в ваши ожидания, то вы воспринимаете его как проблему, которую не смогли решить заранее. Если такси попало в пробку, а в ваши планы явно не входило опоздать на свой рейс, вы будете прокручивать в голове все варианты, которые могли предотвратить это событие. Только вот вывод, что нужно было быстрее собирать чемодан, меньше копаться и раньше выезжать, не решит вашу проблему здесь и сейчас. Вы все равно опаздываете, а дождь все равно будет идти. Вместо того, чтобы переключиться на реальность и подумать, как решить возникшую проблему, ваш ум потратит все силы на анализ причин. Да, возможно, надо было раньше выходить из дома. Но дальше-то что? Если человек соблюдает закон ожидания и реальности, его ум не станет копаться в причинах неудачи и искать виноватых, а будет ориентирован на работу с реальностью и принятие решений. Наверное, стоит выскочить у ближайшей станции метро и добраться до аэропорта на экспрессе. Нужно заранее зарегистрироваться на рейс через мобильное приложение. В крайнем случае позвоню в авиакомпанию и поменяю билет на следующий рейс. Никто от этого не умрет. Опираясь на реальность, мы доверяемся Вселенной. Об этом мы поговорим в следующей главе. Доверяясь Вселенной, мы несем ответственность только за свои поступки, за то, на что реально можем влиять. Тем самым мы тратим энергию на решение проблемы, а не на обдумывание ее причин и поиск виноватых. 3 врага закона ожидания и реальности. Эго. Если вы все всегда знаете лучше всех, все должно быть либо по-вашему, либо вообще не иметь права на существование, то тогда соблюдать 6-й закон Вселенной будет очень сложно. Люди, требующие от мира быть таким, каким они его видят, больше похожи на капризных детей. Представьте себе ребенка, которому подарили игрушечного динозавра, а он со злостью или в слезах ставит условия, чтобы он бегал и рычал, как будто живой. Зачем? Ну надо, потому что он так сказал. Этот враг закона Вселенной сильнее всего бьет по людям, наделенным полномочиями и влиянием. Когда власть имущий человек совершил несколько верных действий и заручился социальной поддержкой, у него возникает ощущение, что он всегда все делает правильно. А раз так, значит и результаты событий в его мире должны быть точно такими же, как он запланировал. Окружающие люди должны вести себя именно так, как он того ожидает, ни шагу в сторону. Если кто-то обладает большим влиянием, другие начинают ему подыгрывать, заискивать. Такова наша натура. И человек все больше погружается в иллюзию своего незыблемого авторитета и всевластия, пока не столкнется с реальностью. А это очень болезненно, ведь всегда в толпе найдется тот, кто крикнет «А король-то голый!» И толпа сразу поверит крикнувшему, а не королю. В этот момент рушатся все иллюзии, а жизнь
основанная на них, идет ко дну. Иллюзии. Если человек прячется от настоящей жизни под теплым одеялом иллюзий, то холодный душ реальности может накрыть его в самый неподходящий момент. Да, неприятно, когда лежишь под пушистым одеялком, а тебе решают устроить Ice Bucket Challenge. Помните, по интернету ходил челлендж, когда нужно было вылить на себя ведро холодной воды со льдом? Если человек игнорирует реальность и занимается самообманом, то вся жизнь превращается в бесконечную ложь. Это все равно, что подойти к витрине ресторана и убеждать свой желудок, что от одного взгляда на жареную курочку и аппетитное пирожное вы будете сыты. Не будете. Иллюзия — это структура с нулевой энергией. Избыточные эмоции. Это состояние, при котором эмоции управляют нами. Это приводит к проекции эмоций на другие события, вследствие чего мы уходим в иллюзию. Допустим, вы выиграли в лотерею огромную сумму денег, но в этот же день вам внезапно нагрубил продавец в магазине. На фоне ваших фонтанирующих эмоций его хамство будет казаться чем-то незначительным. Хотя, по идее, вы должны были бы выдать ответную реакцию. Завтра он нагрубит вам еще раз, и вы взорветесь. Избыточные эмоции бывают и негативными. Поругались на работе с коллегой, вернулись домой и продолжаете сыпать негативом, придираясь к близким, срывая злость на тех, кто подвернется под горячую руку. И все-то они делают неправильно, только больше вас раздражая. В реальности же близкие бегают вокруг вас и пытаются успокоить, заботиться о вас, а вы видите в этом лишь провокацию на еще более сильные эмоции. Симптомы нарушения закона ожидания и реальности. Они очень похожи на признаки нарушения закона причины и следствия. Отличительная особенность состоит в том, что если человек не следует закону ожидания и реальности, то на уровне чувств не испытывает радости, удовольствия. Хотел человек малиновое пирожное с заварным кремом, представлял, какое оно вкусное, как тает во рту, купил, съел, а чувство наслаждения, о котором мечтал, так и не наступило. А если человек нарушил закон причины и следствия, то вместо долгожданного пирожного купил почему-то чебурек. Когда будете изучать симптомы, опирайтесь на это объяснение. Постоянные разочарования. Это основной признак несоблюдения закона. Чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. То, что мы не оправдали ваших ожиданий, это не наши проблемы. Это ваши проблемы. Сказал однажды после матча известный российский футболист Андрей Аршавин. Страна взорвалась критикой, а ведь он просто указал на соблюдение закона ожидания и реальности. Если вы будете кормить кота собачьим кормом, он не начнет лаять. Даже если вы будете очень-очень в это верить. А вы его уже на конкурс редких пород собак собрались вести. А на выигранные деньги пообещали свозить подругу на море. Я понимаю, этот пример выглядит комично и нелепо, но большинство наших ожиданий работает именно так. Безусловно, вы должны верить в себя и в результат, но не стоит опираться на него, если он еще не наступил. Вы можете им проникнуться настолько, что в вашей голове он уже станет реальностью. А когда наступит настоящая реальность, вы разочаруетесь. Посмотрите даже на само это слово. Раз — очароваться. Расколдоваться, выйти из-под воздействия чар. Ну и мой любимый возвратный суффикс «ся». Здесь тоже присутствует. Это не Вселенная нас разочаровывает. Мы успешно справляемся с задачей сами. Результат никогда не соответствует ожиданиям. Ваш друг решил устроить вечеринку. Вы ждали крутой тусовки, готовились к ней. И вроде бы вокруг всем весело, но вы почему-то тихо стоите в сторонке. И музыка не та, какой хотелось. Вы ожидали техно, а играет попса. И напитки не те, только какое-то разбавленное пиво. А вам бы что-нибудь покрепче. Но другие люди довольны. На самом деле,
Это не вечеринка плохая. Просто вы ее так ощущаете. Ведь друг вам сказал, какая будет музыка и напитки, но вы надеялись, что что-то внезапно поменяется. Не изменилось, но вы до последнего момента укрывались теплым одеялом иллюзий, а получили холодный душ реальности. Когда мы нарушаем шестой закон Вселенной, жизнь постоянно сталкивает наши ожидания с реальностью, отчего кажется, что все в этом мире с ног на голову и все против вас. Но это не так. Все делаете правильно, а получается как всегда. Тот же симптом, как и в случае с прошлым законом, но только в отношении чувств. Вы получаете то, чего хотите физически, но ощущения совсем иные. И так раз за разом, и вам в конечном счете уже непонятно, что вам нужно и нужно ли вообще. Что воля, что неволя, все равно. Зачем покупать малиновые пирожные, если вы не получаете от них ожидаемого наслаждения? Обиды. Накопленные обиды приводят к тому, что человек ради комфортного общения с окружающими начинает строить иллюзии. Эти люди на самом деле лучше, чем то, как я их чувствую. Коллеги не такие токсичные интриганы, как мне кажется. Нормальные они ребята. Он обязательно исправится. Он это не со зла. Мы приписываем благородные качества тем, кто ими не обладает, опираемся на эти иллюзии, а потом неизбежно разочаровываемся. Это ведет к еще большим обидам и большим иллюзиям. И так по кругу. Этот круг можно разорвать, только лишь избавившись от страха, провоцирующего нарушение закона ожидания и реальности. Постоянный поиск себя. Если вы ищете себя, подойдите к зеркалу, взгляните на себя. Вот вы себя и нашли. Вы великолепны. Конечно, симптом этот относится к духовному поиску себя, а не физическому. Когда душа не на месте, тело тоже носит непонятно где. Человек теряет себя не в событиях и пространстве, а в иллюзиях своего ума. Когда их критически много, исчезает связь с объективной реальностью. Все это приводит к тому, что энергетическое взаимодействие с настоящим миром прекращается, остается связь только с вымышленным. Становится все труднее найти свое социальное и эмоциональное место в мире. Человек отправляется на его поиски. Открою секрет: ваше место там, где вы находитесь сейчас. Соблюдайте шестой закон Вселенной, тогда иллюзии развеются, и вы сразу себя найдете. Вечные споры с окружающими. Человек готов отстаивать свои иллюзии, как собака защищает щенков. Рьяно и бескомпромиссно. Ведь на фантазиях построена вся его жизнь. Если вдруг придется уступить в споре, воображаемый мир зашатается, а вместе с ним и все существование. Люди тратят огромное количество энергии на споры, а могли бы применить ее для чего-то полезного и приятного. Да хотя бы картошечки с грибами нажарить и вкусно поесть. Но нарушая закон, мы продолжаем доказывать миру свою правоту. Миру, честно говоря, это вообще не нужно. А вот жареная картошечка — это то, что надо. Что может быть вкуснее? Нет, с этим вам будет сложно поспорить. Но если вы уже мысленно начали доказывать мне, что это не полезно, жирно, слишком калорийно, невкусно и так далее, то вам стоит проработать свое отношение к подобным ситуациям. Страхи, провоцирующие нарушение закона ожидания и реальности. Их всего 5. Страх совершить ошибку, страх реальности, страх действовать ради достижения цели, страх будущего, страх оказаться неидеальным. Страх совершить ошибку. Человек боится, что ошибка причинит ему сильную боль. Как следствие, он погружается в иллюзии и избегает любых действий, начинает заниматься самообманом. Если я ошибусь, мне будет очень больно. Не стану ничего делать.
вообще нет в этом необходимости. Ну или оно как-нибудь само рассосется. Все хорошо. Птички поют, бабочки летают. Возможно, некоторые из вас знают не понаслышке холодок этого страха. Он появляется внутри, когда вы боитесь ошибиться. И из-за этого по вашей душе пройдутся асфальтоукладчиком. Это чувство и загоняет нас под теплое одеяло иллюзий. Страх реальности. Люди, боящиеся этого мира, ничего о нем не знают. На самом деле мы редко боимся темноты или смерти. Нас страшит неизвестность. Да, бывают такие моменты, когда мир кажется нам враждебным и пугающим, то есть непонятным. Что делать? Пытаться его понять, конечно же. А чтобы понять, нужно с ним взаимодействовать. Если в человеке побеждает страх реальности, он начинает придумывать себе мир. Помните закон притяжения? Так вот, к человеку притянется именно тот самый пугающий мир, что существует в его голове, вплоть до мельчайших деталей. Понятное дело, что зомби и оборотни не пойдут по вашим улицам, а вот суровый начальник может отказать в повышении. Человек погрузится в иллюзию, и его сознание станет воспринимать любую реальность как опасную. В итоге закон нарушен, а все решения в жизни теперь принимаются через призму неприятных чувств. Мир такой, какой есть, и никакой другой. Но готовы ли вы его принять? Вот в чем нужно разобраться. Страх действовать ради достижения цели. Ну вот, допустим, я сейчас исполню все свои мечты. Как же я жить-то дальше буду без них? Я пытаюсь добиться этих целей, чтобы что? Не понимаю. Жизнь — это не компьютерная игра, где вы прошли все уровни, победили всех боссов, и она закончилась, и пошли финальные титры. Мы ощущаем ее, пока сами этого хотим. Боясь двигаться в сторону достижения своих целей, человек погружается в иллюзии и постоянно ищет отговорки, начинает заниматься самообманом и в итоге необъективно воспринимает действительность. Страх будущего. Мы не знаем своего будущего, это факт. Но когда человек боится его, он опять-таки строит воздушные замки. Такая вот защитная функция. Когда ребенок проживает сильный стресс, он уходит в выдуманный мир. Где-то я даже читал версию, что Гарри Поттер, юный волшебник, избранный, придумал себе весь этот магический мир как реакцию на потерю родителей и жестокое обращение родственников. Что ж, под таким углом тоже можно посмотреть на историю мальчика, который выжил. Вы же помните, что мы никогда не взрослеем. Взрослые дети начинают придумывать себе будущее, которое никогда не случится. Сначала обманывают себя, а потом делают это и с другими. В итоге связь с реальностью теряется, а принимаемые решения приводят к непонятным и размытым результатам. Иллюзия не может ничего создать, у нее нет энергии. Страх оказаться неидеальным. Ох, этот чертов перфекционизм. Вы знаете, что он гораздо токсичнее эгоизма? Исследования университета Беркли доказали, что именно педантичность лишает человека возможности быть счастливым. Запомните, перфекционизм — это ужасно. И для самого человека, и для окружающих. Идеальный мир — это пустота, в которой ничего не происходит. Такие люди не делают мир лучше, они искусственно усложняют собственную жизнь и требуют и от других быть идеальными. Идеализм — это ожидание. Строите ожидания, получаете разочарование. Страх оказаться неидеальным приводит к тому, что человек бесконечно стремится стать каким-то другим, пребывая в иллюзии, что это не только возможно, но и нужно миру. Так вот, примите тяжелую правду. Это невозможно и никому не надо. Практика. Таковы основные страхи, ведущие к нарушению закона ожидания и реальности.
Практика их проработки аналогична той, которую мы уже делали в главе 1. Другим будет лишь список генно-родовых установок. Страх совершить ошибку, страх реальности, страх действовать ради достижения цели, страх будущего, страх оказаться неидеальным. У нас остался последний, 7-й закон, пожалуй, самый сложный для понимания. Закон доверия Вселенной. Поехали. Глава 7. Закон доверия Вселенной. Вселенная любит нас. Я еще называю его законом жизни оптимиста. Его соблюдение — верх мастерства. До этого уровня подсознательно доходят единицы. Чтобы следовать закону доверия Вселенной, прежде всего вы должны соблюсти все предыдущие. Дойдя до этого этапа взаимодействия с миром, человек приобретает неуязвимость к любым внешним событиям. Кажется, что он превращается в какого-то супергероя, но на самом деле он просто становится самим собой. Все мы стремимся к такому уровню бытия, где можем полностью довериться происходящему, отпустить все, что контролировать попросту невозможно. И расслабленно выдохнуть, живя, как советовал Далай-лама. Если проблему можно решить, то нет смысла беспокоиться о ней. Иначе говоря, если можно найти выход из сложившейся ситуации, то не стоит попусту переживать. Гораздо правильнее направить всю свою энергию на решение проблемы. И наоборот, когда выхода нет и проблему решить нельзя, то волноваться уже бессмысленно, ведь вы ничем не сможете себе помочь в данной ситуации. Далай-лама, Говард Катлер, «Искусство быть счастливым. Руководство для жизни». Эксмо, 2022. Вот несколько принципов закона доверия Вселенной. Вселенная всегда дает нам лучшие сценарии на выбор из всех доступных. Здесь и сейчас перед вами лучшие из тех возможностей, которые могут появиться, учитывая ваш прошлый выбор. Ваша задача — сделать следующий шаг, исходя из соблюдения законов Вселенной. Вселенная любит нас. Она желает нам только лучшего. Даже если вы не согласны, это вовсе не означает, что все не так. Иногда путь к свету лежит через непроглядную тьму. Но именно вы выбрали пойти этой дорогой, и Вселенная уважает ваш выбор. Ведь она соблюдает собственные законы. А то, каким путем вы решаете идти к цели, проявление вашей свободы воли. Вселенная не хочет вам навредить, только научить. Вселенная всегда заботится о нас. Она дает лучшее из того, что мы сами готовы себе позволить. Еще раз, лучшее из того, что мы сами готовы себе позволить. Когда говорят, что Вселенная изобильна и всем хватит ее энергии, многие в этом сомневаются. Они не готовы взять эти блага, потому что заняты бесконечной борьбой за выживание, выгрызанием своего права на место под солнцем. Но такие люди сами ограничивают себя, нарушая тем самым первый закон. Если доверие человека ко Вселенной трещит по швам, то он сразу скатывается до уровня испытаний закона свободы воли. Представим, что Вселенная такой же участник отношений, как, скажем, наш коллега или родители. Когда мы проявляем недоверие Вселенной, тем самым мы нарушаем ее свободу воли, ее выбор дать нам самое лучшее. Отсутствие доверия делает из нас капризных детей, которые отказываются от самых вкусных конфет и крутых игрушек, которые им предлагают. Закон доверия Вселенной напрямую связан с энергией 7-й чакры. Она находится в районе головы и отвечает за нашу связь с космосом. А еще она зеркально 1-й. Помните, эта чакра отвечает за выживание и за отношения с родителями, давшими нам жизнь. Если человек не смог совладать с верхними энергиями 7-й, он как в настольной игре возвращается к исходной точке на старт и снова вынужден проходить испытания и получать жизненные уроки, начиная с закона свободы воли. Не пугайтесь такого падения, оно абсолютно естественно. Каждый раз мы проходим эти этапы как уровни в игре.
Доходим до финального, побеждаем и начинаем все заново, но уже на другом уровне сложности. С повышением сложности мы получаем все больше бонусов. Таков путь развития человека. Соблюдение закона доверия Вселенной дает нам ощущение полного принятия происходящего. Не обреченного, как у узника в казематах, а спокойного и позитивного. Помните, я говорил, что 7-й закон — это закон жизни оптимиста. Его соблюдение подарит вам отсутствие любых страхов и состояние потока. Представьте, все вокруг кажется безопасным, понятным, комфортным и доставляет удовольствие. Каждый день. Звучит здорово, правда? 3 врага закона доверия Вселенной. Обиды на родителей. Возможно, вас удивит, что речь об этом идет именно в этой главе, а не в первой про закон свободы воли. Но последний закон чаще всего нарушается именно при взаимодействии с родственниками, а особенно с родителями. Весь секрет в том, что родители для ребенка — это его Бог, не в религиозном, но в экзистенциальном смысле. Они дали ему жизнь. Когда человек взрослеет, Богом для него становится Вселенная. Весь мир, который его окружает, это и есть Бог. Если в детстве мы накопили множество обид на родителей, то, став взрослыми, мы начинаем проецировать их на весь мир. Во всех мужчинах такой человек видит отца, а во всех женщинах — мать. Подсознательно. Именно поэтому в психологии так популярна терапия детских психотравм. Если вы обижены на родителей, значит, не можете им доверять. Если вы не можете довериться Богу, породившему вас, то не сможете вверить себя Богу, который создал для вас этот мир. Заблуждение. «Чем больше я знаю, тем сильнее понимаю, что ничего не знаю», — говорил Сократ. Он был абсолютно прав. Когда мы выстраиваем любое устойчивое убеждение об окружающем мире, мы вводим себя в заблуждение. Его разрушение приводит к разочарованию, а это лишает нас доверия и порождает чувство опасности. Как же так? Вот думал всю жизнь, что Земля плоская, а оказалось все не так. Как-то совсем небезопасно жить. Тогда человек проваливается в тотальный контроль над всем, что его окружает. Нельзя допустить повторения истории. А это уже ведет к нарушению чужой свободы воли. Чем это чревато, вы уже знаете. Вот так простое заблуждение может запустить целую цепочку последствий. Помните, мир переменчив, и любое устойчивое верование может оказаться ложным. Ведь люди когда-то и правда искренне верили в теорию плоской Земли. Берите лучше пример Сократа. Агрессия. Зло не способно понять истину, ибо оно всегда настроено на осуждение, отрицание и спор. Это уже нескромно сказал я. Когда человек агрессивен, все вокруг кажется враждебным, а все плохое нужно непременно победить. Нарушение закона свободы воли. В такой вечной борьбе ни о каком доверии и речи идти не может. Пустите добро в свое сердце. Если ему не найдется там места, то зло обязательно ворвется и займет центр управления в вашем сознании. Обращение к доброте порождает в нас безусловное доверие Вселенной. Мы начинаем видеть выгоды, положительные возможности в окружающем мире и следовать за ними. Человек, обладающий абсолютным доверием, неуязвим к внешним обстоятельствам. Симптомы нарушения закона доверия Вселенной. Чувство одиночества и брошенности. Представьте, что вы ребенок, который не может доверять своим родителям. Что вы почувствуете? Вас бросили, оставили один на один с жестоким миром. Именно это ощущает человек, который нарушает 7-й закон Вселенной. Ему кажется, что все, что его окружает, настроено против него, и никто не хочет ему помочь. На самом деле, своим недоверием он отказывается от любой помощи, считая ее опасной или провокационной. Мир — ваш помощник и друг.
если вы ему доверяете. Если нет, это ваш соперник и враг. Что вы выберете? Чувство вины перед всеми. Этот симптом делает вас виноватым перед всеми, близкими, друзьями, случайными прохожими. Перед вашим почтальоном, дантистом и водителем такси. Все время кажется, что вы делаете что-то не так. То вы сильно хлопнули дверью автомобиля, то недостаточно бурно порадовали за друга, когда он рассказал о своем повышении на работе, то вовремя не ответили на звонок родителей, а вдруг мама переволновалась. Вся эта надуманная вина постоянно бурлит внутри вас. Когда человек не доверяет миру, ему кажется, что тот от него отвернулся, а отворачиваются только от плохих, не от хороших же. Значит, человек плохой, а такие всегда в чем-то виноваты. Осталось только найти причину, что довольно просто. Громко хлопнул дверью, не ответил на звонок, утвердиться в своем заблуждении и продолжить нарушать закон. Постоянный поиск своего предназначения. Вы наверняка знаете людей, которые постоянно ищут себя. На самом деле они ищут не себя, а безопасное место под солнцем. Пытаются найти такой уголок в мире, которому смогут доверять и транслировать свои истинные энергии. Такой поиск может длиться бесконечно, пока человек нарушает 7-й закон Вселенной. От себя не убежишь. Часто я употребляю эту фразу в такой ситуации. Если вы ищете свое место в этом мире, знайте, оно там, где вы находитесь сейчас. Ваша задача — найти причины доверять ему. Перекладывание на других ответственности за свою жизнь. Если миру нельзя доверять, значит он неправильный. Сам виноват. А раз так, вот пусть и отвечает за все ошибки, которые я совершил. Именно так размышляет человек, который нарушает закон. Только вот отвечать приходится людям, окружающим его, ведь они и есть его мир. Сразу прослеживается линия нарушения закона свободы воли, что, собственно, и происходит после длительного нарушения закона доверия Вселенной. Неспособность самостоятельно принимать решения. Если другие отвечают за мою жизнь, то и пускай решают, что с ней делать. Этот симптом – следствие предыдущего. Это ложно напоминает соблюдение 7-го закона. Я вверяю себя происходящим событиям, и будь что будет. Но доверие Вселенной – это не только вверять себя происходящим событиям, но и самостоятельно принимать решения, исходя из них. Перекладывать эту миссию на других значит нарушить закон свободы воли. Если каждый будет жить свою жизнь, а не чужую, то всем станет гораздо легче. Каждый человек должен принимать решения только за себя, а не за вон того парня. Страхи, провоцирующие нарушение закона доверия Вселенной. Эти генно-родовые установки могут быть похожими на те, которые мы уже разбирали в предыдущих главах, но здесь многократно увеличивается масштаб последствий. При нарушении закона доверия Вселенной мы всегда мыслим и чувствуем в отношении целого мира, глобально. Таких страхов 5. Страх предательства, страх быть обманутым, страх осуждения, страх ошибиться, страх разочарования. Страх предательства. Вы боитесь, что мир вас предаст. Он кажется опасным, значит и доверять ему совсем не стоит. Это ведет к нарушению закона, и жизнь превращается в постоянную перепроверку людей, событий и возможностей. Вы как параноик постоянно подозреваете недоброе и совершенно не можете расслабиться. На это уходит масса энергии и времени. В итоге вы не получаете полноценного жизненного развития, а только нескончаемый невроз и стресс. Страх быть обманутым. Если вы переживаете, что Вселенная вас обманет, то никогда не сможете ей довериться. Если вы опасаетесь, что ваша искренность, открытость и другие сокровенные качества будут преданы миром, то никогда не сможете их проявить. А значит, не получится быть собой настоящим.
потому что без этих проявлений жизнь просто не может считаться полноценной. Страх осуждения. О ужас! Вас осудит весь мир. Все будут знать о вашем поступке, и уж точно ничего хорошего не скажут. Эта установка похожа на страх осуждения. Помните закон притяжения? Но теперь речь идет в глобальном масштабе. Вы не просто стоите на сцене перед друзьями, родственниками и вашей учительницей начальных классов. В партере целый мир. Страх ошибиться. Если вы научились следовать всем предыдущим законам, но по-прежнему боитесь допустить ошибку, проработайте эту установку в контексте целой Вселенной. Вы опасаетесь оступиться, и тогда от вас отвернется весь мир. Скажу по секрету, этому огромному миру в принципе абсолютно все равно, что вы там делаете. Он определенно видал ошибки и похуже, и никого не переставал от этого любить. Страх разочарования. Страх, что ваш длительный жизненный путь закончится не победой, а полным крахом надежд и иллюзий. Что любое сложное дело ваших мечтаний, которое может изменить мир к лучшему, грозит закончиться фиаско или так и не начаться. На самом деле мир вас любит и примет любые результаты вашего труда. Ваша задача — довериться ему. Помните, Вселенная вас любит. Для проработки страхов, провоцирующих нас нарушать седьмой закон Вселенной, пользуйтесь универсальной практикой из главы 1. Генно-родовые установки будут такими: страх предательства, страх быть обманутым, страх осуждения, страх ошибиться, страх разочарования. Мы рассмотрели все 7 законов Вселенной. Надеюсь, эта книга вдохновила вас на то, чтобы проработать свои страхи и сделать свою жизнь лучше, понятнее, полноценнее и радостнее. Потому что, как ни крути, мы пришли в этот мир, чтобы быть счастливыми. Заключение. Этот мир невозможно понять. Он — метаморфоза, меняющаяся ежесекундно. Мир можно только почувствовать. Мы не способны контролировать все последствия своих поступков и четко осознавать каждое событие в своей жизни. Ум ограничен, но душа безгранична. Следуя законам Вселенной, мы способны попадать в ноты ее звучания и избавиться от необходимости подстраиваться под обстоятельства. Так мы начинаем создавать новый мир, тот, что живет в наших мечтах. Когда родилась идея этой книги, мы с супругой отправились в то место, откуда начались все мои важные профессиональные открытия. Открытия, позволившие описать самую подробную концепцию законов Вселенной. В самом начале я рассказывал об озарении, пришедшем ко мне посреди ночи в уютной квартирке в Питере. Я создавал эту книгу сразу в 4 городах и странах: Санкт-Петербург, Пальма-де-Майорка, Рим, и вот заканчиваю я ее в Анталии. Каждый город открывал мне новые смыслы и наделял тексты особой энергетикой. Законы Вселенной в любой точке планеты работают одинаково. Законы Вселенной — это очень простая система координат, которая помогает ориентироваться в мире поступков и в жизни в целом. Навигатор на нашем долгом пути, который всегда поможет прийти в желаемую точку. Собственные дороги жизни всегда выглядят запутанными. Нам лишь кажется, что другим почему-то живется проще, и они, в отличие от нас, легко нашли свое предназначение и место под солнцем. Но мы все ищем, постоянно, пользуемся выцветшими картами жизненных путей наших предков, чтобы отыскать дорогу к своему счастью. Но мир — бесконечная метаморфоза, которая постоянно меняет свой облик. Понимая законы, по которым происходят эти изменения, вы всегда сможете подстроить под них свои планы и добиться желаемого. Это уже не устаревшие карты, которые могут завести вас черт знает куда, а система навигации вечная, как сама Вселенная.
Следовать законам необходимо, начиная с первого, подниматься по ним, как по ступенькам лестницы. Соблюдение одного закона открывает доступ к следующему. Поэтому я не только дал им название, но и пронумеровал. Кстати, так в книге появилась нетипичная нулевая глава, чтобы не сбивать вас с толку. Познание того или иного закона открывает нам новые события, возможности и простор для развития. Начали соблюдать закон свободы воли, Вселенная сразу открывает перед вами волшебный сундук с удовольствиями. Внезапно все начинает радовать, вокруг появляются приятные люди, а желания исполняются как по взмаху волшебной палочки. Как только произойдет гедонистическая адаптация, как принято у нас говорить, к хорошему быстро привыкаешь, тогда появляется желание что-либо создавать. Рождается оно из потребности получать более качественное удовольствие. С этого момента начинается самореализация. Дойдя до уровня соблюдения закона баланса, вы начнете искать возможности сохранить уровень удовольствия при увеличении усилий на самореализацию. Здесь сразу появляется понимание, что времени на все не хватает. Делать-то нужно больше, а в сутках по-прежнему только 24 часа. Но при обретении равновесия и баланса человеку открывается совсем иной мир. Мир чувств. Новая реальность, которая позволяет жить на уровне высоких энергий. Это как переход с аналогового телевидения на цифровое, в HD разрешении. Люди на ступеньке закона баланса постоянно поправляют свою антенну, чтобы не сбоило, а находящиеся на ступеньке закона чувств видят мир в идеальном качестве. Познав уровень чувств, человек погружается в поиск причины следствия событий в окружающем его мире. Жизнь становится бесконечным исследованием. Помните Николая Дроздова, ученого, который так увлеченно рассказывал по телевизору о жизни зверей в передаче «В мире животных». С таким же энтузиазмом начинающего натуралиста человек начинает наблюдать за миром, делать открытия и делиться ими с другими. Разобравшись в скрытых связях событий, человек поднимается на ступеньку закона ожидания и реальности. Сомнению подвергается весь его жизненный опыт. Оказывается вдруг, что истина бывает многоликой. Мир встает с головы на ноги, не наоборот. Иллюзии с треском рушатся. Начинается погружение в себя и поиск внутренней истины. В ход идет литература, курсы, тренинги, философские учения. На этом уровне человеку куда комфортнее проводить свои вечера с книгой, чем развлекаться на шумной вечеринке. Когда истина найдена, случается чудо. Человек осознает, что в мире-то оказывается все на своих местах. Он уже не стремится изменить порядок вещей, а просто наслаждается происходящим. Выступает в роли активного наблюдателя и начинает доверять Вселенной. Каждое событие, неважно позитивное или негативное, человек рассматривает как возможность и использует ее для дополнения своей картины жизни новыми сценариями. Вот что интересно. Люди, находящиеся на ступеньке соблюдения закона свободы воли, вечно не знают, чем себя занять. У них всегда достаточно времени, поэтому им очень сложно понять тех, кто пытается освоить закон баланса. А людям, занимающим уровень закона притяжения, они вообще кажутся расточителями, которые так и рискуют попасть в неприятную ситуацию из-за своих дозволений. Соблюдение каждого из законов определяет наш социальный статус. Все мы стоим на разных ступеньках. Нам не понять тех, кто находится на другом уровне. От этого мы все такие разные. Каждый со своими установками. Я уже не раз говорил, все мы живем в одном мире, но при этом каждый в своем. А 7 законов работают для всех одинаково. Если нашим телом управляет физика, то душой — Вселенная. У обоих миров есть свои закономерности. Достаточно следовать им, и тогда все сбудется, и получится так, как вы того хотите. Спасибо вам за это прекрасное литературное путешествие. Осваивайте и соблюдайте законы Вселенной, а мы еще
встретимся на этом пути. Ваш Сергей Шейкин. Приложение. Универсальная практика. Избавляемся от страхов, ведущих к нарушению законов Вселенной. Условия. Проводится в полном одиночестве. Прогоните кота за дверь, объясните мужу или жене, что вас нельзя отвлекать, скажите детям, что в квартире спрятан клад с конфетами, пусть ищут, но в вашей комнате их точно нет. Кстати, спрячьте клад по-настоящему, не обманывайте. И чем дольше детям придется его искать, тем больше времени у вас будет на практику. Создайте пространство для расслабления. Зажгите любимые ароматические свечи, благовония, используйте музыку для медитаций. Я рекомендую Дева Примал. Их мелодии лучше всего помогают расслабиться. Или не включайте ничего, если предпочитаете тишину, но беруши не помешают. Мало ли, какие звуки вас отвлекут. Практика выполняется лежа. Главное, чтобы было максимально удобно и вы могли расслабиться. Выберите такое место в квартире, где вы ощущаете себя в полной безопасности. Вам понадобится список страхов, которые провоцируют нарушение закона. Алгоритм выполнения. К каждому страху мы будем обращаться по очереди, прорабатывая один за другим. Сперва в каждый из них нужно потыкать палочкой, то есть понять, есть ли он у вас вообще или нет. Поэтому так важно пройтись по всему списку, а не брать лишь те страхи, которые, как вам кажется, мешают вам жить. Закройте глаза и представьте, что страх публичного осуждения воплотился в вашей жизни. Вообразите, что вы стоите на сцене, а все вокруг вас ругают. Одни освистывают из зала, кто-то токсично шепчется за кулисами. Ваши близкие, друзья, случайные знакомые. Обратитесь ко всем органам чувств. Что вы слышите в этом зале? Насколько яркий там свет? Чем пахнет? Так вы поможете мозгу скорее вжиться в роль. Когда вы придумали обстановку, попытайтесь вспомнить все ощущения, когда вы на самом деле боялись публичного осуждения. Обратитесь к детству. Именно там большинство страхов отпечатывается ярче всего. Ваша задача – показать телу, что сейчас оно в тех же условиях. Нам нужно, чтобы оно отреагировало на то, что вас так пугает. Если вы почувствовали дискомфорт, неприятные эмоции, а в руках, ногах или позвоночнике появились зажимы, значит, этот страх у вас есть, и его нужно прорабатывать. Об этом дальше. И делать это следует до тех пор, пока такая визуализация не будет вызывать у вас ничего, кроме равнодушия. Ну и осуждают меня все вокруг. Что они сделают? Это адекватная реакция на страх публичного осуждения и цель данной практики. Иногда проработка одного страха может занимать до нескольких дней. Это нормально, если вдруг не получится сразу. Если в процессе выполнения упражнения вы понимаете, что силы закончились, примитесь за практику снова, но уже завтра. Если же у вас с первого раза не возникло никакой реакции на страх, значит все в порядке. Его у вас нет. Переходите к следующему пункту из списка. Проработка страха. Первое. Зажгите свечи, благовония, включите расслабляющую музыку. Второе. Расположитесь удобно на кровати и закройте глаза. Третье. Ощутите страх в теле. Можете снова погрузить себя в ситуацию, где вы напрямую с ним сталкиваетесь. Дайте волю воображению. Четвертое. Определите, где и как в теле локализуется этот страх, где он живет. Вы можете прийти к ответу на уровне мысли. Например, это ощущение у меня в желудке, тянущий холодок. Или почувствовать, как напряглась шея и оказались зажаты плечи. А может быть, вы с силой подвернули пальцы ног. Прислушайтесь к себе и найдите место, где обретается ваш страх. Пятое. Если вам кажется,
что он везде, спросите себя, где находится источник этого страха, откуда он начинается, где его эпицентр. Даже если он волнами расползается по всему организму, у него наверняка есть центр. 6. Дальше визуализируйте страх и представьте, как он может выглядеть, как сгусток энергии, некая субстанция или даже предмет. Доверьтесь своей фантазии. Он может принимать какой угодно образ, будь то шаровая молния или стальной кубик. 7. Спросите себя, от кого из предков вам досталась эта генно-родовая установка. Не погружайтесь в долгие размышления. Первая мысль всегда самая верная. 8. После задайте вопрос. Зачем вашему предку нужен был этот страх? Как он помог ему выжить? 9. Через образы подумайте, как этот страх влияет на вашу жизнь. Спойлер – плохо. Но нужно выяснить, каким именно ощутимым последствиям он привел. Расслабьтесь. Пусть эти образы сами приходят вам в голову. 10. Если у вас появилось понимание, что этот страх вам только вредит, вытаскивайте его из тела и отправляйте в землю. Возьмите эту шаровую молнию, кубик, сгусток субстанции и представьте, как вы бросаете это на землю. Оно уходит глубоко, где-то там соединяется с центром Земли и перерабатывается. Как ветки перемалываются в дробилки для древесины. Раз, и вот остались одни безвредные щепки. Все. Страх проработан. 11. Иногда наш мозг с нами играет и подкидывает иллюзию. Этот страх нам нужен. Как правило, одна установка часто цепляет другую. Тогда перейдите на нижний уровень и постарайтесь зацепить уже этот побочный страх. Определите его в теле, визуализируйте и отправьте в землю вместе с основным. Пусть перерабатывается. 12. Теперь поблагодарите предков за возможность получить такой опыт и закончите проработку этого страха. 13. Отдохните и переходите к следующему пункту из списка. И так до тех пор, пока все страхи не закончатся. Если у вас никак не получается визуализировать страх, ответы на вопросы из практики можно получать и на уровне мысли. Совсем не обязательно представлять, как, например, шаровая молния мечется где-то по вашему желудку. Просто спросите себя, в какой части тела я этого боюсь? И ответ придет словами без образа. Разум ответит – в сердце. Следующий вопрос – что это? В ответ – гвоздь. Дальше сознание разгонится, и вам будет легко представить, как вы вынимаете этот гвоздь из области груди. По завершении упражнения, выполнение которого может длиться не один день, и проработки всех страхов, вы почувствуете облегчение – физическое и эмоциональное. А бонусом поймете, откуда растут ноги неприятностей в вашей жизни. Все это происходит одномоментно. Напоминает озарение и обычно называется инсайтом. Помните, что осознать результат практики иногда важнее самой практики. Перечень страхов и симптомов нарушения законов Вселенной. Закон свободы воли. Симптомы нарушения. Слабый иммунитет и проблемы со здоровьем, зависимость от личных отношений, конфликты с родителями или детьми, долги, финансовая нестабильность, окружающие вас подавляют и пытаются подчинить себе, отсутствие собственного мнения и зависимость от чужого, панические атаки и нервные расстройства. Страхи. Страх публичного осуждения, страх несоответствия чужим ожиданиям, страх личного осуждения, страх быть исключенным или непринятым обществом, страх потери жизненной стабильности, страх одиночества, страх смерти. Закон притяжения. Симптомы нарушения. Желания перестают исполняться,
ничего не хочется, проблемы в личных и интимных отношениях, депрессивные расстройства и подавленность. Страхи. Страх осуждения за получение удовольствия, страх пострадать из-за удовольствия, установка «отказ от желаемого в пользу нужного», установка «реализация в своей жизни чужих желаний», страх быть отвергнутым из-за удовольствий. Закон баланса. Симптомы нарушения. Нет ощущения жизненной стабильности, конфликты с окружением, проблемы с карьерным ростом, отсутствие признания ваших успехов, нервные расстройства и панические атаки, проблемы с пищеварением, расстройства пищевого поведения, гнетущие финансовые обязательства. Страхи. Страх непризнания, страх что-то не успеть, страх быть отвергнутым обществом, страх потерпеть неудачу, страх предательства. Закон чувств. Симптомы нарушения. Кажется, что ваши чувства никому не нужны. Невозможность понимать чувства других. Отсутствие ярких эмоций и притупленное восприятие событий. Ощущение, что вас все бросили. Утрата смысла жизни. Потребность проживать болезненные чувства и тяжелые эмоции. Страхи. Страх того, что предадут наши чувства. Страх осуждения за проявление эмоций. Страх быть непонятым. Страх быть отвергнутым из-за проявления чувств. Страх оказаться ненужным. Страх быть использованным теми, кому вы доверились. Закон причины и следствия. Симптомы нарушения. Результат всегда не соответствует ожиданиям. Все делаете правильно, но выходит как всегда. Очень сложно изменить жизнь. Постоянные неудачи. Сложности с финансовым ростом. Страхи. Страх совершить ошибку. Страх быть обвиненным в неправоте. Страх чего-то не успеть. Страх получить негативный результат. Страх признать и начать исправлять ошибку. Страх начать все сначала. Закон ожидания и реальности. Симптомы нарушения. Постоянные разочарования. Результат никогда не соответствует ожиданиям. Все делаете правильно, а получается как всегда. Обиды. Постоянный поиск себя. Вечные споры с окружающими. Страхи. Страх совершить ошибку. Страх реальности. Страх действовать ради достижения цели. Страх будущего. Страх оказаться неидеальным. Закон доверия Вселенной. Симптомы нарушения. Чувство одиночества и брошенности. Чувство вины перед всеми. Постоянный поиск своего предназначения. Перекладывание на других ответственности за свою жизнь. Неспособность самостоятельно принимать решения. Страхи. Страх предательства, страх быть обманутым, страх осуждения, страх ошибиться, страх разочарования. Дорогой слушатель, надеюсь, вам понравилась книга. Напишите в комментариях, какие еще книги вы хотели бы услышать. Поделитесь с друзьями и родными, и, конечно же, подпишитесь на наш канал, если еще не сделали этого, чтобы не пропустить новинки. Желаем вам всего наилучшего и надеемся, что наши книги изменят вашу жизнь в лучшую сторону.